Тансулпан Гарипова. Буренушка. Роман-эпопея. Авторизованный перевод с башкирского Марселя Гафурова. Часть 5. Время крутых перемен. Глава 1. Ночью выпал первый снег, лежал на улице пышным покровом, оставляя на нем следы. Мадина пошагала к правлению колхоза. Было еще рано, лишь в некоторых домах затопили печи, из труб, клубясь, поднимался дым. Когда был жив Абделяхот, в такой же ранний час они ходили в правление на утреннее совещание вдвоем, а теперь вот Мадина прокладывает тропку одна. Уже который раз идет просить у Саяфа работу. Отец вздыхает, советует не ходить. А она, привыкшая к колхозной работе с отроческих лет, не может представить свою жизнь без нее. Как же это можно все время сидеть дома, чувствуя себя никому не нужной? В кабинете Саяфа, кроме него самого, никого не было. Вечером он, похоже, выпил сверх меры, веки припухли, под глазами темные мешки. И весь вид у него запущенный. Нечесанные волосы торчат в разные стороны, как щетина старой зубной щетки, наворот заношенного свитера выпущен выцветший, залоснившийся воротник рубашки. Мужчины, видимо, выглядят прилично лишь до тех пор, пока за их обликом следят женщины. Не так уж давно умерла Нагима, а Саиф успел опуститься, превратиться в пугало огородное, мельком подумала Мадина, и ей даже стало немножко жаль председателя. Но угрюмо бросил он, не поздоровавшись, когда она вошла в кабинет. Жалость уступила в душе Мадины место злости, но внешне она осталась спокойной, с грубостью, издевательствами похлеще сталкивалась, когда добивалась свидания с Абделяхотом в бутырской тюрьме. В прошлый раз вы сказали, что намечается работа для меня. Я сказал. Тебе, должно быть, снятся сны наяву. Нет работы. Нет. И не будет. Не то что для всяких пришлых, для своих местных найти не могу. Не понимаю. Я ведь родилась и выросла в этом ауле. Моя мама, бабушка. Мадина ненадолго умолкла, комок встал в горле. Расстегнула пуговицу шубки. Вам не стыдно, Саиф Сайфулович, перед ушами Шахарбану, Гульбану, отдавших всю жизнь колхозу? У меня самой стаж работы в колхозе больше 20 лет. А отец? Хватит, прервал ее Саиф. Рябинки на его лице побагровели. Воспитывать меня вздумала. Раз хочется воспитывать, надо было стать моей женой. Вы? Да, я. Саиф Шамсудинов. Я, хозяин колхоза. Захочу, повешу, захочу, помилую. А тебе, Мадина Хашимовна, пока хозяин здесь я, помилования не будет. Я ведь не одна. Дети у меня. Надо их учить, на ноги поставить. Если не в состоянии учить, можешь послать своих девчонок на ферму. Их приму. Сама ты пришла туда в 13 лет, пусть теперь они поработают. Саиф, потягиваясь, откинулся к спинке кресла. Есть еще вопросы? Нет. Мадина встала. И не будет. А вы, товарищ Шамсудинов, выдайте мне бумагу, что работы для Мадины Ирназаровой в колхозе нет. Думаешь, не выдам? Саиф написал несколько строк на чистом листке. На, возьми. Собираешься жаловаться? Жалуйся. Только кто жену врага народа, отсидевшего срок, будет слушать? Мадина свернула листок, сунула в карман. До свидания, Саиф Сайфулович. Если суждена вам долгая жизнь, увидите, кем станут мои дети. Ты. Что прокричал Саиф дальше, Мадина, уже закрывшая дверь кабинета и спускавшаяся по лестнице, не расслышала. Весь день после этого она места себе не находила. Перебирала в памяти дни своей жизни, горести и радости. Были очень тяжелые моменты, но радостей, успехов, оказывается, было больше. Хоть и покалеченным, но живым вернулся с войны отец. Встретила умного, щедрого, великодушного, работящего Абделяхота. Поступила учиться не куда-нибудь, а в Москву, получала знания у блестящих знатоков музыки, обрела друзей, готовых поделиться последним. Родился сын, вернулся из гулаговского ада муж, пришли в этот мир две дочки, одна другой краше, вернулась в Теряклы Борсенбика, оказавшаяся ее родной бабушкой.
Построили дом всем на загляденье, вырастили сад. Сын благополучно завершил воинскую службу. Абубакир поступил учиться в Ленинграде, певцом станет, и сама она скольких людей порадовала своими песнями. Да, много хорошего было, и, чтобы набраться сил для дальнейшей жизни, надо почаще вспоминать об этом. Давид Соломонович, когда еще учились в Москве, сказал как-то: 7-9 лет непрерывно работают, на 10-й год делают перерыв для раздумий. Размышляют, какие дела должны стать особо важными в будущем. Видимо, и в жизни Мадины наступил такой момент. Помнится, Давид же высказал мысль: если же только повседневной текучкой останется неисполненным самое важное дело, жизнь пройдет зря. В этом отношении примером для Мадины может служить ее Абделяхот. Ходень-деньской был занят текущими колхозными делами, не забывал о главном, старался выкроить время для селекционной работы. И отец Хашим, вроде жил тихомирно, а завершил самое важное для него дело, создал панно Кунгарбуга. В образе героини легенды выразил свой идеал, взгляд на мир, увековечил свою любовь. Бабушка Барсенбика тоже не погрязла в бытовых хлопотах, умела быть выше повседневной суеты. Упорно постигала секреты исцеления больных. Однажды, вырвав из когтей смерти заболевшую тяжелой формой ангины женщину, бабушка поделилась радостью с Мадиной: «Ты можешь подумать, что случилось чудо. Но это не чудо, я в поте лица трудилась десятки лет, чтобы достичь этого успеха». «А я смогла бы так?» — спросила Мадина. «Если поставишь перед собой такую цель, сможешь. Только не поддавайся сомнениям. Засомневаешься в своих способностях, считай, ничего у тебя не выйдет», — ответила бабушка. Когда бабушка была рядом, серьезные жизненные проблемы решались проще. Зачастую за Мадину думала и предлагала готовое решение бабушка. Теперь обо всем Мадине приходится думать самой. И дня для этого не хватает, не дают ума покоя ночью. Вот и этого дня ей не хватило. Только было поздно вечером задремала, как тут же проснулась, ветер ударил в ставни, и почудилось Мадине, что кто-то, как запоздалый путник, постучал в окно. Уж не приехал ли Дауд? Она встала, зажгла, чтобы не потревожить дочек, сальную свечу. Прислушалась к ветру. На улице, кажется, набирал силу буран, больше никаких звуков не было слышно. Может, не от стука ставен, а от сердцебиения она проснулась. Причин тревожиться за Дауда вроде нет. Совсем недавно получила от него письмо. На подготовительные курсы, пишет, поступил и на работу устроился. Только вот не помешает ли ему работа как следует подготовиться к поступлению в институт? Впрочем, в школе Дауд учился хорошо. Золотую медаль ему не дали, но те, кто получил, списывали контрольные работы по математике у него, сами учителя об этом говорили. Зря, наверное, Мадина волнуется, но таково уж материнское сердце. Вспомнилось ей, как съездили с Абделяхотом к Черному морю. «Вот оно какое», — Мадина сказала Абделяхот, когда открылось их глазам бескрайнее, без устали накатывавшее на берег волны водное пространство. «Оно, оказывается, как сердце», — сказала Мадина, — «как материнское сердце. Никогда не знает пока». Однако увидела Мадина море в пору, когда оно, спокойное, чуть-чуть колыхаясь, посверкивало бесчисленными блестками, перемигивалось солнцем, казалось безмятежно счастливым. Была и в жизни Мадины с Абделяхотом такая пора. Была да прошла. Надо теперь, поблагодарив Всевышнего за те счастливые дни, недели, месяцы, годы, идти навстречу новым рассветам. «Умей жить и тогда, когда пожалеть тебя некому», — учила бабушка. «Если не будешь плакать и ныть, сожалея об утраченном, успеешь сделать много добрых дел». Пусть будет тебе уроком печальный пример деда. Он прожил жизнь, горюя об отнятом революции и богатстве. Не отличал Дингис-хан малое от великого, не понял, что величие человека зависит не от мощны, а от души. При свете прилепленной к блюдцу свечи Мадина раскрыла общую тетрадь с записями народных песен и преданий. Взяла карандаш, записала всплывшую в памяти строку: «Что ж, вызов принят. Цель моя — перебороть судьбу.
Кто только не боролся в этом мире за достижение высоких целей. Наверно, за образами Прометея и Урал-Батыра стояли реальные люди. А Будда, Христос, Заратустра, Мухаммед. Ладно, они, пророки, небожители. Немало и обыкновенных людей, достойных подражания. Взять, например, деятелей искусства, наделенных способностью выражать человеческие чувства, от затаенных их движений до мгновений высочайшего накала. Разве они не ставили перед собой благородные цели и не оставались верными себе до последнего вздоха? Для девочек, что сладко посапывают на бабушкиной лежанке, погрузившись в свои детские сновидения, важно, какая у них мама, к каким целям она стремится. Важно это и для Даута, выигравшего схватку со смертью, а сейчас обучающегося на подготовительных курсах с тем, чтобы затем поступить в институт и продолжить дело отца. И для Абу-Бакра, оставшегося без родителей, случайно спасенного от гибели в бурном потоке и готовящегося теперь стать певцом. И для отца, Хашима, опаленного пламенем войны, превращенного болью утрат и тоской, как говорится, из проныры в Батыра, из разрушителя в созидателя, в творческую личность, не безразлично, какая у него дочь. Бабушка Бурсенбика, молодость которой пришлась на годы, когда жизнь клокотала, как лава в жаре вулкана, когда сын не признавал отца, брат с оружием шел на брата, выбравшись, выкарабкавшись из этого жерла, преодолела свои ошибки, силой ума поднялась на голову выше своего времени, тоже хочет видеть во внучке целеустремленную, сильную женщину. Нужна такая Мадина и односельчанам, ее современникам и современницам, сумевшим в нелегкой борьбе за сносную жизнь сохранить огонь в своих очагах и сберечь любовь к песне. Мадина со свечой в руке вошла в дальнюю комнату. При неярком освещении иначе, чем днем, заиграли краски висевшей там картины Камалетдинова. Глаза изображенные на картине молодой женщины вспыхнули. Взгляд, устремленный на Мадину, был ласков, в то же время чувствовалась в нем непреклонная воля. Так вот какой хотел видеть ее Аюб. Оказывается, для того, чтобы понять его, надо было прийти к картине ночью со свечой. После заседания бюро райкома, на котором рассматривался вопрос о восстановлении членства Абделяхата в партии, остались они в кабинете Камалетдинова втроем, он сам, Абделяхат и Мадина. Тогда Аюб Газизович сказал: «Неважно, откуда пришел человек, важно, куда он пойдет, неважно, кем был, важно, кем стремится стать». С какими умными людьми сводила Мадину жизнь. Жаль, с запозданием начинает понимать это человек. Этой буранной ночью в Таулах, в кирпичном доме, выглядевшем внешне вполне благополучным, не спалось еще одной женщине. Кишели в голове Галимы мысли, не подчиняясь никакому порядку, как опарышев зачервивший квашне забытыми остатками пищи. Какую ошибку допустила она в жизни, чтобы ночами метаться в одиночестве на широкой тахте, рассчитанной на двоих? Разве не трудилась она всю жизнь, не старалась? Ведь еще в ту пору, когда училась в 7-летней школе, летом на попутках ездила в Магнитку продавать ягоды, черемуху, вишню, калину, чтобы купить одежду для младших братьев и сестренок. По 2 ведра товара на коромысле таскала, стараясь выручить побольше денег, не ела ягоды сама, хотя пересыхала в горле и томила жажда. Не страдала, правда, Галима от такой нищеты, в какой жила Мадина, но и ее семье жилось нелегко. Покойный отец был человек боязливый, смирный, своей тени, как говорила мать, боялся. За дровами съездить, опасался лесника, на охоту сходить, председателя колхоза. Только и знал, что повторять: «Оставь, люди могут услышать». Вреда людям не причинял, однако и пользы от него, кажется, никому не было. Когда мать сказала отцу, что Галима забеременела, он как всегда замахал рукой: «Оставь, люди могут услышать». Вместо того, чтобы пойти к злодею, обрюхатившему дочку, и взять его за грудки, спрятался, как улитка, в раковину страха. Даже не спросил, от кого Галима забеременела. Лишь мать, смутно подозревая от кого, временами грозила кулаком в сторону, где жил их Санбай,
призывала на голову нечестивца кары небесные. И потом, до самой смерти, бранила Галиму: никудышная. Что толку от того, что ты передавай да ярко, раз не можешь по-человечески выйти замуж? Вон другие, не имея даже сменного платья, ухитряются подцепить начальников из района. Галима, конечно, понимала, на какую счастливицу, не имевшую даже сменного платья, и на какого начальника из района намекала мать. Может быть, взошедшее на заложенной матерью закваски стремление выйти замуж за начальника и побудило Галиму вступить в связь с Айфом, затем, с Кудрасовым. И вот финал: не дождалась от блуда никакого чуда, осталась одна одинешенька. И карьера, ради которой она перешагнула не только через трупы коров на ферме, но и через человеческие, рухнула. Правда, и сейчас работа у нее неплохая. Когда узнала, что Кудрасов уедет, а ее намереваются назначить директором дома отдыха, положила она глаз на место председателя рабкоопа. С ее подачи провели там внезапную ревизию. Старикан, председатель рабкоопа, с которым она провернула прежде немало общих делишек, прибежал, запыхавшись, к ней. «Беда, Галима Мухарямовна. Что делать? А ты своди ревизора в ресторан, угости и щедро». Галима выразительно щелкнула по подбородку. «Не тебя, старого коня, учить, как дальше действовать». Председатель последовал совету. Однако гостя не упоишь, если и сам не выпьешь. Пришлось основательно набраться и самому. А как только вернулся он в свой кабинет, нагрянули представители профсоюза с милиционером. Составили акт. Председателю за пьянку в рабочее время влепили по партийной линии строгий выговор с занесением в личное дело и сняли его с занимаемой должности. На освободившееся, еще тепленькое место села Галима. Теперь весь район, включая начальство, по части дефицитных товаров зависит от нее. Ковер там или шифер без ее разрешения не продадут. О таких крупных вещах, как автомашина, и говорить не стоит. Врач ли, работник ли милиции или суда, даже аппаратчики райкома вынуждены кланяться ей. Рука, известно, руку моет. Галима, можно сказать, соорудила себе трон из дефицита. А счастья все равно нет. В соседней комнате, за дощатой перегородкой, что-то пробормотала во сне Самира. Уставшая от бесконечных мыслей Галима прислушалась, дочь дышала тяжело. Приближается срок родов. Галима категорически запретила Самире выходить на улицу. Пусть не ходят на людях, выставив пузо. Кто-то узнает, что она нагуляла ребенка, а кто-то и нет. Ах, какая все-таки досада! В сердцах Галима встала, налила в стакан коньяку. Выпила. Крепости не почувствовала, прошел коньяк, как вода. Их Санбай, хоть и отправился в ад, собирается приумножить свое потомство, стать дедом. Погоди, не спеши. О том, кто отец Самиры, не знает никто, кроме Мадины. Да, Мадина знает. И она, единственная свидетельница позора Галимы, и ублюдок, внук их Санбая, должны исчезнуть. Самира утверждает, что носит под сердцем ребенка Кудрасова. После того, что было между ним и Галимой, и увлечение превратилось в мучение, это утверждение просто невыносимо. Нет, Самира не должна выйти за порог этого дома с ребенком Кудрасова на руках. Из-за тонкой перегородки послышалось: «Мой малыш, солнышко мое». О, с какой радостью, с какой нежностью проговорила это во сне ее дочь. Дочь и соперница. Воровка, укравшая счастье матери. Разбойница с большой дороги. Хищница. Нет ничего сильнее любви, продолжала бредить Самира. В ее голосе, хоть и сказано было это во сне, звучало торжество. Галима скрипнула зубами: «Ошибаешься, детка. Сильнее всего на свете жажда мести. Говорят, ребенок, которому хочется поплакать, играет с бородой отца. Тебе, доченька, видно, очень хочется поплакать». Бурсенбика, лежавшая в палате, прислушалась к ночным звукам, доносившимся снаружи. Гуднул тепловоз, донесся стук колес на стыках рельсов. Хотя вой ветра еще не утих, слышала Бурсенбика,
как шелестит на ветках кленов сухие, не успевшие опасть листья и крылатые семена. Взлаялась собака. В самой больнице больной, обитающий через 3 палаты от Борсенбики, кричал и барабанил кулаками в дверь. Борсенбика не только хорошо слышит, но и хорошо видит все, что происходит вокруг. Она чувствует себя такой, какой была в 18-летнем возрасте. Тело у нее стало легким и дух помолодел, это результат голодания. 40 дней она не принимала никакой пищи, только воду пила. Врачи давно уж считают ее живым трупом, махнули на нее рукой, решив, что вот-вот окончательно отойдет. Это оберегло Борсенбику от многих бед. А то ведь и людей с ясным разумом тут с помощью уколов быстро сводит с ума. Сам Всевышний оградил ее от такой участи. Усохшую, превратившуюся в обтянутый кожей скелет, безмолвную старуху оставили в покое. А Борсенбика между тем помолодела. Если молчание помогло ей сохранить силы, то голодание очистило организм от копившихся в нем в течение всей жизни шлаков, молитвы возносили ее душу в небеса, где она получила ответы на многие обеспокоившие ее вопросы. Мысленно она не раз побывала и в Тереклах, долго смотрела на лучистое лицо спящей внучки Мадины, слушала ее дыхание. Глядя на правнучек Тунхилу и Купхилу, вспоминала свое детство. Навестила и Даута с Абубакером, убедилась, что все у них в порядке. Духовно Борсенбика стала теперь сильней, чем прежде, видя то, что другим недоступно, могла бы многое рассказать и о высших силах, и о каждом человеке, с кем сводила жизнь. Но теперешним людям ее знания не нужны. Времена Ленина и Сталина затмили их зрение, не будет пользы от того, что дашь слепцу зажженную свечу. Кроме того, как ей выйти отсюда? Государство держит в заперти людей, которых считает лишними. Конечно, Борсенбика могла бы отомкнуть любой замок и уйти, но есть ли надобность в этом? Она должна пережить все то, что суждено обыкновенным людям, испытать вместе с ними выпавшие на их долю радости и горести. Бог создал человека по своему образу и подобию, выше Бога не поднимешься. Неожиданно в коридоре раздались шаги. Борсенбика поднялась, села, это к ней идут. Скрежетнул ключ в замке, дверь открылась, вошел мужчина в белом халате. Сам хозяин, главный врач. Сзади топтался еще один мужчина, должно быть дежурный врач. Включив свет, главврач в некотором удивлении воззрился на Борсенбику. «Ты еще жива?» Борсенбика не ответила. Неспокойно у хозяина на душе. Разве же, если бы не был обеспокоен, пришел бы среди ночи к больной? Почему молчишь? 40 дней не принимала пищи, а смотришь так, будто насквозь меня видишь. Кто ты, Бураншина? Человек или, если верить идеалистам, дух?» Борсенбика молчала. А могла бы сказать, тебе трудно понять, что дух обладает силой, способной превращать животное в человека, а человека в животное. Пока придет понимание, долго еще надо тебе вместе с нами наблюдать в этом каменном Зиндане 26 за тем, как обыкновенные люди постигают божественные истины и становятся святыми. Ты боишься отправить меня в небытие, потому что в тебя вселилась страшная болезнь. Ты догадался об этом, но не видишь пути к спасению. Подобно тому, как утопающий хватается за соломинку, ты в отчаянии пришел среди ночи ко мне за советом. Я могла бы помочь, если бы ты был человек, а не зверь. «Ладно», — сказал главврач, не дождавшись ответа, и, обернувшись к стоявшему сзади усатому мужчине, распорядился. «Смените ее одежду, постельное белье, проветрите палату. Будет есть или не будет, пусть ставят перед ней еду». Он постоял, прикусив бескровную губу, глядя в какую-то невидимую точку, затем бросил на Борсенбику еще один взгляд и, понурив голову, быстро вышел из палаты. Дежурный врач, выйдя следом, запер дверь. Абубакир проснулся в радостном настроении. «Доброе утро, Лидия Николаевна». «Доброе утро». Лидия Николаевна присела на стул у его кровати. «Ну, какие сны приснились моему Батыру?» «Хорошие». Абубакир вскочил, подхватил свою опекуншу на руки, закружил по комнате,
Очень хорошие, моя птица Хумай. Хватит, хватит. Не хулигань. А что это за птица Хумай? Хумай. Абубакир осторожно опустил Лидию Николаевну обратно на стул. Это мифическое существо, которое могло быть и девушкой, и птицей. Урал-Батыр женился на ней. После его смерти она больше не превращалась в человека. Тот, на кого падала тень от ее крыла, становился счастливцем, перед ним открывались все пути, ему был обеспечен, говоря по-нынешнему, зеленый свет. Вот с кем ты меня сравниваешь. Лидия Николаевна прослезилась. Вчера ты запозднился, и я уж подумала, не решил ли перебраться в общежитие. Какие только мысли в голову не приходили. Ну что вы? Абубакир, сев на коврик, положил голову на ее колени. Я до сих пор хожу, как хмельный, от радости, что нашел вас. А вы ведь близки мне, как мама Мадина, бабушка Барсанбика. А запозднился я потому. Абубакир почувствовал, что даже уши у него покраснели. Потому что... Ну-ну, рассказывай, все равно ведь расскажешь. Абубакир поднял голову с ее колен, прислонился спиной к своей кровати, обратил счастливые глаза к потолку. Я познакомился с одной девушкой. С девушкой. Не заняли ли девушки в последнее время в твоей жизни большее место, чем музыка? Я, Лидия Николаевна, не безгрешен, часто увлекаюсь, но такую девушку еще не встречал. У нее глаза как море. А фигура, а походка. Или только мне она показалась необыкновенной? Есть выражение «небесное создание». Это о ней. Вправду такая красивая. Ну как вам объяснить? Абубакир встал, прошелся по комнате, подыскивая слова, чтобы обрисовать свою новую знакомую. Если бы я был поэтом, написал бы стихи. А как она рисует? Она что, художница? Ну, Абубакир вернулся, сел на свое место. Я подумал, когда поеду на каникулы, понадобятся подарки сестренкам, дай-ка присмотрю заранее. Пошел к Эрмитажу. Там у киоска, где продаются матрешки, и увидел ее. Еще денег не заплатил, верчу одну матрешку в руке. Очень красивая. Роспись такая легкая, свежие, глаза у матрешки, как у нашей Купхылу, притягивают, завораживают. Вдруг слышу нежный голос: «Нравится?» Поднял голову, она. Глянула на меня и все, чувствую, тону, пошел ко дну бездонного моря. А она говорит: «Я могу еще красивее раскрасить, для кого покупаете?» «Для сестренок», отвечаю. «У вас много сестренок?» «Две. Совершенно одинаковые». «Нет, одна похожа на вас, а матрешка на нее». Засмеялась девушка. Ну, потом я проводил ее до станции метро. Договорились встретиться через неделю на том же месте. Звать ее как? Звать? Абубакир растерянно поморгал глазами и хлопнул в досаде ладонью себя по колену. Эх, не догадался спросить. К концу рабочего дня Кыдрасов начинал нервничать, ходил по кабинету туда-сюда, как зверь, посаженный в тесную клетку. Не хочется идти домой, там его ждет пустота, бестолковое времяпрепровождение в угнетающей душу тишине. Жена, которая ходит по квартире осторожно, будто боится что-нибудь задеть, уронить, разбить, вечно спящая рыжая кошка, расставленные по полкам фарфоровые фигурки с безжизненными, навевающими тоску глазами, все это осточертело Кыдрасову. На работе ему уютней. Тут все налажено. План выполняется, вернее, чуть-чуть перевыполняется. Если произведут сверхплановой продукции слишком много, припрячут на складе на случай форс-мажорных обстоятельств, и премия в положенный срок обязательно будут, коллектив доволен. Тихонечко движется очередь на квартиры, на покупку автомашин, холодильников и прочих крупных дефицитных вещей. Правда, когда слишком досаждают просьбами насчет квартир, вскипает злость. Почему бы не выделить людям земельные участки и разрешить строить самим? Но, с другой стороны, Кыдрасов признает политику обеспечения народа жильем за счет государства правильной, люди в ожидании квартир как бы в заложниках ходят, будь иначе, кто бы стал старательно работать за маленькую зарплату.
Этим же объясняется и твердая дисциплина на производстве. Пьяницу, прогульщика в списке очередников на квартиру передвинут в самый конец, а то и вовсе вычеркнут. Даже выделение садовых участков крепко связано с трудовой дисциплиной. Человек, прежде чем получит 4 садки в коллективном саду, должен 7 потов пролить, показать себя в деле. Поэтому Кыдрасов держит все, вплоть до мелочей, под контролем. Без его разрешения ни черта не получишь. Да, на работе все в порядке, да вот заработанной особой радости Кыдрасову не приносит. Тесть с тещей уже, можно сказать, стоят одной ногой в могиле. От них останутся набитые богатой утварью квартира, дача, машина, деньги на сберкнижках, и у самого Загира за пазухой не пусто. Из района переселился обратно в город с немалым прибытком. Есть на что пожить всласть, но с кем? Секретаршей, что ли, закрутить роман? Так-то на вид она вроде ничего и предрассудками, кажется, не отягощена, сама старается понравиться ему. Заметил вскользь, что не любит рыжих, так она на следующий день пришла на работу с перекрашенными в черный цвет волосами. Он пошутил, что теперь стала секретарша похожа на цыганку, она живо перекрасилась в блондинку. Словом, эта 26-летняя девушка, вымуштрованная 2 прежними директорами завода, готова оказать ему любую услугу. Вечером, когда народ, работающий в дирекции, разошелся по домам, Кыдрасов нажал кнопку вызова секретарши. «Слушаю вас. Зайди». Секретарша тут же предстала перед ним. Кыдрасов кивнул на дверь своей комнаты отдыха. «Если не занята делами, айда туда». Зашли в комнату. При сумеречном, сочившемся с улицы свете лицо девушки казалось более миловидным, чем на самом деле. Черная юбка и черный свитер подчеркивали грациозность фигуры. «Может, чаю принести?» — спросила она. «Потом. Раздевайся». Девушка начала неторопливо раздеваться. Кыдрасов включил люстру. Яркий свет оказался не в пользу секретарши. Ее кожа давно утратила гладкость и свежесть, присущие юному телу. Дряблые груди висели, как у вскармливающей щенков суки. Эх, далеко ей до Самиры. У той тело тугое и гладкое, как у пиявки, не успеешь еще к нему притронуться, а уже дрожишь от нетерпения. Это ведь только для неедавшего мяса и шурпа, еда. У Кыдрасова, еще не снявшего даже пиджак, пропало желание. Поморщившись, велел секретарше одеться. Домой он пришел злой, а тут еще и Камила встретила с кислым лицом. «Запозднился ты», — упрекнула жена, ужин остыл. «Поела бы одна. Одной скучно. В районе ты все время был занят работой, и тут то же самое. Скучно, говоришь». Кыдрасов в ярости достал из стенки хрустальный кубок на серебряной подставке, когда-то полученный женой на соревнованиях, и принялся заворачивать его в тряпку, как ребенка. «Ты что делаешь? Так ведь тебе скучно». Кыдрасов положил ребенка на стол перед женой. «Ты потеряла здоровье в погоне за спортивными наградами, нянчись теперь с ними. Веселее будет». «Бессердечный». Камила швырнула кубок на пол и заплакала. А несколько позже, когда он лежал в постели, просматривая газеты, жена зашла в его спальню с заплаканными глазами, несмело присела на край кушетки. Отвороты пеньюара на груди Камилы разошлись, обнажив тусклую кожу, на худой шее пульсировали синеватые кровеносные сосуды, землистые губы дрожали. Кыдрасову стало жаль ее. Если бы у жены был злой, сволочной характер, если бы не принимала свою несчастливую жизнь покорно, ему было бы легче. Сегодняшний его поступок, наверное, доконал ее. «Загир. Слушаю. Я...» Камила нерешительно теребила край его одеяла. «Я сказал слушаю. Я встала в очередь в доме ребенка. И что же дальше? Когда поступит хороший, здоровый младенец, обещали отдать нам. А раньше-то сделать это не могла. Я надеялась, что будет свой. Ждала. Порядочные люди здоровых детей не бросают». Сказав это, Кыдрасов прикусил язык. Сам-то, сам. Разве он не бросил на произвол судьбы молоденькую девушку, ожидавшую ребенка от него? Впрочем, он ведь предложил ей сделать аборт,
с гинекологом в Уфе договорился. Они обещали проверить наследственность ребенка. Кайтрасов взял себя в руки, сказал, прикинувшись равнодушным: «Делай что хочешь, ребенок нужен тебе». А самого будто весенний дождик лейса накатил, на сердце потеплело, ему давно хотелось завести ребенка, очень сильно было желание поласкать малыша. Мадина ждала дочек из школы, удивляясь, что двойняшки почему-то там задержались. Утром, когда прогорели дрова в печи, она поставила тушиться в чугуне мясо с овощами. Распространившийся под домом вкусный запах свидетельствовал, что еда готова, и вскипевший самовар уже стоял на столе. Пока что никакие звуки, кроме боя часов, не нарушали тишину в доме, но от нее ничего не останется, как только первый в дверь ворвется Кюнхилу и объявит: «Мама, твои дочки водрузили сегодня на крутые вершины науки не один, а 5 победных флагов. Они разные, ее дочки, но обе учатся хорошо. Что касается склонностей, Кукхил увлекается пением, Кюнхил предпочитает танцы, будто договорились разделить меж собой по справедливости мамины способности». Стукнула калитка, но, против обыкновения, не послышались вслед за этим смех и возбужденные голоса девочек. Мадина припала к окну, чтобы посмотреть, кто там пришел, и увидела отца, несущего на руках Кукхилу. За ним, понурив голову, шла Кюнхилу, несла свой и сестрин портфеля. Мадина, не одеваясь, выбежала во двор. «Отец, что случилось?» «Не волнуйся, у Кукхилу немного, из носа кровь течет». «Господи! Да у нее еще и на щеке рана. Сильно ударилась, как бы сотрясения мозга не было». Лишь после того, как дама, раздев Кукхилу и положив ее на край лежанки, остановила кровотечение, Мадина обратила внимание на все еще стоявшую у входа Кюнхилу, заметила шишку у нее на лбу и синяк под глазом. «Ну, ясно, опять ввязалась в драку. Рассказывай, что случилось. С кем подралась?» «Они сами». «Кто, сами?» «Мальчишки Саяфа. Я сколько раз просила тебя. Отчего они все время говорят: ваша бабушка Бурсенбика, кулацкое отродье, а папа — враг народа?» И обзывают нас Кукхилу нехорошими словами. «Ладно уж, Мадина, не брань их». Хашим взял из рук Кюнхилу портфеля. «Разувайся, детка. Отец, не вмешивайся. Я у тебя спрашиваю, Кюнхилу, кто начал драку?» «Я». Не вытерпела. «Дальше. Дальше». Кюнхилу, шмыгнув носом, воздел очи к потолку. «Они вцепились в меня скопом, тогда и Кукхилу встряла. Начала, значит, ты, а достала сестре. Так? Я ей сколько твердила: не встревай, когда я дерусь. Ах, дети, дети». Мадина перенесла Кукхилу в горницу над диван. Лицо у девочки было бледное, на лбу выступила испарина. «У тебя, видно, сотрясение мозга, лежи спокойно, ладно?» К вечеру, обиходив скот, заперев его в загородке и вернувшись в дом, Мадина услышала разговор девочек в сумеречной горнице. «Ну зачем ты сунулась, зачем? Думаешь, я подалась бы им? Они же свалили тебя на землю и начали пинать. Как было стерпеть? Вот теперь будешь ходить со шрамом на лице, а еще артисткой хочешь стать. Разве бывают артистки со шрамом? Заживет, наверно. В ранке щиплет, но мама сказала, заживет. Если будешь соваться каждый раз, когда я дерусь, у тебя на лице живого места не останется. А ты не дерись. Меня будут оскорблять, а я терпи. Бабушка говорила, собака лает, ветер уносит. Оставлять обиду без ответа – это не по-мужски. Ты же не мальчишка. А где написано, что девочки не должны защищать себя?» Слушавший разговор Мадине стало не по себе. Зло уже коснулось юных, еще не успевших окрылиться душ ее девочек, в сердце Кюнхилу вселилось желание мстить. Как тут не вспомнишь опять бабушку? Может быть, другими словами она высказывала мысль, угнездившаяся когда-то в человеческом сознании: идея классовой вражды даст еще всходы в душах наших внуков и правнуков. Вдобавок девочки стали свидетельницами столкновения Мадины с Саяфом.
Вот тогда и зародилась у них ненависть к нему. Поскольку бороться с ним им не под силу, озлобились на его детей. Отношение мальчишек к двойняшкам – это отражение негативных чувств в самих девочек. Как очистить их души от этой скверны, не дать росткам зла укорениться? Купхылу добросердечна, способна подавить в себе злые чувства, но и она откровенно ненавидит саяфовых мальчишек. Мадина попыталась отрешиться от неприятных мыслей, переключить внимание на что-нибудь другое. Приподняв занавеску, глянула на улицу. Вон на противоположной ее стороне зажег свет отец. Он по-прежнему ночует в своей избе, не может расстаться с порожденным мечтой образом Тендеса Гульбану. Пока освещает избу хотя бы свет из очага, не сводит глаз со своего панно. Удивителен мир, удивительна душа человека. Раньше Мадина не могла понять, что резко изменило ее отца. Думала, война и пережитые им страдания. Теперь поняла, изменила любовь. Ключ к запрятанным в глубинах души прекрасным качествам нашел в любви. И Абделяхат любил Мадину такой же любовью. Благодаря этой любви он стал сильнее смерти, выжил в невыносимых условиях и затем сделал свои открытия. Любящее сердце, говорят, бесхитростно. Отец душой чист и открыт как ребенок. Мама. Мадина вздрогнула. Ты встала, Кукени? Да. Можно мне полежать около тебя? Ложись, ягненочек мой. Голова не болит? Нет, только немного кружится. Это пройдет, скоро поправишься. Мам, а у Урал-Батыра вправду была волшебная палочка? В сказаниях все возможно. Эх, вот бы и мне такую палочку. Для чего? Папу бы оживила. Бабушку и братьев домой вернула, и еще дедушку омолодила бы. С другого боку Мадина пристроилась в Хылу. Урал-Батыр с помощью волшебной палочки делал только добрые дела, продолжила разговор Мадина. А в руках Шульгана она превратилась в орудие зла. А я. Хыл возбуждение даже поднялась, села. Если бы у меня была волшебная палочка. Ну-ну, что бы ты сделала? Я бы всех, кого люблю, сделала бы бессмертными. Выходит, ты не поняла предания об Урал-Батыре. В нем сказано, не пейте живую воду. И еще, вечно только добрые дела, они ни в огне не горят, ни в воде не тонут. А наша учительница сказала, что Урал-Батыр — это сказка, такого человека не было. Теперь уж Кукхылу села. А я сказала, был. Бабушка Барсенбика говорила, что его дух и сейчас живет. Помолчи, пусть мама скажет. А то. Что а то? Опять твой мозг сотрясется. Кхылу рассердилась Мадина. Не стыдно тебе насмехаться над сестрой? Я не насмехаюсь, я правду говорю. На нее уж и мухи не сесть. Чуть толкнешь, упадет и голову расшибет или мозг сотрясет. Купхылу. Мадина погладила дочку по голове. Ляг, детка, и постарайся сегодня двигаться поменьше. А ты, Кхылу, укороти язык. Иначе станешь такой, как Шульган. Он пропускал наставления отца с матерью мимо ушей и вон каким злодеем вырос. А все-таки был Урал-Батыр на самом деле или не был? По голосу Кхылу чувствовалось, что она не успокоится, пока не получит ответа. «Ладно», — сказала Мадина, — «поговорим об этом. Завтра выходной, в школу вам не идти. Потом, может, чаю попьем. Я вам жаворонков из теста испекла. Жаворонков? А вместо глаз у них изюм? Жаворонки никуда не денутся. Дай послушать маму», — потребовала Купхылу. Я уже 2 раза прочитала предание, то оно кажется сказкой, то правдой. Хорошо, слушайте. В Коране сказано, что Всевышний создал землю, на которой мы живем, за 7 дней. Это произошло очень давно. Первые живые существа нисколько не походили на нас, они были сотканы из лучей, прозрачны, только через миллионы лет начали уплотняться, но все равно продолжали летать по небесам, не встречая никаких препятствий. «Во сне я тоже все время летаю», — вставила Кюнфхылу. «И? Значит, вы представляете, что такое полет?» Со временем эти существа еще более уплотнились и стали похожи на людей. Но были они очень рослые и сильные. Теперь их называют богами. К их числу относились Зевс,
Прометей и другие греческие боги, жившие на горе Олимп. От них произошли люди-великаны, атланты. Они были мельче богов, но тоже очень крупные и сильные. Они обладали огромными знаниями, возводили большие прекрасные здания, строили города. Питались только растительной пищей, нужные растения и плоды выращивали на морском дне, потому что могли жить и на земле, и под водой. Подводное царство, выходит, было на самом деле. Тинакис, слышишь? Я же тебе сказала, когда читали сказание Акбузат. Дядя Хусайн говорит, что наш жеребчик – потомок коней, вышедших из подводного царства. Если будете прерывать, я не стану рассказывать. Мадина прикинулась рассерженной, девочек это испугало. Все, молчу, как рыба. Тхилу прикрыла рот ладошкой. На чем я остановилась? Они могли жить и на земле, и под водой, подсказала Купхилу, глядя на мать умоляюще. У них были кони, умевшие разговаривать, и волшебные трубы, продолжила свою сказку Мадина. Они получали нужные им знания с помощью этих труб прямо из Вселенной, уже в готовом виде. А разве есть во Вселенной готовые знания? Тинакис, ты ведь обещала не мешать маме. Эти знания остались там от живших раньше божественных созданий. Но мир не остается неизменным. Однажды Земля столкнулась с громадным небесным телом, ее окружили тучи дыма и пепла, суши, где жили атланты, ушла под воду, превратилась в дно океана, все погибло. И людей совсем не осталось. Ну, Тхилу, сама подумай, разве были бы мы, если бы никого не осталось? Немножко людей осталось, но раз им пришлось жить совсем в других условиях, они измельчали, часть из них превратилась в дикарей. Азрака, о котором идет речь в Урал-Батыре, как раз был из породы этих диких людей. Некоторые атланты, предчувствуя грозившую Земле катастрофу, спрятались в пещерах высоких гор, некоторые остались в построенных ими пирамидах под водой. Живые или мертвые? Вы в школе изучали, в каких состояниях бывает вода? В трех состояниях – пар, жидкость и лед. О том, что она может быть еще в одном, четвертом, состоянии, сейчас никто не знает. Клетка в живом теле на 80% состоит из воды. Атланты владели секретом перевода ее в четвертое состояние, при котором тело сохранялось, не портясь, сколько угодно лет. А вечная душа могла покинуть его и потом вернуться или поселиться в другом теле. Ожившие атланты стали появляться среди пришедших в мир после них обыкновенных людей, передавать им свои знания, учить добросердечным отношениям. Могли они появиться и в образе, например, птицы или коня. И волшебную палочку они принесли? Да. Родители Урал-Батыра и Шульгану были посланы ими, чтобы научить людей жить по справедливости, отличать добро от зла. Уралу удалось вступить в связь с божественным Самрау и его дочерями, с их помощью он рассевал семена добра, взял верх в борьбе со злом и прославился навеки. А опозоривший себя злодеяниями Шульган затаился. Зло всегда таится, действует исподтишка, выжидая удобного момента, чтобы нанести разрушительный удар по благополучной жизни. Урал-Батыр жил долго. Тхилу, очень долго. Помогал людям находить удобные для жизни места на суше, объясняя, что вечной, бессмертной должна быть природа, а не отдельный человек, и подтвердил это собственным примером. Когда нависла угроза гибели над природой, он не проглотил набранную в рот живую воду, благодаря которой мог стать бессмертным, а опрыскал ею все вокруг. Сам умер, а в природе все зазеленело, расцвело, как бывает весной. А дух Урал-Батыра и сейчас летает над нами. Не просто летает, через эпос Урал-Батыр устами мудрых сказителей доводит до людей свои заветы. Какие бы трудные времена ни переживал народ в течение прошедших лет, в каждом новом поколении были люди, знавшие эпос наизусть и передававшие его своим потомкам. Если все это пересказать в классе, нам, наверное, никто не поверит, вздохнула Купхилу. А вы не пересказывайте, для этого нужно особое умение. Приходит время, и глубокие мысли, заложенные в эпосе Урал-Батыр,
как бы сами по себе проясняются для очень многих людей, эпос помогает отличать добро от зла, подает пример благородства, душевной щедрости, дружелюбия. Эх, если бы все люди стали такими, как Урал-Батыр размечталась Пунфхилу, тогда в мире не осталось бы никакого зла. «Дай то Бог», — сказал им Мадина. Тогда и Тюнакис перестала бы драться с мальчишками, добавила Купфхилу. Тюнхилу на этот раз промолчала. «Прочитайте эпос Урал-Батыр еще раз», — посоветовала Мадина девочкам. Человек отличается от животных тем, что может сделать сознательный выбор. Народ неспроста ставит героя в предании и сказок на перепутье: направо пойдешь, будет то-то, прямо, то-то, налево, то-то. Почему Шульган выбрал дурной путь, с чего это началось? Попробуйте найти в эпосе ответ. А сейчас, бай-бай. А жаворонки? Они же в печи пересохнут. Тюнхилу вскочила, включила свет. Жаворонки подхватила и Купхилу, свесив ноги с лежанки. «Голова у тебя не кружится, дочка», — озаботилась Мадина. «Ни капельки». Что ж, после чаепития девочки быстро уснули. Мадина встала перед висевшей на стене увеличенной фотокарточкой Абделяхата. Что делать, Абделяхат? Устоят ли нежные еще души наших дочек перед силами зла, не надломятся ли? Сайф и впредь будет наускивать на них своих мальчишек. Телесные раны заживут, а как быть, если поранит их души? Еле дождался Абу-Бакр субботы. Ждал в таком нетерпении, что каждый час этой недели, казалось ему, длился дольше месяца, а каждый день – дольше года. То в жар его бросало, то в холод. Иногда забывал то, что знал, не понимал, чего хотят от него преподаватели. И вот, суббота. «Поел бы хоть немного», — сказала ему Лидия Николаевна. «А разве я не позавтракал?» — удивился Абу-Бакр. 3 дня уже толком не ешь. Как бы не заболел, экзамены не провалил». Абу-Бакру стало жаль старушку. Подошел, обнял ее одной рукой за плечи. «Не заболею. Смотри, какой я здоровый». Он согнул другую руку, напряг бицепсы. «Вот пощупай-ка». Лидия Николаевна засмеялась, но не исчезла в глазах тревога за него. «Я очень за тебя беспокоюсь, детка. Не стоило бы в твои годы, при твоих достоинствах, изводить себя из-за случайной знакомой. Вон их сколько, красивых девушек, вокруг. Ах, энергий. Сердцу не прикажешь. У нас, башкир, есть поговорка: даже батыр бессилен перед красавицей». Абу-Бакр, подойдя к окну, глянул на улицу. Город был окутан туманом, приглушавшим уличные шумы. Я уж и сам иногда сожалею, что подошел в тот день к киоску с матрешками, и обернулся на голос девушки. Не заговори я с ней, жил бы себе спокойно. К месту, где договорились встретиться, Абу-Бакр готов был полететь, жаль, не было у него крылатого коня Акбузата. Чтобы добраться туда поскорей, поймал такси. Но машина в тумане двигалась медленно, из-за гололеда ее заносило в сторону, несколько раз она ударилась задним колесом о бордюр, вынудив таксиста выругаться, причем, по-башкирски. Абу-Бакр встрепенулся, услышав солидные словечки на родном языке. «А вы, откуда родом?» — поинтересовался он. «Из Уфы. А как оказались здесь?» «После армейской службы остался. Не потянуло в родные края?» Тогда. Глупый был. Влюбился тут в одну девушку. Женился. И застрял». В этот момент Абу-Бакр увидел совсем рядом рельсы и тут же надвигающийся из тумана красный бок трамвая. Резнул слух пронзительный звонок, мелькнуло побелевшее лицо женщины, вагон вожатый. Таксист резко затормозил машину, может быть, на заледенелой дороге не следовало этого делать. Волгу опять занесло вбок, спустя какую-то долю секунды раздался удар. «Все, кранты», — сказал таксист и разразился бранью, теперь уже по-русски. Отведя душу, он зачем-то снял фуражку, вылез из машины и пошел объясняться с вагон-вожатой. Следом вылез и Абу-Бакр. К столкновению был виновен таксист, он это признал и стал извиняться перед вагон-вожатой. Хорошо, что она быстро среагировала и остановила трамвай, иначе такси могло исполнить сальто-мортеля.
А так обошлось вмятинами в боках и машины, и вагона. Но все равно нужно было вызвать сотрудников ГАИ, чтобы разобрались, кто прав, кто и виноват. Абубакира как свидетеля происшествия не отпустили. Пока появились гаишники, разобрались, составили акт, и он на другом транспорте добрался до места встречи. Прошло много времени. Девушка, конечно, ушла, не дождавшись его. Киоск был закрыт, на выступе перед закрытым окошечком стояла матрешка с небесно-синими глазками. Огорченно вздохнув, Абубакир сунул матрешку за пазуху и положил на ее место купленные для девушки цветы. Мадина, вызванная в школу по поводу вчерашней драки детей, перед тем, как войти в кабинет директора, успела взять себя в руки, успокоиться. Она знала, что ни ей, ни ее девочкам снисхождения не будет. Так уж устроена жизнь, тот в ней прав, у кого больше прав. В ауле все смотрят в рот председателю колхоза, и если он у кого-то обозлился, попробуй не поддержать его, житья тебе потом не будет. Еще тогда, когда Абделяхот был жив, ходил в должности главного агронома колхоза, этот же директор основательно потрепал нервы ему и Мадине за промашки Даута. На любом собрании, совещании не упускал случая заявить: некоторые товарищи, несмотря на занимаемые ими высокие должности, не воспитывают своих детей надлежащим образом, о чем свидетельствует взрыв колхозного бака с горючим. Привело это в конце концов к тому, что жизнерадостный Дауд превратился в угрюмого, неразговорчивого подростка. «Здравствуйте!» Мадина не удивилась, увидев рядом с директором школы Саяфа, добавила усмешливо: «Не то уж и наш председатель в педагоге поддался». «Здравствуем», — отозвался директор нерешительно, как будто хозяином здесь был не он. «Присаживайтесь». Саев сидел справа от него, как в своем кабинете, вальяжно откинувшись к спинке стула, широко расставив ноги. Сказал, набычившись: «Тут уж и не знаешь, в кого податься. Тебе известно, что твои девчонки чуть не до смерти избили моих мальцов? Раз сироты, кусай их, сколь хошь, хоть собака, хоть вошь. Так, что ли?» Мадина мгновенно разъярилась. «А, твои дети, оказывается, сироты, а мои нет, что ли? Их отца убили. Ты как хозяин, весь аул на кончике пальца крутишь, лишил меня работы, отнял у моих детей средства существования. Тем не менее твои дети – сироты, а мои, оказывается, нет. Мстишь мне? Поэтому натравливаешь своих телок на невинных мальчишек? Раскрывай рот, Саев, поосторожней. Может быть, жалея твоих детей, я не настояла на тщательном расследовании странных обстоятельств гибели Абделяхота». Саев, побагровев, вскочил. «Мало того, что твоя бабка свела в могилу мою жену, теперь меня хочешь сожрать? И еще, Саев, заруби себе на носу, мы похоронили Раузу как жертву несчастного случая, подумав о будущем твоих детей. Народ в ауле догадывается, кто устроил пожар. Товарищ директор, вы слышите? Это же поклеп средь бела дня. Очернение руководителей колхоза. К счастью, мы не были осуждены как враги народа. Ничего, придет время, и возмездие найдет вас». Директор, наконец, решил вклиниться между двумя разъяренными людьми. Кажется, он теперь сожалел о том, что устроил эту встречу. «Успокойтесь, успокойтесь», — воззвал он. «Дети не растут без ссор. Давайте уладим это дело тихо-мирно. Я не могу разговаривать тихо-мирно, когда речь идет о судьбе моих детей», — отрезала Мадина. «Хватит с меня одной жертвы, Даута. Давайте личные дела моих дочек. Терякла не единственное селение в мире, и школ, кроме вашей, достаточно». «Решили со зла на Саяфа Сайфулловича лишить школу двух отличниц», — воспротивился директор. «Мне нужны не отличницы, а духовно здоровые дети». «А да ей личные дела», — рявкнул Саев и потянулся к лежавшей на столе связке ключей. «Давай я сам их достану». «Который ключ от сейфа?» «Не горячись, пожалуйста, Саев Сайфуллович». «Как тут не горячиться?» Директор взял ключи, дрожащей рукой открыл сейф и, порывшись в нем, вынул две тоненькие папки. «Вот». Саев вырвал папки из его руки,
Протянул Мадине. На. И катитесь к чертовой матери, чтобы в ауле не осталось и духот. Обдели хатовых щенков. Мадина, бережно прижав папки к груди, вдруг улыбнулась директору школы. «Спасибо. Спасибо вам большое». И вышла из кабинета, оставив директора с Аяфом в недоумении. Она занесла документы девочек домой и сразу же направилась в избу отца. Хашим, увидев дочь, торопливо обтер испачканные глиной руки тряпицей. «Разве ты не закончил еще работу над панно?» — удивилась Мадина. «Эта работа, дочка, никогда не закончится. Хочется улучшать и улучшать». В избе было тепло, пахло печеной картошкой. «Картошку, что ли, печешь?» «Да», — закатил в жаркую печку с десяток. Девочки по пути из школы забегают сначала ко мне. «Бэй, выходит, ты отправляешь их домой сытыми, а я волнуюсь, думаю, у них аппетита нет. Так ведь дети, побаловать их хочется. Я иногда вместе с картошкой свеклу и морковь пеку. У печеных овощей вкус совсем другой. Ты так говоришь, что и мне захотелось попробовать. Сейчас. Хашим, вымыв руки, достал из печи большую горячую картофельну, положил на стол перед дочерью. Достал одну и для себя, принялся сдирать с нее кожицу. На войне мы ее в костре пекли. Говорят, печеная обгоревшая картошка для сердца полезна. Отец. Мадина помялась, не зная, как начать разговор о своем решении увести дочек из Теряклов. Старик в них души не чает, разлука с внучками и будет для него тяжелым ударом. «Я чувствую, ты хочешь сообщить мне что-то? Говори». В последнее время я очень много думала. Естественно. Раньше все время была занята работой. Как только человек немного освободится от работы, распрямит поясницу, начинают одолевать думы. К чему же ты пришла? Я, отец, решила увезти девочек отсюда. Да. На лицо Хашима набежала тень. Он давно не курил, услышав новость, достал с припечка папиросы, прикурил от уголька из очага. Вообще-то птицы держат птенцов в гнезде недолго, выталкивают, как только у них окрепнут крылышки. Но у девочек крылья еще не окрепли, не рановато ли? Я ведь не воробушков ращу. Мои девочки, похоже, станут птицами высокого полета. Но если долго держать их в гнезде, выше крыши не взлетит. Только человек, увидевший, как велик мир, наверное, не боится высоты. Ты права. Маялась, не зная, как довести это до меня. Так ведь? Мадина покраснела. Ты очень привязан к ним, они, к тебе. Они не игрушки, чтоб держать их при себе ради радости. Спасибо, отец. Документы то их тебе отдали? Отдали. Мадина усмехнулась. Пришлось схлестнуться с Аяфом. Высказала, что о нем думаю. Сама от себя не ждала таких слов. И хорошо, что высказала. Может, малость присмиреет. А то ведь накинулся на нас, как дикий зверь. Думает, что о его черных делах никто не догадывается, что ли? Доказательств нет. Мадина отвернулась к окошку, чтобы отец не увидел выступившие на ее глаза слезы. Кривда, говорят, и через 40 лет откроется, но мне не хочется тратить жизнь на разборки с этим мерзавцем. Правильно, правильно. Не стоит бередить себе душу, сыпать соль на раны. И решение приняла верное. Когда собираешься тронуться в дорогу? У меня на книжке накопилась пенсия, сниму. Если в Уфу отправитесь, может, и до Ута чего понадобится, а то, глядишь, к Абу-Бакиру поедете. Об отъезде тут особо не распространяйся, не обязательно всем знать, где девочки будут учиться. Кукхылу предупреди, что помалкивала, а Тунхылу и так не очень разговорчива, никому не скажет. От отца Мадина ушла, окончательно утвердившись в своем решении. Хорошо, когда рядом есть человек, который может понять и поддержать тебя. Тунхылу расстроенно тыкалась из угла в угол, ломая голову над словами матери. Мать, собравшаяся куда-то сходить, сказала перед уходом: «Детки, переберите все свои вещи, одежду, что надо постирать, постирайте, отутюжьте. Мы на днях уедем из Теряклов». И добавила:
Выходим на широкую дорогу. Что это значит? Сказала бы, что отправиться в дальний путь, было бы понятней. Да и то. Выходит, через считанные дни они расстанутся с миром, в котором жили, сколько себя помнит, где все им знакомо и близко. А может, и друг с дружкой расстанутся, как расстались уже с братьями. Мхылу посмотрела на сестру, уткнувшуюся в книжку. Сказала негромко: «Кукяни». «Да». Сестра подняла голову. «Ты слышала, что сказала мама?» «Конечно. Мне кажется, мы расстанемся. Чужит мое сердце, расстанемся, Кукяни». Мхылу кинулась к сестре, обняла ее и заплакала. «Кто же будет защищать тебя, Кукяни? Ладно, поплачь. Я уже выплакалась. Давно чувствовала, что уедем отсюда. Как же ты могла это почувствовать? Скажу, не поверишь. Знала, что расстанемся. С тех пор, как бабушка спела Баэта Саки-суки. Мы с тобой разные. Моя жизнь будет неинтересна тебе, твоя — мне. Я тебя часто обижала, злила», — вздохнула Кюнфхылу. «Даже нарочно. Чтоб ты не была смирненькой размазнёй. Когда надо, я и злой могу быть. Но ведь было сказано встарь, злого повесят, смирного починят и как-то там дальше. Не забывай, злого повесят. Я помню, но когда говорят неправду или кого-нибудь обижают, у меня руки чешутся. И я не умею, как ты, сидеть и мечтать о чем-то одном. Мне много чего нравится, и лошади, и танцы, и песня тоже. Гениев, оказывается, было больше среди тех, кто уже в детстве выбрал одну дорогу в жизни. Я прочитала это в журнале «Пионер». Хорошо, я подумаю об этом. На улицу не выйдешь. Купхылу перелистала непрочитанные страницы книги. Много еще. Надо уж дочитать. А я схожу. Пусть мама не теряет меня, ладно? Если спросит, скажешь, только что вышла, вот-вот должна вернуться. Ладно? Только далеко не уходи. Далеко уходить Кюнхылу не собиралась. Зашла в загородку сарая, где стоял ее Дунан. Протянула ему на ладошки кусочек сахара. Жеребчик осторожно взял гостинец с мягкими губами. «Сыврасушка, я скоро уеду. Слышишь?» Дунан стоял, опустив голову. На сей раз девочка не выказывала намерения вскочить на него, промчаться круг другой по лугу, что называется, с ветерком. Она лишь поглаживала его гриву, скулы, нос. Заглянула во влажные, будто окаймленные черным бархатом глаза. «Сыврасушка, пожелай мне счастья. И Купхылу, и мне. И сам будь счастлив. Пусть тебя ждут на скачках только победы. Я буду приезжать на Сабантуи, и тогда никто, кроме меня, на тебя не сядет». Затем Мхылу полоскала их кормилицу буренушку и похожую на нее годовалую телку, поочередно ласково похлопала по спинкам, огладила всех ягнят и козлят. Если бы увидел это дед, сказал бы опять: «Ох, и любишь животных. В тебе живет дух Тандысы». Но никто не видел здесь Кюнхылу, и она, прощаясь с любимцами, вдосталь выплакалась. Выйдя из огородки, девочка забралась по приставной лестнице на крышу дома. Это место, откуда она обозревает окружающий мир. Как красиво заметенные метелями буранными, покрытые волнистыми снегами поля. Не счесть, сколько раз скользила Кюнхылу по ним на лыжах, сколько раз катывалась на санках с окрестных склонов. Бегала она и по кованной хрустальным льдом Акьелги вверх по ее течению, поднималась на хребты, где, может быть, не ступала еще нога человека. Если хотелось есть, ей протягивала свои красные кисти калина, предлагал засохшие плоды шиповник. Иногда в закрытых от ветра уголках можно было найти не осыпавшуюся осенью черемуху. Как расстанется со всем этим Кюнхылу? Обернувшись горным грядам на востоке, Кюнхылу глянула на горбы Улубика и Каратау. Эти горы не так скалисты и лесисты, как Куктау, но замечательны тем, что летом кажется, будто радуга упирается одним концом в одну из их вершин. Если девчонка пройдет как раз через конец радуги, то превратится в мальчишку, а мальчишка, напротив, в девчонку. Многие запреты, наложенные на девчонок, мальчишек не касаются,
Они живут посвободнее, поэтому Кюнхил решила воспользоваться возможностью стать мальчишкой и однажды после дождя, дождавшись появления радуги, устремилась к вершине Улубиека. Обессиленная, задыхаясь, поднялась на нее, но оказалось, что радуга, перекинувшись через гору, уперлась концом далеко-далеко, докуда и взгляд еле доставал. Обманулась Кюнхил, осталась, как говорится, с носом. Спустившись с горы, ополоснула забрызганное грязью лицо и руки на речке, побрела домой. А бабушка Барсенбика ждала ее у ворот. Не спросила, где пропадала, только посмотрела внимательно на ее печальное лицо, прижала ее голову к груди и сказала: «Господь не зря создал тебя девочкой. Вырастешь, народишь мальчиков, станут они красивыми, как конь со звездочкой на лбу, сильными мужчинами, дойдут до места, в которое упирается радуга». Затем повела Кюнхил в баню, помыла, ополоснула, добавив в воду настой душистых трав. Дед отнес ее домой на руках. Там опять занялась ею бабушка Барсенбика, смазала избитые камни, исцарапанные челигой ноги целебной мазью, уложила спать. Утром Кюнхилу разбудила мама и, погладив по волосам, тоже принялась утешать. «Не переживай, не все мечты сбываются». Однако у вовсе не умеющего мечтать человека ни одно желание не исполнится. «Да, так сказала тогда мама. А давеча Кюнхилу, по сути дела, говорила о мечте. Только после случая с радугой, после того, как рухнула первая большая мечта Кюнхилу, другая почему-то не рождается и не рождается. Есть, конечно, кое-какие мелкие желания, но они не в счет. Посидев на крыше, повздыхав, простившись с окружающими горами, извилистой рекой, с дорогими ее сердцу тополями и вербами, стоявшими сейчас без листвы, Кюнхил забралась через чердачное окно на чердак. Здесь ее маленький мир. Здесь хранятся лук со стрелами, деревянные сабли, щит. Здесь, лежа на невыделанных козьих шкурах, прочитала она первые книги. Одна из них, про Тимура и его команду, навела ее на мысль натянуть между яблонями и своим укрытием провода. Когда поднимался ветер, яблони раскачивались, провода дергались и в укрытие начинали звенеть подвешенные на их концах колокольчики. Это был сигнал тревоги. Кюнхил вскакивала, брала в руку саблю и, прикрыв грудь щитом, принимала позу воина, готовая сразиться с врагами. Хотя поблизости не было морей, враги представлялись ей в образе пиратов. Кроме чердака есть еще одно укромное место, где Кюнхил устроила тайник. В ограде двора сердцевина толстого лиственничного столба сверху подгнила и образовалась полость, как уступы. В этой полости Кюнхил хранила свои сокровища. Например, обломок гребешка с глазками, брошку, однажды потерянную из-за того, что у нее отломилась булавка, и потом найденную. Есть еще там ручка разбитой фарфоровой чашки, пуговицы, подобранные на улице, и старинная монета, найденная на Сабантуе. Эти вещи обладают волшебным свойством, поднимают настроение, когда Кюнхилу по какой-нибудь причине становится невесело. Она достает их, перебирает, вспоминая самые светлые дни своего детства и радости, связанные с этими вещами. Кюнхилу, наверное, влюбиться в хорошего эгета, он станет ее мужем, отцом мальчиков, о которых говорила бабушка Барсенбика. И вот тогда Кюнхил откроет тайну сокровищницы своему суженому. Под конец раздумий Кюнхил посмотрела через чердачное окно на большек, соединяющий Терякло с остальным миром. И зачем только мама надумала увезти их отсюда? Все, что предназначено, нашло бы Кюнхилу и здесь. И здесь родились бы мальчики, которые, став красивыми, как конь со звездочкой на лбу, мужчинами, доберутся до конца радуги. Эхехе. Запятая где Кюнхилу? Кюнхилу не знала, как отвечать матери. Сказать, что умотала, как всегда, невесть куда, сестра потом обидится. Соврать маме, как Кюнхилу просила, тоже неудобно. Где-нибудь во дворе, наверное. Где еще может быть? Я велела вам собрать свои вещи, а она, что, и ухом не повела? Потом второпях покидает в чемодан что попало.
Я уложила ее вещи. Не так уж их много, не замуж отправляемся. Мадина немного растерялась, услышав ответ дочки. Большая уж, за словом в карман не лезет. Хоть и не замуж. Не сможешь же всю жизнь ходить за сестрой, прибирать за ней. Когда ни на кого станет надеяться, сама все будет делать. Ну и дети у меня. Нет возможности рот раскрыть, тут же затыкают. Где ваши чемоданы? Открой, покажи. Кукхылу открыла сначала свой чемодан, затем сестрин. Вся одежда была отутюжена и аккуратно уложена. Нет ничего, что надо зашить, заштопать. Нет, мам. Могла бы а Кюнхылу говорю, перед отправлением в путь посидеть дома. Мадина поймала себя на том, что несправедливо придирается к дочкам. Сама не в духе, вот и придирается. А не в духе от того, что предстоит расстаться с ними. Но ничего не поделаешь, придется отдать их учиться в интернат. Удобнее всего будет сделать это в дни зимних каникул. Нужно ведь время для того, чтобы ознакомить их с Уфой, вызвать теплые чувства к городу, в котором будут жить. Заодно уж надо слетать к Абубакеру. Соскучилась по нему Мадина, часто снится стал. На случай, если придется пожить в гостиницах, возьмет побольше денег. Отец снимет свои сбережения со сберкнижки. У него там не только пенсионные деньги накопились. Минувшим летом пчелы хорошо потрудились, много меду отец накачал, сдал десяток фляг государству. Денег хватит на то, чтобы ему самому что-нибудь из одежды купить и девочек со студентами приодеть. Абубакир в каждом письме передает приветы от Лидии Николаевны Башкирцевой, она зовет в гости. Почему бы не воспользоваться возможностью познакомиться с Ленинградом? Пусть представления девочек о мире не будут такими, как у слепца из анекдота, который, пощупав хвост слона, решил, что слон похож на мышь. «Мам, а кто же будет присматривать за нашим домом, за хозяйством?» — спросила Кукхылу с такой печалью в голосе, что у Мадины вновь больно сжало сердце. «За домом? Так ведь есть ваш дедушка. Он еще в силах истопить печь, сварить себе еду, присмотреть за скотом. Не заболел бы только. Не заболеет. Он еще собирается съездить после нас в Ленинград к Абубакеру». Мадина коротко поделилась с дочкой планами на ближайшее будущее. «А Даутага поедет с нами в Ленинград?» Мадина давно чувствует, что Даута и Кюнхылу связывает не просто родственная, а более глубокая, духовная близость, так что, спросив, поедет ли в Ленинград и Даут, Кукхылу пеклась об интересах сестры, а сама она больше тянется к Абубакеру, он ей ближе. «Что повезешь от себя в гостинице Абубакеру?» — поинтересовалась Мадина. «Сушеные ягоды. Он любит пить с ними чай. Я еще летом собирала для него. А Кюнхылу? Она что-нибудь приготовила для Даута?» «Приготовила. Что? Дикий мед. Целую банку. Разве можно найти столько у диких пчел? Не каждый найдет. Но ведь это Кюнхылу». Тут осенне послышалось постукивание по сажкам. Пришел дед. А следом, поигрывая ямочками на покрасневших от холода щеках, вылетела Кюнхылу. Выглядела она вроде бы веселой. Бросив на нее внимательный взгляд, Мадина в душе порадовалась, на оживленном лице дочери проглядывали черты будущей красавицы. Да, тоненькие, угловатые девочки потихоньку превращаются в очаровательных девушек. Скоро, очень скоро юность повторит в них ее, Мадины, девичью красоту. В республиканской музыкальной школе-интернате имени Газиза Аль-Мухаметова Мадину, пришедшую туда с дочками, встретили приветливо. «В пятом классе есть свободное место, уехала одна из наших учениц», — сказал директор. «Если выдержит экзамен, примем вместо нее вашу симпатичную дочку». «Они обе симпатичные», — вступила в разговор заведующая учебной частью. «Не хотелось бы разлучать двойняшек. Посмотрим, что покажет прослушивание». Первые решили прослушать Кукхылу. Вскоре из неплотно прикрытой двери в коридор донес ее высокий, красивого грудного тембра голос. Кукхылу запела старинную народную песню. «Осторожней, конь мой быстроногий. Выбирай дорогу средь камней. Жизнь трудна, трудны пути дороги. Без друзей они еще трудней.
Затем зазвучал исполняемый на фортепиано полонез Огинского. Полонез. Почему? Мадина удивленно посмотрела на Кюнфхилу. Она ведь готовила другое произведение. Ей было очень грустно расставаться с тереклами. Поэтому решила сыграть Огинского. Сказала бы мне. Я бы ее подготовила. А так даже лучше. Должно быть, полная грусти мелодии усилила переживания и в самой Кюнфхилу, в ее глазах блеснули слезы. Купхилу не ошиблась, выбрав эту мелодию. Начав играть робко, она быстро обрела уверенность, сила музыки нарастала. Знаменитое произведение, затрагивая тончайшие струны души, зазвучало в то же время столь мощно, что ему, казалось, стало тесно в здании школы, оно рвалось наружу, в широкие просторы, во вселенские высоты. Не ожидала Мадина, что маленькое сердце ее дочки вмещает такие большие чувства, такую тоску. Впрочем, Купхилу ведь не только дочка, но и ее ученица. Все свои знания, полученные в Москве, Мадина старалась передать, не расплескав, дочерям. «Я не смогу так играть. Не оставляй меня, мама», — здесь сказала Кюнфхилу. Музыка, понемногу стихая, наконец смолкла. Мадину позвали в класс. Все, кто там присутствовал на прослушивании, молчали. Купхилу стояла, опустив голову, положив руку на фортепиано. Увидев мать, она покраснела. Может быть, ей стало неловко от того, что сыграла не то произведение, которое велела исполнить мама. Молчание нарушил директор школы. «Если даже вы передумаете отдавать девочку в нашу школу, мы ее заберем», — сказал он, улыбнувшись. «Оказывается, вы же и ее учительница. Спасибо вам. Давайте послушаем и вторую вашу дочку». «Простите». Мадина не сразу нашла, что сказать, с ней надо повременить. «Купхилу, выйди пока в коридор», — велел директор и, когда девочка вышла, уставился на Мадину. «Вы же сказали, что они обе поют и играют на фортепиано». «Да, и поют, и играют. Дело не в этом. Девочек надо на какое-то время разлучить. Они подменяют друг дружку. Если что-то не получается у Кюнфхилу, делает это за нее Купхилу. И наоборот. Кроме того, Купхилу способнее в музыке, и голос у нее, как говорится, от Бога. Слышать здесь похвалы только в ее адрес сестре будет тяжело. Пожалуй». Директор поднялся, поставил рядом с Мадиной стул. «Вы присядьте, пожалуйста. Если не секрет, как вам удалось так хорошо подготовить Купхилу? Где вы получили музыкальное образование? Правду сказать, у нас не хватает педагогов со специальным образованием. Я училась в Московской консерватории. Но окончить ее, к сожалению, не было суждено. Что касается Купхилу, дело не в таланте учительницы, а в восприимчивости ученицы. Вы и сами поете. Впрочем, если бы мать не пела, откуда бы взялся такой слух у ребенка? Иногда я пела на клубной сцене и на праздниках, а по специальности я зоотехник». «Понятно. У нас за обучение взимается небольшая плата. Судя по представленной нам справке, вы воспитываете детей одна. Поэтому Купхилу будет учиться бесплатно». «Спасибо. Можете сейчас ознакомиться с условиями, в которых наши воспитанники учатся и живут. Когда закончатся каникулы, сразу приведете дочку. Только, пожалуйста, не передумайте». «Не передумаю». Довольная тем, что устроить Купхилу учиться удалось так быстро и удачно, Мадина вышла к своим девочкам с сияющим лицом. Лидия Николаевна встревожилась, видя, что Абубакир ходит невеселый. Сесть, поговорить с ним под душем все как-то не удавалось. И сама она постоянно занята, заведует кафедрой в медицинском институте, читает лекции, плюс симпозиумы, конференции. И Абубакир уходит рано утром, а вернувшись вечером, обкладывается книгами. Собирается после экзаменационной сессии съездить на родину. К той матрешке у него на тумбочке добавились гребешки, зеркальца, ленты, подарки сестренкам. Лидия Николаевна, конечно, не против того, чтобы он съездил повидаться с родными, но пугает мысль, а вдруг уедет и не вернется. Появление Абубакира стало своего рода чудом,
лучом света в ее одинокой жизни. Боится она, что этот луч исчезнет. Пусть и не часто они разговаривают, ощущение присутствия рядом близкого тебе человека вызывает нескончаемую радость. Сейчас, почувствовав, что глаза устали от чтения, Лидия Николаевна постучала в дверь его комнаты. «Чаю выпить не хочешь?» «Можно». Когда сели за стол на кухне, Абубакир, ласково глянув на свою опекуншу, спросил: «Лидия Николаевна, учеба обязательно должна быть трудной. А ты знаешь, что сказал Маркс о науке?» «Да. Только кто достигнет сияющих вершин, кто упорно карабкается по ее каменистым тропам». «Ну и? Тебе хочется раз и взлететь?» «Нет, наоборот. Мне что-то учеба чересчур легко дается. Меня это смущает. Другие стараются до седьмого пота, а я...» «Хочешь сказать, что ты не прилагаешь много усилий?» «Ну, получается так». Лидия Николаевна на минутку задумалась. «Не всем учеба дается легко. Но если человек занят любимым делом, не обязательно ему должно быть трудно. Вернее, трудностей он не замечает. Тебе учеба дается легко, значит, ты верно определил свое предназначение, чувствуешь себя в своей тарелке. Значит, добьешься успехов в этой области». «Да, дружок, именно так. Иногда, Лидия Ирина, я сам не верю своему счастью. Я, Абубакир Муратов, тереклинский мальчишка, учусь в консерватории». Лидия Николаевна сидела, радуясь в душе за молодого друга, близкого ей, как сын. Растет парень, недавний рядовой матрос превращается в образованного человека. «Я тебя понимаю», — сказала она в ответ на его слова. «Может быть, самое трудное для человека — поверить в себя, в свою состоятельность, в свое, если хочешь, величие. Если сам он в это не поверит, то и в глазах других будет ничтожеством. Я все время удивляюсь, вот вы профессор, а такая простая, ничуть не чванитесь. Чванство идет от бездуховности, от бескультурия. Истинно интеллигентные люди всегда просты. Ты, наверное, заметил, коренные ленинградцы, в особенности старшее поколение, все такие, общительные, дружелюбные». Видя, что Абубакир охотно поддерживает разговор, Лидия Николаевна решила выяснить причину его подавленности. Может быть, все еще не может забыть ту ангелоподобную девушку, с которой не смог встретиться вновь. «Скажи, пожалуйста, Абубакир, у тебя в эти дни не случилась какая-нибудь неприятность? Мне кажется, ты чем-то расстроен». «Да нет, напротив. Я получил письмо, мама Мадина собирается нагрянуть сюда во время каникул с моими сестренками и братом Даутом. И ты молчал. Не хотел вас беспокоить. Я подыскивал квартиру, где они смогут пожить». «Квартиру?» Лидия Николаевна как будто мгновенно постарела на много лет, морщины на лбу глубились, губы задрожали. Абубакир не мог понять, чем ее обидел. «Вы на меня рассердились? Абубакир? Я радовалась, что через тебя обрела близких людей, а ты, отчуждаешь их от меня? Лидия Иной. Я же...» Абубакир вскочил, обнял ее за плечи, начал успокаивать, впервые перейдя на «ты». «Я боялся доставить тебе лишние хлопоты». «Доставить хлопоты? Я ведь, сынок, всю жизнь одинока. Чтобы спастись от одиночества, после войны поехала в Башкирию в надежде отыскать хоть кого-нибудь из родни. Оказалось, ходила рядом и потеряла, не успев найти». «Ты о ком?» «О Камалетдинове, Аюпе Газизовича. Уже после его смерти узнала, что он мой старший брат». «Так ты, выходит, башкирка? А что, не похоже?» «Лидия Николаевна». Абубакир вдруг побелел. «Что случилось? Ты похожа на нее». «На кого?» «На девушку, которая оставила мне матрешку». В Ленинград Мадина решила лететь на самолете. Для Даута, прошедшего армейскую школу, прыгавшего с парашютом, полет – дело привычное, а для девочек это станет незабываемым событием, подумала она. Когда объявили посадку и подвезли их к самолету, Кукхыл, вцепившись в Даута, закрыла глаза. «Я боюсь, а я нет». Кукхыл первый храбро пошагала вверх по трапу.
И в салоне после взлета она держалась бойко. Устроившись у иллюминатора, то и дело восхищенно восклицала: «Мам, смотри! Как интересно!» Потом, подтянувшись к уху матери, спросила негромко: «Мам, сейчас выше радуги или она выше нас?» «Мы выше», — улыбнулась Мадина. «Значит, я все-таки перешагнула через радугу?» «Да, мам». Я поднялась выше радуги. Мадина, приобняв за плечи, притянула дочку к себе, коснулась губами ее душистых волос. «Подняться в небо, доченька, легче, чем сохранить завоеванные в жизни высоты. Для этого нужно много, очень много сил. Как у папы, дедушки и бабушки Барсанбики. Да, они сильные люди. А ты?» «Я стараюсь быть сильной. И я буду стараться». Долгожданная встреча с Абубакером, знакомство с Лидией Николаевной, впечатление от архитектуры города, от памятников, которые успели увидеть, от метро — все это обрушилось на девочек в раз. Они сильно устали, как только коснулись головами подушек, тут же уснули. Абубакер с Даутом, чтобы наговориться досыта, вышли погулять на улицу. Мадина раскрыла на кухонном столе тетрадневник, начатый после смерти Абдиляхта. В нем она делала, правда, нерегулярно, записи о своих повседневных радостях, об успехах детей. Иногда, смотря по настроению, иллюстрировала самые яркие события рисунками. Взяв в руку карандаш в серебряной оболочке, память о Камалетдинове, Мадина задумалась, с чего начать запись. С того, что Купхыл успешно сдала экзамен и принята в музыкальную школу-интернат? Или с того, как обрадовался Дауд купленному ему в Уфе новому костюму? Оба события существенны и радостны и для нее самой. Важно для нее и все, что касается Абубакера. Как он изменился. Возмужал, ничего от былого мальчишки не осталось. Во всем его блике чувствуется серьезность, аккуратность и интеллигентность. А в глазах нет-нет да мелькнет что-то загадочное, грустинка какая-то. Влюбился, что ли, ее сынок в здешнюю красавицу? Да, сынок, такой же близкий, как Дауд. Тем более, что Абубакер очень похож на ее маму Гульбанну. И на Купхылу тоже, как две капли воды они схожи. Задумавшись, Мадина не заметила, как на кухню тихонечко вошла хозяйка квартиры, встала рядом. «Пишете? О чем, если не секрет?» Лидия Николаевна, мягко улыбнувшись, взглянула в глаза Мадины. «А вы, оказывается, настоящая башкирская красавица, Мадина. Воочию даже красивее, чем на фотокарточке. Меня удивляет, что Абубакер похож на вас и в особенности на вашу дочку, на Купхылу. В этом нет ничего удивительного. Тут долгая история. Отец Абубакера и моя мама были родные брат и сестра, более того, двойняшки. Их разлучили еще в младенчестве, мама умерла, не зная об этом. Господи!» Лидия Николаевна села за стол напротив Мадины, сжала голову руками. А женщина в психиатрическом отделении больницы. Сабили, она в самом деле мать Абубакера? В самом деле. Бедняжка. Я ее очень жалела. Неожиданно Лидия Николаевна обратила внимание на карандаш в руке Мадины. «Этот карандаш. Как он к вам попал?» Мадина смутилась, почувствовала, что краснеет. «Это подарок, вернее, память об одном человеке. Вы его, наверное, знали. Я говорю о Камалетдинове Аюты Газизовича. Карандаш принадлежал ему?» Глаза Лидии Николаевны как-то странно заблестели. Это удивило и насторожило Мадину. Он был близким другом моего мужа. После его смерти уборщица райкома, на кладбище, дала мне этот карандаш и еще старую фотокарточку. О картине Камалетдинова Мадина не упомянула, сочла это лишним. «Простите, это мой карандаш. Я забыла его в кабинете Аюпа Газизовича. Сколько лет уже прошло. Господи!» По щекам Лидии Николаевны покатились горошинами слезы. «Это вы меня простите, Лидия Николаевна». Мадина вскочила. «Я не знала. Сиди, сиди. Я сейчас». Башкирцева вышла из кухни и вскоре вернулась с фотокарточкой в руке. Теперь уж удивлению Мадины не было предела.
Снимок, который Аюп Газизович носил в партбилете. Я положила его в свой альбом. Как он оказался у вас? Не волнуйтесь, милая. Успевшая взять себя в руки Башкирцева осторожно погладила снимок. На снимке, хранящемся в вашем альбоме, должен быть еще маленький мальчик. На моем, только двое взрослых. Это единственная карточка, сохранившаяся у меня на память о родителях. Моих и Аюпа. И Аюпа? Да, хорошая моя. Он, мой старший брат. Никакая я не Башкирцева и не Лидия Николаевна. Меня нарекли так в детдоме. На самом деле я, Хатира Газизовна Камалетдинова. Но привыкла уже к русскому имени и фамилия. Аллах мой. Как же это вышло? Такие были времена. Лидия Николаевна волнение прошлась по кухне туда-сюда. И только теперь Мадина заметила, что лицом она похожа на Аюпа Газизовича. А вы на него похожи. Знаю. И не узнали друг друга. Вся беда в этом. Когда жила в Таулах, меня тянуло к нему, а я не понимала почему. Понимание пришло лишь после его смерти. Но ничего уже не изменить, прошлое не вернуть. Мне остается только благодарить судьбу за годы, прожитые рядом с ним, под его покровительством. Почему на нашу долю выпало столько испытаний? Были ли, Лидия Николаевна, в истории еще такие времена, когда сыновей натравливали на отцов, родные по крови люди становились врагами, детей разлучали с родителями, а друг с другом? Ах, Мадина! История ведь, говорят, ничему не учит. Лидия Николаевна поставила на электроплитку чайник. Разве мне досталась бы в наследство такая судьба, если бы мои родители не были отравлены идеей классовой борьбы? Ладно, еще мне встретились хорошие люди, вырастили, выучили, а сколько сирот, выйдя из приютов, детдомов, так и не нашли верной дороги в жизни, сгнили в тюрьмах и лагерях. У моей мамы была схожая с вашей судьба. Она жила буквально по соседству со своими родителями и ушла из жизни, не зная об этом. Мне известно только это. Бабушка Бурсенбика, кажется, еще не все о своем прошлом мне рассказала. Лидия Николаевна разлила чай, поставила чашку перед Мадиной и сказала, перейдя вдруг на «ты». Мне приходит в голову мысль, что мой брат очень любил тебя, Мадина. Почему? Густо покраснев, Мадина уставилась в свою чашку. У него была красивая жена. Да, я ее видела. И дочку их, Флориду, помню. Малика была хорошенькая на вид, но, как бы это сказать, не смогла, думаю, подняться до уровня Аюпа. Они были люди разной духовной и нравственной высоты. Поэтому расстались. Каждый из нас стремится к близости с равными себе, духовно родственными людьми. И женщин в ближайшем окружении Аюпа таким человеком была ты. Но ты, жена его друга. Не будь этого обстоятельства, он не смог бы скрывать свое чувство. Я поняла это, как только увидела тебя. Господи, как она разбирается в людях. И Аюпа Газизовича сумела изучить, понять, подумала Мадина. Однако ни о картине Камалетдинова, ни о размолвке с Абдиляхатом из-за него говорить не стала. Оба они Мадине, каждый по-своему, дороги. Оба были незаурядными, яркими личностями, для обоих хватило места в сердце Мадины. Посидев некоторое время в молчании, Лидия Николаевна осторожно взяла руку Мадины в свои ладони. «Мадина, у меня возникла идея. Одна из твоих дочек очень подвижная, гибкая. Надо бы показать ее специалистам по хореографии. Ой, для Кюнхылу танец – любимое занятие. Но для балетной школы она уже цвереросток. Если бы раньше. Нет, еще не поздно. Я наблюдала за ней. В ее глазах столько огня, силы. Если захочет, мне кажется, она будет просто летать. Она уж и сейчас то на дерево взлетит, то на забор, то на чердак. У меня есть хороший знакомый. Пусть посмотрит. Борису она понравится. Если, конечно, ты согласна». После отъезда Мадины с дочками Хашим лишился сна. Уставал не от того, что вел два хозяйства, томило одиночество. Днем еще куда ни шло, за скотом поухаживает, с соседями пообщается, глядишь, и вечер наступил. А вот ночью места себе не находит.
Обеспокоили еще и разговоры о том, что в округе обнаглели волки. Поначалу на эти разговоры Хашим особого внимания не обращал, но прошел слух, что единственную корову Галиудина и Валиудина волки загрызли прямо во дворе, в загородке у сарая. Чем ходить, не зная, верить этому или не верить, лучше было сходить проверить. Хашим не поленился, сходил. Слух подтвердился. Суки пастухов, встречавшиеся с волками в окрестностях летнего животноводческого лагеря, наплодили в ауле полукровок. Сказать, что это они напали на корову, так на огороде матерые гости из лесу оставили отчетливые волчьи следы. Не привыкший к такой наглости зверей аул загудел, как растревоженный улей. Народ полон решимости устроить облаву на серых разбойников. Раз они поразбойничали в одном дворе, могут и в другом. Более всего тревожился Хашим за Дунена, любимца Кюнфхылу. Конечно, жаль будет и буренушки, и телки, да и любой скотинки. Поэтому Хашим стал 2-3 раза за ночь выходить во двор, проверять, все ли в порядке. Пока звери на его живность не посягали. Не давала спать Хашиму и тоска по внучкам. Уже соскучился по ним, что называется, до смерти. Очень не хватало их его осиротевшей душе. Девочки, прыгавшие рядом, как воробушки, доставляли ему великое удовольствие, были его утешением и заботой. Они своими радостями помогали ему продолжать начатую работу, идти, не сворачивая, с избранного им пути. Когда Мадина сказала, что увезет дочек учиться в город, сердце Хашима едва не оборвалось. Только старался он не подавать виду, не расстраивать Мадину своими переживаниями. Да, не препятствовал ей Хашим. Колодец, говорят, надо копать до того, как начнет мучить жажда. Мадина ничего не делает, не подумав как следует. Заботится о будущем девочек с их малолетства. Хашим взял в руки фотокарточку, на которой запечатлена их семья. Сфотографировались, когда зять был жив и Барсынбика жила здесь. Только внуков, Абубакира и Даута, нет на снимке. Скучает Хашим и по ним, и по зятю Абделяхату. Такими же, как сейчас, долгими зимними ночами нередко сиживали они вдвоем за чаем или просто беседовали. Вопросы, на которые не мог ответить сам, Хашим задавал зятю. Однажды спросил, почему за Лениным последовало столько народу? В чем тут секрет? Люди следуют за тем, кого выделяют способности, порождающие надежду. Ленин, видимо, обладал качествами, привлекшими народ на его сторону, ответил Абделяхат. Сам Хашим последовал за Абделяхатом. Пленили его спокойный характер зяти, увлеченность работой, умение доводить дело до конца, оставаясь верным намеченной цели. То, что Абделяхат взялся за селекцию с верой в себя, в осуществимость мечты, пробудило в Хашиме дремавшие в нем способности художника. Да, он загорелся от Абделяхатова огня. И нет теперь дня, когда Хашим не чувствовал бы на себе его взгляд, не слышал его спокойный голос. Иногда он вздрагивает, как будто воочию увидев его самого. Гульбану и Абделяхат живут неотлучно в памяти, в мыслях, в снах Хашима. Должно быть, оставшийся отрезок жизненного пути он прошагает в обществе не только живых, но и ушедших из этого мира людей. Хашим вышел на крыльцо, вслушался в гул разбушевавшегося ночью бурана. Бешеные вихри взметывали в небо снег с Тереклинских улиц. В шуме, порождаемым яростным ветром, чудились то звериный вой, то стон и треск падающих деревьев. Это напоминало пляску смерти на поле боя. Хашиму отчетливо вспомнилось, как падали, словно подкошенные, молодые крепкие ребята, его товарищи по оружию. Неожиданно память впилась когтями в его сердце. Приложив руку к груди, Хашим опустился было на крыльцо, но тут же усилием воли заставил себя подняться. Нет, он не сдастся, он должен сохранить семейное гнездо до возвращения Мадины, встретить дочь живым. Лидия Николаевна, сводив Кюнхылу к своему другу, известному балетмейстеру, вернулась окрыленной. Обняла Мадину. «Поздравляю. Способности к девочке, ее физические данные, музыкальный слух – все получило высокую оценку. Ее примут в школу,
которая подготовит к поступлению в хореографическое училище. Это прекрасное училище, и интернат там отличный, в нем живут и учатся талантливые дети со всех концов страны. Просто удивительно, без всякой предварительной подготовки девочка поразила специалиста высочайшего класса. Мадина обрадовалась, но не спешила выказать свои чувства. Успех дочки особо ее не удивил, сам образ жизни Тунхилу был предварительной подготовкой к этим смотринам. Если надо, она и змеей завьется, и в клубок свернется. Может перепрыгнуть с дерева на дерево, повиснуть, зацепившись ногами за ветку, может на руках ходить. Попробовала на скаку поднырнуть под брюхо коня и подняться в седло с другого боку, получилось. Выпустили ее на арену цирка, без особых затруднений передние движения тренированных гимнасток. Только очень уж неожиданно наметился резкий поворот в судьбе девочки, и Мадина не знала, как выразить переполнившую ее радость, то ли смеяться, то ли плакать. «А где сейчас она сама?» — спросила Мадина. «Они придут попозже. Пошли с Даутом погулять, посмотреть на Неву». «Ну вот, дорогая моя, все складывается хорошо. Может, и тебе остаться жить здесь?» «Нет, Лидия Николаевна, спасибо. Теперь мне, чтобы выучить 4 детей, надо работать и работать. Не могу я переложить заботу об Абу-Бакире и Тунхилу на дни ваши плечи. Ну, это... Для меня это было бы только радостью». Лидия Николаевна села за стол напротив Мадины. «А как ты будешь жить дальше? Говоришь, в колхозе работу не дают. Если бы и дали, в колхозе не разбогатеешь. Там только те, кто приворовывает, сносно живут. Какие же у тебя намерения?» Мадина помолчала, обдумывая ответ. Были у нее с бабушкой разговоры о будущем. «В окружении Брежнева, одни старики», — сказала как-то Барсанбика. «Они уйдут один за другим, сменившие их люди помоложе изменит мир, жизнь станет посвободнее, колхозы могут распустить. Тогда каждый в ауле сможет содержать побольше скота. Но может случиться так, что ты останешься одна, дети разъедутся, управляться со скотом станет тяжело. Береги пчел. Пчеловодством наш народ занимался издревле, это самое прибыльное дело, оно поможет обеспечить благосостояние семьи». Тогда Мадина на слова бабушки не обратила особого внимания или забыла их в повседневных хлопотах, а теперь вспомнила. «У нас с отцом есть пасека», — сказала она, подняв взгляд на Лидию Николаевну. «Прошлым летом отец накачал много меду. Часть сдал государству, но государство закупает сельскохозяйственную продукцию по очень низким ценам. У нас осталось почти 4 тонны меда. На обратном пути в Уфе попробуют договориться в Потребсоюзе, чтобы сами приехали и купили подороже. И займемся пчеловодством основательней», — разумно одобрила Лидия Николаевна. «Когда Абу-Бакир будет приезжать к вам, сможете посылать с ним и сюда. Башкирский мед здесь очень ценится. Постараюсь воспользоваться всеми возможными путями». «Вот и хорошо. Если бы работала в колхозе, у тебя были бы связаны руки. Чтобы заработать приличные деньги, нужна свобода. Это я еще от бабушки своей приемной слышала. Тебе понадобится транспорт. Куплю машину в ближайшее время». Абдиляхудж хотел купить, да в очередь надо было записаться, долго ждать, и махнула рукой. Теперь это стало проще. «Значит, когда мы, Абу-Бакир, Тунхилу и я, во время летних каникул приедем к тебе в гости, ты встретишь нас на станции со своей машиной», — улыбнулась Башкирцева. «Браво! Ой, звонят». Лидия Николаевна, забыв о грузе прожитых лет, прямо так и полетела открывать дверь. В прихожую впорхнули порозовевшие на холоде ставшие от этого еще симпатичнее девочки, за ними вошли Абу-Бакир с елкой и Даут с пакетами. «Ах, завтра ведь Новый год!» Мадина, просеяв, поспешила навстречу взявшим праздничные хлопоты на себя детям. Глава 2. Акман-Токман считается светлым бураном, предвестником весны. А этот разбушевался надолго и не уступал в ярости зимней непогоде. Однако для волков буран – самое удобное время, чтобы выйти на охоту. На каменистом выступе Куктау, напоминавшем луку седла, стояла,
принюхиваясь к ветру, волчица из потомства Кукбури. Рядом, следует повадка матери, делали то же самое два ее детеныша, уже почти взрослые, но еще не начавшие самостоятельную жизнь самец и самка. Дня 3 назад они поймали косулю. С тех пор ничего им в зубы не попадало. Ветер доносил запахи, усиливавшие чувство голода, вызывающие спазмы в желудках, но волчица-мать не спешила. Она была насторожена. Этой зимой на их территорию вторглась стая чужаков. Они были чрезвычайно наглые, вороватые, стали нападать на домашних животных. Сама волчица-мать на территории своего обитания и ущерба людям никогда не причиняла, даже загрызла собственного волчонка, нарушившего это правило. Он летом напал на теленка коровы, отбившийся от стада и отелившийся в лесу. 2 других ее волчонка погибли из-за чужаков. Разозленные на обнаглевших хищников люди устроили облаву, и те 2 волчонка так же, как их отец, угодили под выстрелы. Чужаки досаждали не только людям. Пользуясь беззащитностью матери волчицы, оставшейся без пары и без своей стаи, перехватывали лесную живность, можно сказать, под самым ее носом. Долго ждала она, когда старая больная лосиха, обитавшая в осиннике у истока ручья, передвигаясь по глубокому, рыхлому снегу, окончательно обессилит. В соответствии с извечными законами природы лосиха вот-вот должна была стать добычей матери волчицы и ее питомцев, но чужаки законы добычи их лишили. Это был чистый разбой, наглецы нарушили великий порядок в мире зверей. Инстинкт подсказывал волчице, она мать, она обязана спасти оставшихся в живых волчат от гибели, чтобы они продолжили род. Иного выхода, кроме как увести в более спокойное место, у нее не оставалось. Хотя уйти из мест, где родилась сама и вынашивала потомство, не так-то легко. Волчица должна была решиться на это, и вот она принюхивалась к ветру, чтобы, разобравшись в запахах, выбрать безопасное направление. «Запятая, где я?» Самира открыла глаза, оглядела помещение, в котором лежала. «Мой ребенок». Люди в белых халатах, стоявшие возле нее, пришли в движение. «Успокойся. Главное, пожива. Вот обрадуется твоя мать». Самира напрягла память, стараясь вспомнить, что с ней произошло. Да-да, она была беременна, с нетерпением ждала, когда ее малыш родится. Сейчас к одной ее руке была присоединена капельница. Самира осторожно приподняла под простыней свободную руку. Там, где раньше был вздутый живот, пальцы угодили в пустоту, затем чуть ниже коснулись повязки. Живот опал и прикосновения не почувствовал. «Где мой ребенок? Тебе пока нельзя разговаривать». Властный голос женщины в белом халате напомнил Самире голос ее матери. И сразу вспомнилось все. Вначале ее состояние оценивали как очень хорошее. «Родишь мальчика-богатыря», — говорили ей. И мать вроде бы примирилась с беременностью Самиры, даже купила приданое для будущего внука, одеяльцы, пеленки, распашонки. Потом при одном из посещений поликлиники врач сказал Самире: «Ребенок очень большой, а у тебя тазовые кости недоразвиты. Если хочешь, чтобы ребенок остался жив, придется сделать кесарево сечение». В больницу привезла ее мать. Самира легла на операционный стол сама, а что было дальше, не помнит. Значит, ребенка извлекли, разрезав ее живот. «Где мой ребенок? Успокойся. Принесите ребенка». «Нельзя. Ты еще не пришла в себя, и он не совсем здоров». Тут будто из какой-то глубины, из-под пола, донесся до Самиры голос матери. «Почему не говорите ей правду? Ребенок умер той же ночью, сегодня его похоронили». Мать подошла к Самире, вложила в ее руку что-то завернутое в носовой платок. «Это земля с его могилы, прижми к груди, скорее забудешь». «Ай! Нет! Нет!» Самира почувствовала, что опять проваливается во тьму. Запятая ло. «Это Камила Харисовна Кадрасова?» «Да. Вас беспокоит из дома ребенка? В связи с вашей просьбой поступил малыш». По телу Камилы словно пробежала волна. «Я должна приехать к вам?» «Конечно. Ждем к 3 часам».
На том конце телефонной линии, откуда донесся вежливый женский голос, положили трубку, зазвучали короткие гудки. Господи! Камила, вдруг обессилев, присела на диван. Кого она там увидит? Понравится ли малыш, сможет ли она его полюбить? А муж? Позвонить ему, чтобы прислал машину? Но времени ждет. Ладно, вызови такси. А во что завернуть ребенка? Впрочем, не отдадут же его голым. Надо будет его купать, кормить. Камила невольно притронулась рукой к своим грудям, так и оставшимся пустыми. Хотя это не имеет значения. Не она родила, не ей кормить грудью. Охваченная новыми, странными, непривычными чувствами, Камила готовилась к поездке как-то бестолково, слишком суетливо. Предстоящая встреча с долгожданным, но пока неведомым ребенком ее скорее пугала, чем радовала. Но сказанное слово, что выпущенная стрела, обратно не вернешь. В спорте, даже зная, что не выиграет гонку, Камила решительно устремлялась вперед. Собрав всю силу воли, она набрала номер телефона таксопарка. Перед выходом из дома позвонила все же и мужу на работу. «Встретимся там», — коротко ответил он. Богатырь сказала о малыше главврач дома ребенка. Родился весом 5 килограммов 200 граммов. Затем, бросая взгляд то на ребенка, то на Кадрасова, заметила: «Кстати, у него очень схожие с вашими черты лица. Широкий лоб, брови в разлет, прямой нос. Тьфу-тьфу, даже рожденный от вас ребенок не был бы, возможно, так похож на вас. Наверное, Камил Ханум очень хотела иметь ребенка, похожего на меня», — отшутился Кадрасов, кивнув на стоявшую в сторонке жену. «Подобные случаи бывают, хотя и редко. Итак, вы согласны усыновить его? Откровенно говоря, у меня не поднялась бы рука отдать такого чудесного мальчика кому попало. Когда увидела вас, на душе полегчало». Медсестра, принесшая малыша, спросила, обратившись к Камиле: «Вы пеленать умеете?» «Это не так уж сложно», — ответил вместо жены Кадрасов. Камилу Харисовну беспокоит вопрос, кто родители ребенка. Мы его усыновим, а если мать начнет требовать его обратно? Кроме того, товарищ главврач, как бы это ни отрицалось, существует наследственность. К примеру, посеяв гнилую картошку, невозможно получить хороший урожай. Я с вами согласна. Мне тоже не доводилось видеть, чтобы от дураков рождались умные дети. Верна пословица, что посеешь, то и пожнешь. Что касается этого малыша, мы не имеем права сообщать сведения, связанные с его родителями, но могу заверить вас, что в этом отношении можете быть спокойны». Когда покончили с формальностями, главврач положила завернутого медсестрой в одеяло ребенка на руки Кадрасова. «Поздравляю вас с сыном. Пусть он станет вам товарищем на жизненном пути, опорой в старости, пусть, повзрослев, прославит вашу фамилию, порадует вас внуками и внучками. Аминь». Кадрасов, улыбнувшись, произнес это слово легко, хотя никогда прежде не произносил. «Да будет так». Выйдя на улицу, он протянул малыша Камиле, сам должен был вести машину, но растерянность жены вызвала у него опасения, как бы не уронила. Сказал рассерженно: «Сядь в машину, затем примешь. Ну, что стоишь, как пень с глазами? Ребенок озябнет. Да не на переднее, на заднее сиденье сядь». По пути домой Кадрасов забежал в аптеку и детскую кухню, купил на первое время все, что может понадобиться малышу. Дома быстренько переоделся и принялся готовить молочную смесь. «На работу не поедешь, что ли?» — спросила Камила. «А это разве не работа? С этим и я могла бы справиться. Ты вон в ванной наведи порядок, убери там все лишнее. Я его покормлю и искупаю. Ты еще не умеешь ухаживать за ребенком, а я в многодетной семье вырос, видел, как мать с младенцем обращалась и сам за младшими ухаживал». Ребенок подал голос, намереваясь заплакать. Камила решила было унести его в спальню, но муж опередил ее. «Я сам. Его нельзя сразу разворачивать, если вспотел, может простудиться». Немного погодя сказал, уже успокоившись: «Камила, знаешь, что мы сделаем?» «Что?» —
Справим документ, что родила его ты. А это возможно. Деньги сделают все, что нужно. Я для сына денег не пожалею». И слово «сына» он произнес легко. Когда малыша накормили, он уснул. Кадрасов, влюбленно глядя на него, сказал: «Раз уж мы взяли ребенка, не можем просто играть роль родителей, должны стать для него настоящими отцом и матерью». «Да, должны». Галима увезла дочь из больницы на машине. Что случилось, то случилось, с этим уж ничего не поделаешь. Многие видели Самиру беременной, и то, что она родила без мужа, от всех не утаить. Ладно, люди посудачат и перестанут. Главное, не будет ходить рядом с Амирой ребенок, постоянно напоминая о ее сраме, не станет препятствием на пути к ее будущему счастью. В этом мире каждый может допустить ошибку, важно вовремя предотвратить ее последствия, не терзаться потом из-за нее в течение всей жизни. Самира еще молода, не пережила того, что пришлось пережить Галиме, и пока не способна понять эту истину. Поэтому Галима сделала все, что сочла нужным, за нее, не пожалела денег, договорилась, чтобы младенца, как только родился, отправили в Уфу, в дом ребенка. О том, что он не умер, знают лишь несколько человек из больничного персонала. На кладбище появилась металлическая оградка размером метр на метр, за бутылку водки кладбищенский сторож натаскал в нее в бумажном мешке землю от вырытой для очередного покойника могилы. На присыпанный снежком холмик Самира положила красные гвоздики, привезенные ей в больницу матерью. Бурсенбику опять посетил главврач. И опять ночью. «Как дела?» — спросил он и умолк, не зная, что еще сказать. «Хорошо, что ты из тюрков». «Это я к тому, что не умею говорить по-русски», — отозвалась Барсенбика и, приподнявшись, опустила ноги с кровати. «Я распоряжусь, чтобы тебе принесли коврик». «Пол холодный», — сказал главврач. Он сел на стул, тут же встал и снова сел. «Нервничает», — поняла Барсенбика. «Сильно обеспокоен». В таком состоянии человек ради своего спасения готов совершить что угодно. Он поможет мне выйти из этих стен, если я помогу ему. Но я не должна спешить. Не буду сама предлагать помощь. Мой час наступит позже. Он еще не раз придет ко мне. Мое имя Роберт Эдуардович. Можешь называть меня просто Робертом». «Хорошо, сынок». «Роберт. Сынок». Уголки губ главврача дрогнули в усмешке, но он не стал развивать эту тему. «Скажи, пожалуйста, Бураншина, как ты угодила сюда? Разве в твои руки не попали бумаги насчет этого?» «Попали. Я их читал. Но что-то тут, на мой взгляд, обстоит не так. Я жила во времена, когда Иблис затмил разум людей, ослепил зрячих. Я была тогда молода, сильна и сумела выплыть из гибельного водоворота. Но из воды сухими не выходит. Если Господь не спаслал мне наказание, значит, я виновата. Провинилась в этом мире, в нем же должна искупить свою вину. Странный ты человек. Прослыла чуть ли не волшебницей, а лежишь здесь. Вряд ли способна творить чудеса. Но, с другой стороны, 40 суток ничего не ела и жива-здорова. Анализ крови, как у молодой. А ты, сынок Роберт, веришь в волшебство? Нет. И я не верю. Но я, в отличие от вас, молодых, верю в божественную силу, сотворившую землю и небо, огонь и воду, породившую все живое вокруг нас. Частью этой силы наделен каждый человек. Вот во что я верю. Что ты могла бы сказать, глядя на меня? А что ты хочешь услышать?» Главврач не ответил. И Барсенбика не спешила продолжить разговор. Знала, что поспешность к успеху в задуманном деле не приведет. Чтобы лечение привело к желаемому результату, больной должен поверить в это и полностью раскрыться перед целителем. Видя, что старуха замкнулась, Роберт Эдуардович встал. «Ты, какую пищу предпочитаешь? Овощи и фрукты? Если можно». «Можно». Не сказав больше ничего, главврач вышел из палаты и запер дверь, в замке скрежетнул ключ. Бурсенбика вздохнула облегченно. Слава Богу, сейчас ей не делают уколы, от которых путается сознание, и не принуждают есть то, чего она не хочет.
Ее даже вывели один раз на свежий воздух на прогулку. Кстати, во дворе встретился ей прокурор, тот самый, которому она предсказала встречу здесь. Он был в больничной одежде. Узнав Борсенбику, вытаращил глаза. Ей стало жаль беднягу, при следующей встрече он ее уже не узнает, люди с ясной памятью здесь не нужны. Вытянувшись на кровати, Борсенбика закрыла глаза. Да, она не вправе ошибиться, строя свои отношения с главврачом. Чувствует, это последняя большая схватка в ее жизни. Жизнь, постоянная борьба, будут схватки помельче, а это самая большая. Во всяком случае, так должна воспринимать ее Борсенбика. Вообще, если бы люди смотрели на каждое свое дело как на самое последнее в жизни, то добились бы потрясающих успехов, ибо старались бы исполнить это дело как можно качественней, лучше. Поэтому и Борсенбика не будет спешить. Отсюда у нее лишь два пути, либо на свободу, либо на кладбище. Но раз она пришла в этот мир, то должна по возможности продлить земную жизнь со всеми ее радостями и горестями. Сейчас более всего ей нужна стойкость. Помощи ждать неоткуда, может надеяться лишь на свои силы, на свою совесть и на благосклонность Всевышнего. Уф. Валяу. Валяу. Уже вторую ночь Галяудин то и дело просыпается в ужасе. «Ну чего тебе? Что стряслось?» Сонный Валяудин поднялся, включил свет. «Что не ночь, орешь? Так ведь гоняется за мной. Кто? Шарик? Шангари? Кто же еще? Нашел кого пугаться?» Валяудин выскребал ловником со дна казана макаронной и зачавкал. «Попробуй не испугаться». Хватает за горло, кричит: «Выпусти меня из могилы». А почему у меня не хватает? Так, шайтан его знает. Ты не пьешь, может, потому. Хоть и не пью, рядом с тобой совсем уж разума лишился. Эй, брат, не наговаривай на себя. А что, неправда, что ли? Кабы не лишился, разве похоронил бы живого человека, послушавшись тебя, дурака? Но ведь, не только мы с тобой, и медсестра не догадалась, что он живой. Уж и не знаю, как дальше жить. Валяудин, насытившись, рыгнул, сел на край нар, неторопливо принялся свертывать цигарки. Одну протянул брату, другую зажал в зубах, открыл трубу и опустился на корточки у печки. Хоть людям на глаза не показывайся. Один Хусайн, кажется, нас жалеет, не объезжает. Жилету жалеет, да и он на тот свет собрался. Встретились вчера, рассказывает, приснился, говорит, мне с Аврасой, над аулом, как аэроплан, оставляя след, летит. Глянул, кто там в седле, оказалось, Абделяхат. Абделяхат вдруг нагнулся, подхватил меня, помог взобраться на Саврасова и Васалим, улетели мы. Сообщение это произвело впечатление на Валяудина. Эх, прошла жизнь, вздохнул он. Бестолково прошла, все следил за братом, стараясь не дать ему напиться, глядь, волосы уже побелели, зубы выпали, щеки валились, глаза потускнели, сердце ослабло. «Говорил я тебе, иди своим путем», — отозвался Галяудин. А Валяудин жалел брата и до сих пор жалеет. Какой ведь был ягид. Невысокий ростом, зато кряжестый, сил в руках имел. А как пел. Думал Валяудин, я сильнее водки, вырвал брата из когтей шайтана. Не смог вырвать. Шайтан, оказалось, сильней. А сейчас? Хоть и не говорит Валяудин об этом, дух Шангари ему не дает покоя. Не только во сне, но и наяву то из одного угла высунет голову, то из другого. Смеется, показав язык, либо плачет. В ауле и старый, и малый, мнится, указывают на Валяудина пальцем, вон идет убийца. Устал он от всего этого, жить устал. Говорят, если Бог решает наказать раба своего, то лишает его разума. Вот и наказал Валяудина, затмил его разум за то, что не старался найти свой путь, прожил жизнь впустую, следуя всюду за братом-пьяницей. Даже курицу он ни разу в жизни не зарезал, никого, кроме комаров, не убивал, и нате вам, живого человека похоронил. Нет ему прощения. Зага, Ляудин он не в ответе, понял теперь,
что за свои поступки каждый должен отвечать сам. Хотя многие всю жизнь, кивая на других, перемывают чужие косточки, этот совершил такой-то неприглядный поступок, тот, такой-то. Никто не объявляет: «Емагат, я согрешил, оступился, сделал то-то и то-то». Валиудин посмотрел на брата, который, вновь забравшись на нары, свернулся калачиком на своей подстилке и уснул. «Все, брат, отныне ты будешь заботиться о себе сам. На мне великий грех, я не хочу больше показываться с ним людям. Прощай». Так же, как Абдиляхут явился на Саврасом за Хусаином, явится кто-нибудь и за мной. Проговорив это мысленно, Валиудин выключил свет, снял в сенях с крюка аркан и по безлюдной улице пошагал в верхний конец аула, намереваясь отправиться к лесистому хребту, в Березняк. Какими дорогами не прошел, в каких огнях не опалился. Считая веления партии велениями своей совести, немало неправедных поступков совершил. К примеру, в том, что в далеких сибирских лесах гибли, мечтая о куске хлеба, замерзали без крова ничего не понимавшие ребятишки. Есть и доля его вины, когда отправляли из аула в ссылку кулаков с их семьями, с малыми детьми, преследовали мул, разрушали мечети, и он этому содействовал. Теперь понял, что зря, но тогдашние ошибки уже не исправить, как бы ни хотелось, близок, как говорится, локоть, да не укусишь. Да, и он пролил свою кровь в боях за родину, по мере сил восстанавливал захеревшее во время войны хозяйство. Это в какой-то мере обеляет его, и все же к встрече со смертью лицом к лицу он пока не готов. Разматывая бессонными ночами клубок памяти, он многое понял. Но долго раздумывать времени у него не осталось. Материальные ценности теперь его не интересуют, он избавился от ненужных ему вещей, раздал тем, кому они нужны, потому что ничего с собой на тот свет не унесешь. Ему надо лишь успеть совершить самое важное в оставшейся жизни дело. «Здравствуй, Агай. А так, это ты, Валиудин Кустым? Что это ты ночью, когда Иубар не высунется, ходишь, с арканом в руке?» Валиудин, переступая с ноги на ногу, сказал нерешительно: «Так ведь, и ты ходишь? Я делом занят. Ну-ка, подставляй плечо. Зачем? То, что наметил на сегодня, я закончил. Надо до рассвета эти доски поднять обратно на чердак. А то могут растащить. Да мне некогда, Агай. Давай, не прикидывайся занятым человеком. У меня одного сила маловато». «А что это за доски?» «От минарета мечети». Валиудин присвистнул. «А зачем ты их сюда спустил?» «Надо было, Кустым, посмотреть, годятся ли они для восстановления. В свое время я был среди тех, кто сбросил минарет на землю. Кто бы мог подумать, что вместе с ним рухнет и человеческая совесть. Восстановить, значит, хочешь минарет? В точку попал. Ты, Кустым, плотник, может, поможешь, а? Совесть, ага, и у меня рухнула. Кто мой минарет восстановит? Куда ты сейчас шел-то? В Березняк, вешаться. Ничего лучше не мог придумать. Мочи уж нет, стыдно людям на глаза показываться. Мирхайдаров, подложив под себя рукавицы, сел на крыльцо клуба. «Давай-ка подымем, Кустым. Бэй, разве ты?» «Вообще-то не курю, но послушал тебя и захотелось. Вспомнилась мне одна притча. Прилетел, рассказывают, архангел Гавриил к человеку и говорит: «Эй, человек, Господь прислал тебе 3 качества. Называются они ум, совесть и стыд. Бери что хочешь». Выбрал человек ум. И решил был архангел отправить совесть и стыд обратно, а те не соглашаются. «Мне, — говорит совесть, — Господь велел не оставлять ум без присмотра, я должна жить вместе с ним. А мне, — говорит стыд, — велено не расставаться с совестью». Таким образом, остались они все вместе. Ну, раз тебе настолько стыдно, что и смерть не страшна, есть у тебя также ум и совесть. Эх, ага, легко говорить. Понимаю. Кабы муки совести не были сильнее смертной муки, и я бы спал сейчас спокойно в своей постели. Человек наделен еще одним, может быть, самым угодным Всевышнему качеством — терпением. Давай, Кустым,
Потерпим. Пожилым людям есть о чем поговорить. Ты, Валиудин, захожи вы ко мне. А весной восстановим минарет. Не исключено, что его опять разрушат, но это будет сделано не нашими руками. Каждый отвечает за свои деяния сам, вот что я понял. Скрип-скрип, скрип-скрип. Уф, надоело Галиме до чертиков это поскрипывание. Когда оно прекратится, когда? Перестанешь ты качать или нет? Хватит. Галима вцепилась в горло Самиры, качавшей подвешенную на пружине зыбку. Но молодая, сильная Самира не подалась, сама начала душить мать. Галима задыхается, не может вырваться из ее руки. Единственный выход – опрокинуть колыбель, пусть ребенок полетит в тартарары, тогда отпустит. Так она и сделала, перевернула, оборвав бечевки, колыбель, из нее посыпались пеленки-распашинки. А где же ребенок? Разбуженная собственным криком, Галима не сразу пришла в себя. Наконец, поняла, что это был сон. Всего лишь сон. И хорошо, что сон. В темной комнате пробили часы. На улице бушевал буран, под его напором поскрипывали ставни. Ветер издавал в печной трубе звуки, похожие не то на детский плач, не то на кошачьи визги. Самира, наверное, крепко спит. Днем они опять съездили на кладбище, к могиле ее сына. Самира ни слова там не сказала, лишь постояла, прислонившись грудью к холодному металлу оградки. Вечером Галима побывала в гостях у приятельницы. Как добралась оттуда домой, не помнит. Обе крепко выпили. Зайтуна Ханум, с горя, недавно похоронила мужа. А Галима кляла свою судьбу, обрекшую ее на одиночество. Помянула недобрым словом Ихсанбая, Саяфа и Кадрасова. Не надо было. Зачем рассказала обо всем Зайтуне? А может, не рассказала, а только подумала. Галима сильно мутила. Поднялась с постели, кое-как нашарила выключатель туалета. Когда вырвала, стало легче. Самира знает, что мать нуждается в помощи, но и не шевельнулась. Верно сказано, не делай добро, не получишь зло. Галима ради ее будущего благополучия пошла на подсудное дело, а дочь и стакана воды не поднесет. Для нее что есть мать, что нет ее. Самира. Ах, молчишь. Мать хоть умри, а ты? Ждешь не дождешься моей смерти. Если умру, ты в этом доме сможешь распутничать без помех, да? Галиме вспомнился позавчерашний разговор с ее шофером. «Айда заходи, погреешься», — предложила она. «Посидим, поговорим. Я ведь еще не дряхлая старуха». Шофер, дюжий смуглый парень, отказался. «Нет, спасибо, дочь ваша, наверно, дама, может не есть что подумать. Как-нибудь в другой раз». Да, Самира мешает ей жить полнокровной жизнью, и всегда мешала. Из-за нее Галима не смогла по-человечески выйти замуж. Самира. «Убью я тебя. Убью». Дав волю слезам, Галима шагнула в комнату дочери. «Я твоего ребенка похоронила, а ты вместо того, чтобы поблагодарить мать, повернулась спиной». Включила свет. В комнате было прибрано. Постель не расстелена. Самира. Нет ее. Галима плюхнулась на стул возле журнального столика. А это? На столике лежала записка. Взяла ее, прочитала. «Мама, не ищи меня. Прощай. Самира». Галима сразу протрезвела. Сунулась в шифоньер, где висела одежда Самиры. Одежды нет. И чемодана нет. Значит, уехала. Если бы решила наложить на себя руки, вещи были бы на месте. Уехала куда-то. Галима осталась совсем одна. Одна-одинешенька. Только что она желала этого, а теперь почувствовала тоску, такую, наверно, испытывает сука, потерявшая щенков и от безысходности воющая, задрав морду к луне. Захотелось разбить себе голову, ударилась ею об стену. Не помогло. Жажду мести не удовлетворила. Мести кому? Самой себе? Нет, ей плохо, пусть и кому-то другому станет плохо. Рука потянулась к телефону, набрала номер Саяфа. С другого конца провода послышался молодой женский голос. «Муж спит. Извините, не стану будить». Некоторое время Галима просидела в прострации.
Затем сознание как будто прояснилось. Кадрасов. Вот кому надо позвонить. Это ведь он виноват в том, что Галима осталась без дочери. Полистала блокнот, нашла номер его домашнего телефона. Давно уж добыла номер, но не звонила, не могла преодолеть свою гордость. «Алло». Кто это отозвался с другого конца провода сонный голос. «Лебедушка твоя, Галима». «Не узнал? А вы, кажется, ошиблись номером». По голосу Галима поняла, Кадрасов, конечно, ее узнал, не только узнал, испугался. Пока он не положил трубку, успела проговорить. «Поздравляю с мертворожденным сыном. Ваша любовь плодов не дала». Мадина с Даутом неторопливо шли в сторону гостиницы «Агидель». Вечер выдался хороший. Падал легкий снежок. Мадина радостно поглядывала на сына. На его бровях, на ресницах застряли снежинки. Так он еще больше походил на отца. Вспомнилось Мадине, как прогуливались они с Абделяхотом в такие же тихие вечера. Говорили и не могли наговориться. Слегка озябнув, затевали, чтобы согреться, игру в снежки. «Эх, что, мама?» Мадина растерялась. Кажется, ничего не сказала. А мне послышалось. В голосе Даута чувствовалось волнение. «Тебе, наверное, тяжело. Папа? Мы были счастливы с ним, сынок. Ты очень на него похож, и я, глядя на тебя, вспоминаю лишь об этом. Я продолжу дело папы в Теряклах. Вот только закончу учебу». Даут обычно сдержан, редко раскрывает свои чувства. А сейчас он взволнован. Может быть, то, что оставили Кукхылу в интернате и проводит вместе здесь, в Уфе, последний вечер, так на него подействовало. «Да, сынок, я вижу в тебе его продолжение. Ты похож на отца во всем. Хоть и молод еще, успел пройти, как говорится, огонь и воду». Мадина помолчала, собираясь с мыслями. Даут, давно хотела тебе сказать, лучше будет, если после учебы ты не сразу вернешься в наш колхоз». «Почему?» Они как раз вошли в сквер имени Ленина. Мадина смахнула варежкой снег со скамейки. «Давай посидим немного». «Давай. Дело вот в чем. Я не сомневаюсь, сынок, что ты станешь хорошим агрономом и будешь любить землю, как любил твой отец. Но лучше будет, если в Теряклы ты вернешься, накопив опыт, почувствовав уверенность в выбранной специальности. Тем временем я постараюсь размножить сохраненные тетушкой Раузой семена, и ты продолжишь папины эксперименты. Короче говоря, вернешься в Теряклы, чтобы ставить рекорды. Вот тебе на. А я жду не дождусь, когда вернусь. Нет, говорят, пророка в своем отечестве. Тебе, сынок, если сразу вернешься, будут вставлять палки в колеса, смотреть на тебя как на мальчишку. На стороне добьешься успеха скорей. Ты так думаешь?» Терпеливый, вдумчивый, как отец, Даут не спешил дать определенный ответ. Сначала все взвесит, потом, как отрежет. Эта черта в сыне Мадине тоже нравилась. Черта будущего лидера. «Вот так, сынок. Заранее готовься к этому. А ты сама как?» Мадина усмехнулась. «Была бы шея, хомут найдется. Я сегодня договорилась в нескольких магазинах насчет продажи нашего меда. Подыщу человека и для торговли на центральном рынке. Не боишься, что навесит ярлык спекулянтки? Волков боятся, в лес не ходить. Храбрые ты у нас, мама». Снегопад усиливался. Поглядывая на взрывшиеся вокруг уличных светильников крупные снежинки, они продолжили путь к гостинице. Посмотрев на мать, ставшую похожей на снежную бабу, Даут сказал: «Буран разыгрывается. Это будет светлый буран». «Предвестник весны», — отозвалась Мадина. Лидия Николаевна настояла, чтобы Тюнхылу жила у нее, а не в интернате. И Тюнхылу теперь каждый вечер перед сном заходит в комнату Абубакира перекинуться парой слов, пожелать ему спокойной ночи. Брат в это время обычно лежит на кровати, читает книгу при свете, падающем из-под оранжевого абажура настольной лампы. Взглянув на него, Тюнхылу словно бы переносится в Теряклы, дышит воздухом родного дома.
Ей кажется, что рядом с Абубакером ляжет и другой старший брат, Дауд, и они наперебой начнут рассказывать ей с Кукхыл разные интересные истории. Вот и сейчас Абубакер лежит, устремив взгляд в книгу. Нет, не в книгу. Через нее он смотрит на что-то другое. Может быть, на красивую матрешку? Ага. Да. Что это за матрешка? Ну, обыкновенная матрешка. Нет. Почему нет? Ты на нее все время смотришь. Ах ты, чернявая. Иди-ка сюда. Абубакер, приподняв сестренку, посадил около себя. Эту матрешку мне подарила одна удивительно красивая девушка. Она, то есть матрешка, очень похожа на нашу Кукхылу, верно? Верно. Я об этом и Куке не сказала. На матрешке, говорю, нарисован твой портрет. Я эту игрушку купил в киоске около Эрмитажа. Между прочим, для тебя. Только что сказал, что ее подарила красивая девушка. Ну да. Я хотел купить, а девушка мне подарила. Свою, которую сама разрисовала. Она оказалась художницей. А где сейчас эта девушка? Не знаю. Я ее, Тюнакис, потерял. Мне осталось лишь вздыхать, глядя на матрешку. Ты маме об этом рассказывал? Нет. Только Лидии Николаевне. Абубакер грустно улыбнулся. Ну ладно, Тюнакис, иди ложись. Завтра не праздничный день. Спокойной ночи. И тебе тоже. Кхыла отправилась спать, но заснула не скоро. Поочередно представила себе маму, Кукхылу, Даута, дедушку и всем пожелала спокойной ночи. Затем вызвала в своем воображении Дунена, Буренушку, ягнят, гусей, по которым тоже соскучилась. Эх, скорее бы наступило лето, начались каникулы. Кхылу, пригнувшись к гриве своего коня, помчалась бы по дороге, ведущей к Уктау. Тут ей вдруг стало жаль Абубакера. Не весел он, Лидия Николаевна, глянув на него, сокрушенно качает головой. Кхылу причину этого теперь знает, брат влюбился. Кхылу тоже влюблялась. Однажды влюбилась в Саера, Саифову мальчишку. Потом они подрались, и любовь кончилась. Но Абубакер ведь с красивой девушкой не подрался. И может быть, они никогда бы не подрались. Любили бы друг дружку, как папа и мама. Если б нашлась эта девушка, Абубакер стал бы веселым, шутил и смеялся. Мысли, нахлынувшие перед сном, не оставляли Кхылу и на следующий день на занятиях в школе. Преподавательница, заметив, что она рассеянно выполняет упражнения без обычного усердия, даже спросила: «Кхылу, ты что, не выспалась?» Кхылу не ответила, лишь стала выполнять упражнения старательней. Чтобы окончить эту школу, она должна учиться только на пятерки, иначе ее могут отчислять. А она после школы должна поступить в знаменитое хореографическое училище имени Вагановой. Поэтому старается. Превосходит в классе в успехах всех, но не всегда. Тяжеловато тягаться с теми, кого учили танцевать с 3-4-летнего возраста. После занятий в школе Кхылу спустилась на станцию метро и отправилась к Эрмитажу. Там быстро нашла киоск, в котором продавались всякие сувениры, в том числе и матрешки. Достала из сумки прихваченную утром с собой синеглазую матрешку у брата, показала продавщице. «Тетенька, у вас такие есть?» «О, какая красавица!» «К сожалению, таких нет. Были, но распродали еще до Нового года». «А откуда вы их брали?» «Не помню. К нам товары поступают из разных организаций, так что трудно сказать». Продавщица занялась другими покупателями, а Кхылу стояла и стояла около киоска. Потом продавщица вывесила табличку «Обед» и куда-то ушла. Кхылу походила, заглядывая в другие киоски, и вернулась к этому. Может быть, красивая девушка, разрисовывающая матрешек, принесет таких же, как у нее. «Миленькая, ты все еще стоишь здесь?» — удивилась возвратившаяся с обеда продавщица. «Стою». Ласковый голос продавщицы придал Кхылу смелости. «Я обязательно должна найти художницу, которая разрисовала мою матрешку». «Как же тебе помочь?» Продавщица раскрыла толстую папку с подшитыми в ней бумагами.
Вот накладные. О, сколько их! Так, матрешек, если не ошибаюсь, разрисовывали студенты Института искусств. Вот на одной накладной подпись «Игнатьева». Больше мне ничего не известно. Продавщица посмотрела на Кюнхыл внимательней. «А откуда ты?» «Из Башкирии». «Красивые, оказывается, башкирки». «Спасибо вам». Кюнхыл, узнавшая хоть какую-то малость о загадочной художнице, заторопилась домой. Кукбури-младший, назовем так волчицу-мать из потомства Кукбури, выбрала новое место обитания неподалеку от истока ручья Тенгрибирди, возле глубокого лога. Полагала, что здесь будет поспокойней. Но стая чужаков, день ото дня наглее, приносила все больший урон людям, и при очередной облаве, устроенной охотниками, Кукбури потеряла еще одного волчонка. Теперь она, сопровождаемая лишь одним своим отпрыском, вела себя чрезвычайно осторожно, не отходила далеко от нового логова и волчонку этого не позволяла. Между тем бураны закончились так же неожиданно, как начались. Засверкавший под солнцем снежный наст скрыл следы мелких обитателей леса, таких, как лисицы и зайцы. А многие куропатки, ночевавшие в снегу, не смогли выбраться из-под ледяной корки, образованной крепким морозом. Некоторое время Кукбури с молодым волком пользовались этим, учуяв оказавшихся в плену птиц, раскапывали снег, ловили и питались ими. Но вскоре этот источник пищи сяк. Лютый мороз, затруднявший дыхание, пробиравший до самых кишок, усиливал чувство голода. Кукбури, устроившая логово в дупле старого толстого вяза, наконец, не выдержала, вышла на опушку леса. А там, охватив всю опушку, трепетали, как языки пламени, красные флажки. Кинулась налево, кинулась направо, кругом это пламя. Затемненное голодом сознание волчицы вдруг прояснилось, поняла, угодила в западню. На доленной Тенгрибирде разнесся вой, вызванный отчаянием. С раскидистого дерева вспорхнули испуганные им сороки. На Кукбури ее питомца бесчисленными искорками посыпался иней. Не прежние времена, какой-нибудь попутный транспорт догонит, решила Мадина и пошагала по дороге, ведущей из Таула в Теряклы. Холод не пробивал овчину ее полушубка, на ногах легкие сапожки на меху, шагай да шагай. День выдался ясный, вокруг слепящим, вытканным из лучей ковром простирались озаренные солнцем снега. Шла Мадина, и в ее душе звучали раздольные, как башкирские просторы, песни. Соскучилась она по родным местам и даже была довольна тем, что не догоняет ее машина. Догонит, быстро довезет до Теряклов, и не успеет она налюбоваться этой красотой, этим великолепием, по которому стысковалась. К тому же знакомая дорога пробуждала много воспоминаний, можно сказать, вся была услана ее воспоминаниями, и грустными, и радостными. Где-то на полпути Мадина, развязав свой узелок, подкрепилась, почувствовала прилив сил. Теперь уж и пешком она до дому дойдет. Полсотни километров для здорового человека, не слишком большое расстояние, быстрым шагом, 7-8 часов пути. Во всяком случае, до того, как засветятся вечерние огни, она будет дома. К глубокому логу Мадина подошла слегка утомившись. Здесь она убавила шаг, потому что всегда, проходя по этой дороге, она сворачивала к могиле матери, и сегодня решила побывать возле нее. По глубокому рыхлому снегу пройти к ней трудно, а сейчас наст крепкий, легко пройдет. Нехорошо будет, если, вернувшись из долгой поездки, не воспользуется случаем навестить дорогу ее сердцу холмик. Отец соорудил там из камней пирамидку, чтобы зимой место это было заметно. Поднявшись на гору, Мадина свернула к берегу Тенгрибирди и увидела натянутый от куста к кусту шнур, на котором трепетали, как языки пламени, красные тряпицы. Их было много, они охватывали полукругом большое пространство. Должно быть, охотники затеяли облаву на волков, предположила Мадина. Это ее не удивило. Еще до поездки слышала, что волки размножились и стали причинять урон аулу. Подтверждение догадки в морозном воздухе вдруг разнесся душераздирающий вой. Мадина невольно сунула руку в карман, нащупала складной нож,
которым пользовалась в пути. Тут один за другим прозвучали несколько выстрелов, послышались крики людей. Мадина взбежала на пригорок. Выстрелы прогремели уже совсем близко от нее. Среди голых деревьев показались охотники на лыжах. Два зверя заметались перед линией, обозначенной красными флажками. Сейчас их. Но нет, в мгновение ока зверь покрупнее перемахнул через шнур с флажками, за ним последовал и тот, что помоложе. В первом Мадина узнала похожую на бабушкину кубури волчицу, которую видела при перегоне колхозного стада во второй летний лагерь, когда остановилась у ручья, чтобы напоить коня. Тогда у волчицы было 5 волчат, а сейчас, выходит, остался один подросший волчонок. Преодолев препятствие, звери помчались в сторону Гнилого озера. Вслед им успели выстрелить несколько раз, но кто-то крикнул: «Ребята, не стрелять, тут человек!» К Мадине подъехал на лыжах усатый мужчина. «Ай, Карындаш, как ты попала сюда? Могла ведь погибнуть!» А волки убежали. Черт с ними, махнул рукой мужчина. «А вот если бы угодили в тебя. Погоди-ка, ты не Соловушка ли Тереклинская? Меня Мадиной зовут». К ним уже подоспели и другие охотники. «Ба!» — Мадина воскликнул один из них. «Она, братца, человек бывалый. Это ведь ее мы нашли в соломе под волчьим трупом. Выходит, волки — давние ее знакомцы». «Давние. Это могила моей матери», — сказала Мадина, кивнув на пирамидку. Мужчины сняли шапки, понурились. В глазах Мадины блеснули слезы. Она почувствовала себя среди своих, понимающих ее людей. Глава 3. Весна в Теряклы пришла внезапно. Резко потеплело, и за короткое время снег сошел, превратившись в говорливые ручейки. Вздулась окелуга. Скворцы, трепыхая крыльями, помогали весне окончательно прогнать зиму. По оголившимся пашням деловито расхаживали грачи. Настроение у Мадины в эти дни было приподнятое. Дела у нее шли неплохо. Еще до распутицы приехали из Уфы экспедиторы, купили у нее весь мед. В Таулах, когда поехала хлопотать насчет приобретения машины, встретился на улице заведующий РАНО, давно знавший Мадину, и сделал неожиданное предложение. «Мы собираемся открыть в Теряклах детский сад. Не пошли бы вы туда музыкальным работником?» — спросил он. «Музыкальным работником?» Мадина посмотрела на него недоверчиво. Не шутит ли? Она, конечно, в течение всей жизни интересовалась культурой и искусством, но посвятила ведь себя животноводству. «Я понимаю. А вы, зоотехник с высшим образованием», — продолжал заведующий. «Но для приобщения детей к музыке, песни в Теряклах более подходящей кандидатуры нет. Кроме того, и вам будет так удобнее, больше будет оставаться времени для других дел, для своего хозяйства. Вы будете заняты в детсаде не весь день, летом, 2 месяца отпуска. У нас в отделе был уже разговор о вас, мы решили, что такие условия вас устроят. Лично я был бы рад видеть вас заведующей детсадом. Но в этой должности надо ладить с председателем колхоза, а ваши отношения с ним, насколько я знаю». «Понятно. Значит, я согласна». С таким вот решением вернулась Мадина в аул. В сравнении с прежней работой, державшей в напряжении с раннего утра до позднего вечера, это покажется чересчур легкой. Зато в самом деле у нее будет время для того, чтобы почитать, и для приведения в порядок своего хозяйства. Если бы она уцепилась за свою должность на ферме, потратила силы в борьбе за нее, не открылись бы новые возможности. Не откладывая дело в долгий ящик, Мадина сложила в отдельную папку материалы, которые использовала при обучении музыке дочек, перебрала музыкальную литературу, купленную в Ленинграде. Хашим не мог нарадоваться новому повороту в судьбе дочери. Как хорошо получилось. Я хоть и молчал, сильно переживал из-за подлости Саяфа. Вышло по русской пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Мадина, положив перед собой стопку книг, села за стол напротив отца. «Да, папа, если бы не возникали в жизни проблемы, я бы ничему не научилась, ничего не достигла. Они заставляли искать новые возможности.
Будет у меня машина. Летом постараюсь удвоить число наших ульев. Дай то Аллах. Глядя на тебя, Мадина, мне хочется прожить еще лет 50. И проживешь. Тебе предстоит увидеть, как, закончив учебу, Абу-Бакр с Даутом приступит к работе, женится, обзаведутся детьми, как твои внучки станут знаменитыми, одна певицей, другая – балериной. Меда масла тебе уста, дочка. Хашим, прослезившись, отвернул лицо в сторону. Обидно только, что поздновато я постиг радости жизни. Нельзя же все время жить прошлым, отец. Кстати, забыл сказать. В голосе Хашима послышалась тревога. Сайф присылал посыльного, велел, чтобы ты, как только вернешься из райцентра, зашла к нему. Ладно. Мадина, встав, поставила книги на полку. Если нужна ему, еще пришлет. Сайф, долгое время предававшийся пьянству, женившись на молодой доярке, вроде бы отрезвил, попытался вновь взять все под свой контроль, побывал на молочной ферме, съездил на дальние кошары, проверил запасы сена и пришел к выводу, что их до перевода скота на пастбище хватит. А вот фуража. Из-за того, что осенью почти все зерно он сдал государству, в амбарах гулял ветер. Государство тоже хитрит, закупает зерно у колхозов по низкой цене и, превратив его в комбикорма, продает с большой наценкой. Получается, что хозяйство содержит скот, покупает то, что сами же вырастили, втридорога. Высокая по этой причине себестоимость мяса повисает на шее колхоза вкупе с ярлыком убыточный. Не знает теперь Саев, как выкрутиться. Коров, хоть и упадут надои, можно еще продержать на сене соломе, а со свиньями – беда. На русском хуторе, где восстановили свиноводческую ферму, начался падеж. Как когда-то во время войны, стали там с отчаяния кормить голодных животных варевом из мяса сдохших свиней и соломы. Не видя выхода из этого положения, Сайф решил сходить к Мирхайдарову, бывалый ведь старик, может, даст дельный совет. Мирхайдаров сидел с книгой в руке в избенке деда, чуть не на треть ушедшей в землю. «Ассалим алейкум, Азатагай. Можно к тебе войти?» «Вагалейкум ассалям. Раз пришел, почему бы не войти?» «Какими, как говорится, ветрами, председатель Кустым?» Мирхайдаров снял очки, положил на подоконник, просевший как раз до уровня нар. «Да вот и решил навестить, и посоветоваться надо». Сайф повесил шапку на ленирок, прибитый рядом со входом, расстегнул застежки полушубка. Пойти к своему старику, так он, не успев выслушать, начинает браниться, как будто только в его время люди правильно жили. Когда состаришься, наверное, и ты будешь повторять его слова, усмехнулся Мирхайдаров, подтирая затекшие ноги. Кто знает. Но это я просто так сказал, к слову пришлось. Дело, Азатагай, в другом. Положение на свиноферме, хуже некуда. Фуража нет, колхоз по горло в долгах. И надои упали, коров на одном сене соломе держим. А как овцы? Ничего, упитанные, им ведь и одного сена достаточно. Это так. К удивлению Саяфа, бывший председатель взял четки, начал перебирать. Овец в колхозе излишне много, продать бы часть, деньги бы появились, да ведь не разрешать продать. Начальству для отчетности поголовья нужно. Да уж, сдохнут, так сдохнут, а сбыть без указания не смей. Сайф присел перед печкой, постукал кочергой по поленьям, чтобы разгорелись сильней. Не знаю, как вам работалось, а я устал. Иногда хочется хлопнуть дверью и податься в кошару, в чибаны. Легкий путь. А как жить? Горбач еще все перебутырил. Саев запнулся под предостерегающим взглядом Мирхайдарова и, как бы оправдывая себя, добавил. И ты, Агай, был ярым коммунистом, а сейчас, гляжу, читаешь Коран и перебираешь четки. Не спеши с приговором, Кустым. Неизвестно, каким станешь ты, когда доживешь до моих лет. Ладно, извини. Саев понизил голос. Вдобавок ко всему колхозники воруют. Кабы не воровали, комбикормов, может, и хватило бы. Зло берет, если бы только для своего скота крали, а то ведь на пропой.
на водку меняют. Ты допустил ошибку, убрав с фермы Мадину. Характер у нее поперечная же она. Такой порядок на ферме, какой она навела, вряд ли еще кто наведет. Голова у нее работает. Из самых сложных ситуаций находила выход. Да уж, упоминание Мадины вконец испортило настроение Саяфа. В райсельхозуправлении утверждают то же самое, будто сговорились. Ну ладно, Агай, извини, побеспокоил. Растерянная утка, говорят, хвостом вниз ныряет. Так и я. До свидания. Уже взявшись за ручку у двери, Саев приостановился. Если бы Мадина согласилась, я бы вернул ее. Заведующей на свиноферму. Пока, Кустым. Словно отвыкнув, разъезжая на машине, ходить пешком, Саев засеменил вдоль по улице. Когда поравнялся с домом Мадины, к лицу прилила кровь. Не в силах он забыть, как был с позором выставлен из этого дома. Вдобавок напротив, как будто угрожающе нацелив на него головешки, лежат останки дома, в котором проводил опыты Абдиляхат. Саев ускорил шаги, чтобы быстрее отойти от этого места, навевающего неприятные мысли. Мирхайдаров, отложив книгу, вышел во двор, походил туда-сюда, думая о Мадине, и решил сходить к ней. Согласиться принять свиноферму, нет ли? Скорее всего, нет, но ведь не безразлична Мадина к судьбе колхоза, которому много сил отдали ее приемная бабушка и мать, кстати, когда-то поработавшая на русском хуторе, и сама она. И у нее, как у него, Мирхайдарова, болит душа из-за сложившегося в хозяйстве положения. Конечно, сильно обидел ее Саев, но Саев – не весь колхоз. Если попросить Мадину от имени всех колхозников, можно будет ее вернуть. Калитку, когда он подошел к дому Мадины, открыл Хашим. «Айда, Агай, проходи». Широко улыбнувшись и сунув воришки под мышку, Хашим протянул по-стариковски обе руки, чтобы поздороваться. «Давно не виделись, я сам подумывал навестить тебя. Хорошо бы сделал, если бы навестил. Общение приносит большую пользу. Ну, как поживаете, как Мадина?» «Слава Аллаху, причин жаловаться нет. Машину, я слышал, вы купили». «Да. Прошлым летом меда прилично накачали». Хашим, подойдя к сараю, приспособленному под гараж, распахнул ворота. Вот она. Пришлось еще 2 коров потратить и картошку продали. Мадине ведь трудно одной, по любой нужде надо в район ездить, начальству кланяться, теперь станет легче. Мирхайдаров зашел в сарай, погладил машину. «Поздравляю. Пусть наши удачи передастся и тебе. Мне уж». Реденькая борода Мирхайдарова затряслась в смешке. «Мне уж, Кустым, как говорится, приготовлена одежка без ворота и рукавов. Прошли мои годы». Выйдя из сарая, Мирхайдаров бросил взгляд под навес. «И телега у тебя, и Саня, гляжу, есть. Косилка тоже своя?» Списанную колхозом отладил. «Лучше своей косить, чем у кого-то просить. Это так». Мирхайдарову пришелся по душе порядок во дворе, все ухожено, все на своем месте. Если бы, Хашим, я, когда председательствовал, знал твои деловые качества, выдвинул бы тебя в бригадиры. Ладно, еще не знал, усмехнулся Хашим. А то бы я сейчас сидел, как ты, на голых досках. Ты уж говори, да не заговаривайся. Так ли, сяк ли, а все же не зря жизнь прожита. Вошли в дом. Пока Мирхайдаров в прихожей снимал полушубок, из кухни выглянула хлопотавшая у очага Мадина, поздоровалась приветливо. «Вкусно пахнет», — сказал Хашим. «Никак, дочка, ты заранее догадалась, что я приведу гостя. Проходите. Ополосните руки и садитесь за стол. Как ты вовремя, а за тагой, приходишь». Мирхайдаров не стал отнекиваться. Приветливость Мадины повысила его настроение. Значит, найдут общий язык. Когда поели и выпили чаю, он приступил к деловому разговору. «Я, Мадина, пришел сватать тебя на работу». «Какую работу?» «В колхозе, слава Аллаху, работы по горло. Я уже в колхозе поработала, Агай. Стаж у меня достаточный, 26 лет. Нас всех в люди колхоз вывел.
Надо помочь ему в трудный момент. Я уже стар. А ты еще молодая. Вывел, говорите? Это, по-моему, скорее от самого человека зависит. Вот вы машину купили. Плохо ли? Если бы не держали пчел, не старались, не смогли бы купить. Есть, ага, люди, которые сами для себя картошку не могут вырастить. Взять Галиудина с Валиудином, они тоже ходят в членах колхоза. Не найдя, как опровергнуть довод Мадины, Мирхайдаров решил выложить причину своего визита. «Ко мне, Мадина», — заглянул Саев. «Кажется, сожалеет о том, что ты ушла с фермы. Если позовет обратно». Он не договорил, посмотрел на Хашима в надежде на поддержку. «Каждый из нас может ошибиться. Давай не будем уподобляться тому, кто, рассердившись на блоху, сжег шубу». Мадина встала, подошла к подоконнику, на котором ярко зацвела герань. Сказала, не оборачиваясь: «Не печалься, Агай, из-за меня, я уже нашла себе место, устроилась музыкальным работником в детсаде». В душе Мирхайдарова будто что-то оборвалось. Эта женщина не то что колхозом, районом могла бы руководить, работа в детсаде — не ее уровень. «Знай, что услышу это, не пришел бы я к тебе». Мадина вернулась к столу, села напротив бывшего председателя колхоза, потускневшего от того, что не оправдала она его надежду. «Нет, Агай, ты хорошо сделал, что пришел. Спасибо за доверие. Послушай, расскажу тебе притчу. В некой стране жил царь, обладавший несметным богатством. Однажды он велел сделать золотую кровать и укладывал в нее каждого своего гостя. Однако ни один из гостей не соответствовал размеру кровати, то оказывался слишком длинным, то чересчур коротким. Чтобы подогнать к размеру кровати, гостей либо укорачивали, либо растягивали. Одним словом, никто из них живым вырваться из этого царства не мог. Вот так же из-за подгонки людей под заданные стандарты я потеряла мужа. Не знаю, где сейчас моя престарелая бабушка. Моего Даута едва не превратили в живой труп. Мне, Агай, пока будет лучше в маленькой должности идти своей дорогой. Как знаешь, Карындаш. Не обижайся на меня, старого. И ты на меня не обижайся». Мадина положила горячую ладонь на холодные пальцы старика. «Ты хороший человек, Азат Агай». Женитьба Саяфа крайне возмутила Галиму. Кто-кто, а он должен был сделать предложение ей. Сколько пользовался ею, имя ее ославил, не узаконил отношения, ссылаясь на то, что женат, а вдовев, выбрал другую. Рябой бес. Прохиндий. Когда выпала дорога в Терекло, Галима решила заглянуть к нему, отвести душу. Загордился человек, женившись на молодой, бросила она с порога. Увидев Галиму, сидевший в кабинете с Аяфом мужчина и секретарша тут же улетучились. «Набрасываешься, даже и не поздоровавшись». Саев протянул руку. «При людях. Ничего, позументы с тебя не осыплются. Я вот не боялась, что с меня осыплются. То ведь ты. Ну, садись, рассказывай, какими ветрами занесло». Сказать, что ветрами любви, язык не поворачивается. Предал ты меня, надежд не оправдал. Достав платочек, Галима коснулась ему уголков глаз. «Зачем столько лет голову мне морочил, раз не любил?» Саев, выйдя из-за стола, встал возле бесплодного лимонного деревца напротив Галимы. «Ты слышала поговорку, мужчины одних любят, на других женятся?» «Не слышала и слышать не хочу». Галима, стараясь держать сильно огрузневшее за последние годы тело прямо и выглядеть женщиной, не поддающейся времени, поднялась со стула. «Ладно, Галима еще будет нужна. Ты и сейчас нужна». Саев неожиданно обнял ее, подтянулся к губам. «Разве когда-нибудь была не нужна? Подлиза?» Галима хотела было изо всех сил оттолкнуть его, но взяла верх давно томившая ее тоска по мужчине, сама приникла к нему. «Сегодня, буду ждать тебя. Жди, только сначала». Саев также неожиданно, как обнял, отстранился от нее и сел за свой стол. «Надо, Галима Мухарямовна, разрешить небольшую проблему». «Проблему? Она тебе под силу. У меня кончился фураж. Фонда все выбрал, скормил.
и в долг больше не дают. А у тебя есть связи на комбикормовом заводе? Лиса. Галима опять достала платочек, осушила повлажневший в тепле лоб. Слышала я, что у тебя дохнут свиньи. Добрая весть, говорят, на месте лежит, туда и быстро бежит. Правду сказать, развал у меня на фермах. Пьют, на работу не выходят, воруют. По Мадине, скучаешь? Да. Сайф поскреб затылок. Надо было просто держать ее под колпаком, чтобы совсем не упустить. Машину, я слышала, она купила. Купила. Уж и водить учится. Думаю, не дашь ей долго радоваться. Сайф, подняв голову, наткнулся на злой взгляд Галимы. Ты что? Я серьезно. Баш на баш. Тебе ведь комбикорма нужны. Только сказка скоро сказывается. Это зависит от тебя, мой Наполеон. Мхыло все более свыкалась с жизнью в Ленинграде. В раскинувшемся на островах городе было много такого, что отвечало устремленности ее души к чему-то новому, непознанному и доставляло истинное удовольствие. Девочка старалась не терять зря время, свободное от занятий в школе, и выходные дни. Она всегда носит в ранце карту-схему Ленинграда и красным карандашом берет в кружочке место, где уже побывала. Но как много еще мест, которые ей надо увидеть. Иногда она подолгу простаивает возле какого-нибудь дома, разглядывая лепные украшения на стенах, фигуры на фронтоне, башенки на крыше. Эх, нет рядом Купфхылу. Недавно пришло письмо от нее. «Я уже привыкла жить здесь», — пишет сестра. «Очень нравятся уроки музыки. Меня сводили к одной тетеньке-профессору, и я спела ей, кажется, приму участие в каком-то большом концерте. Да, Купфхылу споет, так уж споет. Сама Купфхылу таких успехов пока не достигла, но занятия даются ей легко, довольна и этим. А ее частые отлучки из дома объясняются еще и одним секретом: она ищет ту девушку-художницу. Не искала бы, брата жалко. Абубакир сильно изменился, вздыхает Лидия Николаевна. Был парень огонь, а теперь что? Это Кюнхылу и сама чувствует. Переживает из-за того, что не может помочь брату. Ей и самой, когда вспомнит Саяра, Сайфова сына, становится как-то не по себе. Сожалеет, что подралась с ним. Сегодня выходной. Брат еще спит. И в комнате Лидии Николаевны, обычно встающей рано, света не было. Кюнхылу тихонечко оделась, сунула в ранец матрешку и быстренько ушла из квартиры. Даже собака не учуяла, что она уходит, а то бы запросилась с ней на прогулку. Дорогу к общежитию Института искусств Кюнхылу знает теперь, что называется, наизусть. На выходе из метро она остановилась возле старушек, выставлявших свои нехитрые товары: цветы, зеленый лук, укроп. В ауле укроп выдергивали и выбрасывали вместе с сорной травой, а тут растят его на балконах для продажи, превращают в деньги. Кюнхылу тоже расставила на подоконниках с полсотни пластмассовых стаканчиков с землей, решила выращивать фиалки. И еще расширить свой цветник. Когда фиалки расцветут, будет продавать их в выходные дни. Видела, такие цветы покупают даже чаще, чем пышные букеты. Наладив торговлю, она перестанет брать деньги на карманные расходы у Лидии Николаевны. Неудобно же все время пользоваться ее добротой. Дойдя до студенческого общежития, Кюнхылу достала матрешку из ранца, поставила на большую бетонную вазу, предназначенную для выращивания цветов, сама села рядом на скамейку, раскрыла учебник. Как всегда, стали раздаваться восклицания. «Ой, матрешка! Сколько стоит?» «Не продается», — отвечала Кюнхылу. «Сушу». Услышав ее ответ, прохожие разочарованно отходили. А Кюнхылу, зная себе, сидит. Весеннее солнышко приятно пригревает ей спину, на карнизе здания воркуют голуби, иногда садятся на асфальт любопытные воробьи, интересуются, что тут девочка делает. Как глянет Кюнхылу на них, вспоминается аул. Ее теряклы. Там, конечно, уже прилетели скворцы, обжили поднятые дедом на шестах скворечники. Когда по улицам текли веселые весенние ручьи, мальчишки, наверное, пускали бумажные кораблики.
Сайр однажды дал своему кораблику название ИКА. Тхилу сначала не понимала, что означают эти буквы, а когда догадалась, что это первые буквы ее фамилии, имени и отчества, ей стало стыдно, она догнала кораблик и порвала его в клочья. «Ой, моя матрешка! Надо же!» Тхилу подняла голову и увидела темноволосую девушку с большими синими глазами, удивленно переводившую взгляд то на матрешку, то на нее. «Матрешка ваша!» У Тхилу от радости перехватило дыхание. «Нашла! Нашла! О, чем ты, девочка?» Девушка взяла матрешку в руки. «Голубоглазая? Она у меня была в единственном экземпляре». «Пошли», — решительно сказала Тхилу, притронувшись к локтю девушки. «Вас ждут». «Кто?» «Там увидите». «Хорошо. Но давай сначала зайдем ко мне, чай попьем». Тхилу перечить не стала. Она ушла из дому не позавтракав и проголодалась. Девушка, оказалось, живет на 9-м этаже общежития. Из окна ее комнаты открылся такой вид на город, что Тхилу о голоде забыла. За чаем в комнате, пахнущей красками, уставленной рамами с натянутым на них холстом, пучками высушенных трав и цветов и какими-то еще незнакомыми Тхилу предметами, они познакомились поближе. Тхилу удивилась, заметив в глазах девушки маленькие крапинки, как будто какой-то волшебник рассылал по синему полю черные жемчужинки. Девушка спросила у нее, кто она, откуда. Тхилу рассказала о себе и о том, что ее старший брат, познакомившись с ней, то есть художницей, а затем потеряв ее, прямо-таки заболел с расстройства. Девушка порозовела от смущения. «Я тоже часто думала о нем», — призналась она. «А я уже зимой сюда ходила», — сказала Тхилу. «Брат об этом не знает. Пришлось обманывать, будто бы я задерживаюсь в школе». «Бедняжка». Девушка погладила Тхилу по кудряшкам. «А я была на каникулах. И вдобавок еще работаю. Вы уж проводите меня, пожалуйста, домой», — попросила Тхилу. «А то я не смогу объяснить, где пропадала». «Хорошо». И вот они у двери квартиры Башкирцевой. Тхилу нажала кнопку звонка. В прихожей раздалась мелодия и гавкнула собака. Дверь открыла Лидия Николаевна. «Флорида». «Господи, Флорида». Подбежавший сзади Абубакир подхватил оседавшую в обморок Лидию Николаевну. Тхилу и Флорида застыли в растерянности. Бурсенбика в последнее время стала ощущать себя живым трупом. Появляется около нее кто-то, спит она или не спит, сыта или голодна, ей все равно. Время течет, день сменяется ночью независимо от воли человека, он к этому не причастен, точно так же, казалось, Бурсенбика не причастна к тому, что происходит с ней и вокруг нее. В младенчестве человек сует незнакомый ему предмет себе в рот, таким образом познает, что это за вещь, повзрослев, берет предмет в руки, осматривает и откладывает в сторону, а в возрасте Бурсенбики, оказывается, даже и посмотреть не хочется. Беды, уготованные судьбой для Бурсенбики, вроде бы уже полностью исчерпаны. Не осталось ничего, что могло бы ее удивить, взволновать. Поэтому она спокойно принимает жизнь такой, какая она есть, пришла в согласие с прошлым и настоящим. Однако это не рабское согласие, ни перед кем и ни перед чем Бурсенбика не преклоняет колени. Ее дух не пасует даже перед смертью, ибо дух бессмертен, смертно лишь тело. А оно у нее пока не спешит уйти в небытие. Когда-то в нем бушевало пламя желаний, постепенно пламя угасало, осталась теперь лишь зола. Но в золе еще тлеет искорка. Искорка — это желание напоследок побывать в Теряклах. Увидеть места, где потеряла и вновь нашла рожденную в муках дочку, прижать к страдавшемуся сердцу и благословить оставленное ею потомство. Предчувствует Бурсенбика, Роберт Эдуардович снова придет к ней. Вот тогда она выскажет свое последнее желание. Слово «последнее» чуточку смущает Бурсенбику. Может быть, это желание окажется не последним в ее земном существовании. Но желание обретает особую силу, если рассматривается как последнее.
Предчувствие оправдалось, скрежетнул ключ в замке, пришел главврач. Один. Как ваши дела? Жива еще? Борсенбика на сей раз осталась лежать в постели, не поднялась. Роберт Эдуардович присел рядом на стул, сказал, вздохнув. И я пока жив. Но, кажется, времени у меня осталось мало. Хотя все, что можно сделать с помощью лекарств, сделал. Я могу тебе помочь, только придется тебе уйти с этой работы. Совсем. Почему? Твоя болезнь вызвана несогласием со своей работой и образом жизни. Не будет пользы, если, выздоровев, вернешься опять в этот омут. Но мне, в общем-то, нравится моя работа. Нравится держать взаперти ни в чем не повинных людей. Это делается ради благополучия нашего общества. Общество, которое живет по несправедливым законам, не может быть благополучным. В жизни человека и общества, к сожалению, случаются ошибки. Но я верю, что Октябрьскую революцию совершили во имя справедливости в подлинном смысле этого слова. Она стала началом великого времени, вознесшего человечество из пропасти в космос. Сколько это время, названное тобой великим, дало миру великих людей. Сколько великих людей. Главврач растерялся. Ну, не знаю. Это покажет опять же время. Но вот очевидный результат: революция. В нашей стране нет теперь бедняков. Может, лучше сказать так, все одинаково бедны. Мы отклонились от главного в нашем разговоре. Нет, приблизились к главному. И стремление подогнать всех под одну мерку здесь держит людей, которые думают не так, как все, может быть, стали бы великими. Вы превращаете их или в обыкновенных людей, или в сумасшедших. Ты понимаешь это, иначе не сидел бы сейчас здесь. Но я не могу считать свою работу ненужной, не приносящей пользу государству. Кто твои родители? Я думаю, они были совестливыми людьми. Отец был сельским врачом, мать – учительницей. Они оставили тебе в наследство совесть. Ты старался примирить ее с тем, чем занимаешься, и в конце концов это обернулось болезнью. Что же мне делать? Жена. Я ее очень люблю, и 2 девочки у нас. Роберт Эдуардович закрыл лицо ладонями. Извини. Я согласен бросить эту работу, если найду возможность уйти отсюда. Не хочется умирать, апай. Нужные тебе травы не растут здесь. А где растут? На сколько дней можешь отпустить меня? Дней на 10. В глазах главврача засветилась надежда. Есть еще у тебя просьбы? Когда соберешься уйти, не оставишь меня здесь. Отсюда живыми не выпускают. Значит, вывезешь под видом мертвой. Как же ты будешь жить, без документов, без права на жизнь? Это мое дело. Неприятностей тебе не доставлю, но, может быть, понадоблюсь еще. Лучше будет оставить дверь ко мне приоткрытой. В моем положении выбора нет. Завтра мой шофер отвезет тебя, куда скажешь, а через 10 дней привезет обратно. Договорились. До свидания. Счастливого пути. Дай Аллах встретиться нам живыми-здоровыми. Сайф вышел из школы в расстройстве. У него на работе проблем по горло, приближается СИАФ, семян нет, пассивная техника не выставлена на линию готовности. А тут еще САЭР. Твердый ударник превратился в двоечника. Какую страницу классного журнала не открой, против его фамилии, одни двойки. Что будем делать? Директор школы глянул на Саяфа поверх очков. Останется ведь парнишка на 2-й год. Не знаю. Саиф паник. На Саяра он возлагал большие надежды. И мать его очень любила. Может быть, сильней, чем остальных детей. Перемену в сыне не объяснишь тем, что в дом пришла мачеха, его учеба ухудшилась раньше. Пойти из школы сразу домой Саиф побоялся, может сгоряча покалечить мальчишку. Побывал в поле, развеялся, немного успокоился, лишь после этого пришел домой. Похлебал поставленный перед ним женой суп, не чувствуя вкуса. Зашел в комнату сыновей, достал из портфеля Саяра школьный дневник, оказалось, тот не заполнялся с середины января. Полистал тетради, в них были только записи,
Сделанные на уроках, домашние задания не выполнялись. В середине тетради по русскому языку обнаружил нечто совсем уж неожиданное. На листке красиво, завитушками было выведено «Письмо любимой». На обороте листка – само письмо. «Дорогая Кюнхылу, я очень по тебе скучаю. Выхожу ночью во двор, из горящих в небе звезд составляю твое имя, а днем сплетаю его из лучей солнца. В шуме весеннего пола, воду мне слышался твой голос, в проклюнувшихся из земли цветах мне чудился твой взгляд. Когда текли ручьи, я пускал кораблики, написав на них Кюнхылу. Может быть, они доплывут до тебя? Должно быть, за то, что я обижал, дразнил тебя, Бог лишил меня возможности видеться с тобой. В книгах пишут, любовь – это радость, любовь – это счастье. А мне все время хочется плакать. Я тебе написал уже много писем, Кунакис. Напишу и рву. Если письмо угодит в чужие руки, начну дразнить, насмехаться. А я не хочу, чтобы твое имя произносили дурные люди. Ты, Кюнхылу, по-русски это значит солнечная красавица. Только солнечные дни немного утешают меня, они похожи на тебя. С приветом, любящий тебя больше жизни, Сайр. Сайф вышел из комнаты, понурив голову. Рука, в которой держал тетрадь, дрожала. Вот оно, возмездие. Сколько он, измученный страстью к Мадине подстрекаемой Галимой, натворил идиотских дел. Это письмо Саяра, приговор, вынесенный Саяфу судьбой. За свои преступления он заплатит несчастной любовью, крушением надежд сына. Лидия Николаевна услышала жалобное поскуливание собаки. Почему-то ее Рекс скулил, как щенок. Он умолк, и Лидия Николаевна вновь устремилась за леса и горы, в безвестную даль. Неожиданно перед ней возникли молодая женщина в накинутой на плечи шали и мужчина в гимнастерке. Рядом с ними – Айб, ее брат. Он еще совсем маленький, в рубашонке и коротких штанишках. Бэй, это же ее отец с матерью. Мать протянула руки, Хатира, доченька. Лидии Николаевне стало легко-легко. Она сделает еще пару шагов и окажется в объятия мамы. Но собака, она опять скулит, не дает покоя. Надо, наверное, вывести ее на прогулку. Сейчас, Рекс. Лидия Николаевна открыла глаза. Возле нее стояла синеглазая девушка, по лицу которой стекали капельки пота. «Ты кто?» «Флорида». «Флорида. А где Рекс?» «В прихожей». «Почему он скулил?» «Звал вас. Вы потеряли сознание». Лидия Иной. Увидев знакомое лицо, Лидия Николаевна окончательно очнулась. «Абубакир, ты почему, сынок, такой расстроенный?» «Все хорошо. А где Кюнхылу?» «Здесь». Девочка прикоснулась горячей ладошкой к ее лбу. «Я все время стояла здесь, никуда не уходила. А щенок? Мне показалось, у нас скулил щенок. Это Флорида. Она скулила, как щенок, долго-долго. Звала вас. Вот бы мне научиться так лечить, когда теряют сознание». «Вы полежите спокойно», — сказала девушка. «Абубакир, принеси, пожалуйста, горячего чая. Сейчас все пройдет. Я тебя, Флорида, узнала сразу, как только увидела. А я вас, не знаю. Очень удивилась, когда увидела на стене фотокарточку, подумала, что это я. Но девушка на карточке, в военной форме». Флорида приняла принесенный Абубакиром стакан с чаем, подержала, грея пальцы. «Вы были на войне?» «Да, в твоем возрасте была на фронте». По щекам башкирцевой на подушку покатились слезы. «А тебя я видела малышкой. Вы жили в Таулах. Я знала твою маму. Твой папа, он мой брат. Аюб Газизович Камалединов». «Камалединов, отец Флориды». Абубакир в изумлении посмотрел на девушку. «Выходит, ты башкирка, Флорида?» Флорида улыбнулась, отрицательно мотнула головой. «Нет, я русская. Папа русский, а мама. Мы никогда не говорили о ее национальности. Возможно, она татарка. Родилась и выросла в Сибири. И сейчас там живет. Папа умер. Нас, детей, трое. Я не могла ошибиться.
Мы же с тобой, Флорида, похожи, как две капли воды. Мама разве не рассказывала вам о своей жизни в Таулах, в Башкирии? Да, некоторое время мы там жили. Но мой папа был русский. Павел Игнатьев. Окончательно пришедшая в себя Лидия Николаевна приподняла голову с подушки, взяла руку у Флориды в свою ладонь. «Спасибо, милая. Ты вернула меня с того света. Где ты этому научилась?» «У себя, в Сибири. Там до сих пор есть шаманы. Мы жили в лесу, я выросла среди них. Маму твою зовут Маликой, верно?» «Машей. Но в деревне ее и вправду называли Маликой. Вот так, дети. Мир тесен», — сказала Лидия Николаевна, обращаясь к Абубакиру Скинфхилу. «Сегодня нашлась моя родная племянница, и я родилась второй раз. Абубакир, сходи за шампанским. За столом разберемся, что к чему. Вам пока нельзя вставать», — предупредила Флорида. «Будет и стол, и шампанское, но давайте немного потерпим». Мадина в последнее время основательно изучала литературу о пчелах. И чем больше читала, тем яснее становилось, что очень мало знала она об этих насекомых. «Неутомимость пчел, их самоорганизованность восхищает ученых», — читала Мадина. «У пчел нет выходных. За 1 минуту пчела успевает побывать на 10 цветках и с восхода до захода солнца высасывает нектар из 4000 цветков. О полезных свойствах меда пишут часто. А вот о том, что в египетских пирамидах был найден мед, и за 3000 лет он не испортился, не утратил ни вкуса, ни цвета». Хлопнула калитка. Мадина глянула в окно. Оказалось, почтальонша. Потому, что она идет с улыбкой на лице, поняла, принесла письма от кого-то из детей. Встретила ее у порога. «Хаенься, Мадина опай. Захаенься, самовар чая. Чай подождет, мне еще целую сумку почты надо разнести». Почтальонша протянула 2 письма. «Часто вам пишут, апай?» «Так ведь от 4 детей письма получаю. Если по письму в неделю напишут, уже 4 письма. Спасибо, сестренка». Сначала Мадина прочитала письмо издалека, из Ленинграда. «Любимая моя мама. Я живу хорошо. Учусь успешно. Правда, некоторые уроки даются трудновато, но учительницы советуют мне не унывать. Ой, сколько событий произошло здесь, мамочка. Абубакир, наверное, женится. Они с Флоридой готовятся к экзаменам вместе. Закрываются в комнате брата и зубрят. Ай, надо же было сначала написать, кто такая Флорида. Это та художница, студентка, которую брат потерял и чуть не сошел из этого с ума. А я ее нашла. Долго, конечно, пришлось искать. Лидия Ирина, увидев Флориду, потеряла сознание. Сама Флорида ее и вылечила. Мама, эта девушка оказалась дочкой того человека, который работал в Таулах секретарем райкома и нарисовал твой портрет. Ее маму зовут Маликой. Флорида очень похожа на Лидию Ирину. Поэтому Лидия Ирина, как только ее увидела, сразу потеряла сознание. «Мама, не присылай мне деньги. Я начала в выходные дни продавать цветы. И еще я выполняю поручение одной бабушки, прикованной к коляске, делаю уборку в ее квартире, и она каждый день платит мне деньги. Мне не хочется создавать тебе трудности. Я поняла, могу хорошо учиться только при условии, если у меня много работы и нет времени на разные пустяки. Я очень соскучилась по тебе, по дедушке Савраске. Приехала бы на каникулы, но кто тогда будет заботиться о бабушке Марии? И Рекса надо каждый день выводить на прогулку. Лидия Ирина не успевает, она ведь профессор. Брат тоже все время занят. А я еще и много цветов посади, цикламены, азалия, розы. Я, мамочка, очень счастлива от того, что учусь здесь. Мама, если увидишь Саяра, с которым мы подрались, передай ему привет, я нисколько на него не сержусь. С приветом, твоя дочь Кинфхилу». На глаза Мадины навернулись слезы. Флорида, дочь Ауипа Газизовича и Малики. Какие неожиданности преподносит жизнь. Вот и попробуй после этого сказать, что судьбы нет. Все-таки верно говорят, что судьба человека рождается прежде, чем он сам,
подумала Мадина. Затем перед ее мысленным взором предстала продающая цветы Кюнхылу. Изящная девочка с чуточку раскосыми черными глазами, губами, напоминающими спелая вишня, гибкими, как молодой тальник, руками. Из таких рук не то что цветы, крапиву купишь. Не хочет доставлять ей, Мадине, трудности. Не понимаете еще, родненькие, что само ваше существование наделяет маму силой и энергией, придает смысл ее жизни. Улыбнувшись сквозь слезы, Мадина вскрыла письмо от Купхылу. «Мамочка моя милая, я очень по тебе соскучилась. Если бы не любила музыку, не мечтала стать великой певицей, я бы и на день здесь не осталась, вернулась бы и всегда-всегда жила рядом с тобой. Учительница говорит, твой талант принадлежит не тебе, а народу. Раз так, если я уеду домой, получится, что я его украла. Поэтому приходится учиться». Мы выступили с концертом в зале Института искусств. Я спела Зулхизу. Пела, представляя себя Зулхизой. Я ведь тоже люблю только свои теряклы. В Уфе живу вынуждена. Когда я заканчивала песню, тетеньки, сидевшие в первом ряду, вытирали слезы. Потом, когда ушла со сцены, и я поплакала. Быть талантливой, мамочка, с одной стороны, приятно, с другой, оказывается, очень трудно. На тебя все время смотрит, надо следить за каждым своим шагом, каждым словом. Я еще маленькая, а должна держаться по-взрослому. Я стараюсь походить на тебя. Но ты сама по себе хорошая. А мне надо стараться, чтобы быть хорошей. Иногда я думаю, почему я не такая, как Кюнхылу. Она ведь никогда не теряется, и что бы ни делала, все ей идет. Почему мы родились сразу вдвоем, раз ни характерами, ни внешностью друг на друга не похожи? Для меня многое в жизни еще непонятно, очень много у меня вопросов. Ох уж и наговорюсь с тобой, мамочка, во время каникул. С приветом, твоя дочь Купхылу. Девочка осознала, что обладая талантом, почувствовала свою ответственность за него. Это безмерно обрадовало Мадину. Порадовал и успех дочки на концерте в Институте искусств. Все начинается с маленьких побед. Купхылу пока что подобно певучему ручейку, пробежавшему первые километры на пути к Великому морю. Пусть в предстоящем пути покровительствует тебе, моя маленькая, святой Хызыр Ильяс, пожелала Мадина. Старик Сайфулла садился пить чай, когда пришел к ним Мирхайдаров. Айдук, Кордыш. В самый раз пришел, не хулишь, значит, нас, поприветствовал хозяин гостей, взглядом дал жене знак поставить на скатерти еще одну чашку. Давно не виделись. Как перезимовал. Снегом заносило, но ничего. Азат разразился дробным смешком. Под снегом даже мышь выживает. Это так. Айда, присаживайся. Сайфулла передвинулся на нарах, освободил место гостю. Отведай с нами теплого хлеба и свежего масла. Корова наша, спасибо небесам, благополучно отелилась, свое масло едим. Мирхайдаров присел на край нар, но пить есть не стал. «Вы пейте чай, а у меня пост», — сказал он, поглаживая бородку. «Сейчас ведь по мусульманскому календарю раза. Постишь все?» Сайфулла опустил на место поднятую чашку. «Может, и молишься?» «Молюсь. Готовиться к переселению в другой мир без этого все равно, что надеяться на пенсию, не имея трудовой книжки». «Вот, значит, как?» Установилась тишина. Сайфулла молча прихлебывал чай. Азат предался своим мыслям. Ему, когда хоронили Шангарея, показалось, что красный партизан склонился к благочестию. Теперь засомневался в этом. Не зря ли пришел к нему за советом и помощью? Опрокинув чашку в знак того, что напился чаю, Сайфулла пригласил гостей в горницу. Там по стенам были развешаны застекленные рамки с фотографиями хозяина, снятыми в молодости и полученными им почетными грамотами. На самом видном месте висели портреты Ленина и Сталина. Мирхайдаров помялся, не зная, как начать разговор. «Кордыш», — сказал он, наконец решившись. «Я пришел к тебе за советом и поддержкой. Дело вот в чем, вознамерился я восстановить минарет мечети, который мы разрушили.
Так ведь? В Коране сказано, если человек сотворит благо величиной хотя бы с пылинку, не останется это без вознаграждения, и если человек совершит грех с пылинку же, не уйдет он от наказания. И еще в Коране. В Коране махнул рукой Сайфулла. Думаешь, я без Корана об этом не знал? Ты, товарищ Мирхайдаров, умным человеком был. Неужто не понимаешь, что восстановление минарета в одних теряклах мозги во всей России в другую сторону не повернешь, а? Ведешь себя вроде того чудака, который воевал с ветряными мельницами. Нет, это ты недопонимаешь. Азат, разволновавшись, придвинул свой стул к Сайфулля. Вот послушай, что еще в священной книге сказано. Эй, люди, ежели вы, нагрешив, навредили себе, не теряйте надежду на милосердие Всевышнего. Раскаявшихся он прощает. Положим, я совершил много грехов. Раскулачивал, расстреливал, головы отрубал, а теперь раскаялся. Что же, отрубленные головы теперь к телам прирастут. Я тебе а ты мне п. Я к тому, что восстановление сваленного минарета подобно попытке присоединить отрубленную голову к телу. Или скажем так, изменишь ты вкус воды в море, вылив в нее ложку меда, превратится она из соленой в сладкую. Я, Кордаш, хотел спасти тебя. Ладно, каждый за свои деяния на том свете отвечает сам. Прощай. Не застегнув полушубок, Мирхайдаров с крутого крыльца Сайфуллы шагнул на землю, из которой проклевывалась гусиная травка. Мадина испытывала большое удовольствие от своей новой работы. Родниковой чистоты детские голоса поднимали ее настроение. Алилеогинаем, балилеогинаем. В этой песенке слова не несут смысловую нагрузку, они лишь задают ритм задорной плясовой мелодии, помогают быстро запомнить ее. И дети охотно ходили по кругу, взявшись за руки, протопывая в лад с ритмом песенки. Приобщение малышей к народным песням, начиная с самых незатейливых, даст когда-нибудь свои плоды, думала Мадина, глядя на своих подопечных. Со временем из глубины их сердец будут изливаться и Урал, и Тахтелеу, и Азамат песня, полная любви к родной земле и ненависти к ее врагам, хранящая историческую память народа, отразившая его мировосприятие, обычаи и чаяния. Обвинив приверженности к пережиткам прошлого, Мадину лишили возможности проводить занятия с хором. Но оказалось, что есть у нее и единомышленники. Заведующий Ираной хорошо понимал значение народных традиций воспитания малышей. Вот 4-летний черноглазый мальчик вызвался спеть песню, которую запомнил, слушая радио. Сыновей своих в атаке провожал седой Урал. Впереди на аргамаке. Шимуратов, генерал. Голос мальчика хрустальным звоном взвился через открытое окно высокое весеннее небо. Мадина вспомнила свое детство, когда она, встав на пенек, пела будто со сцены, и ее слушателями были безмолвные деревья. Да, песни сопровождали ее, окрыляли и поддерживали с самого раннего детства. Говорят, певучие дети бывают потом несчастливые, но как без песен пригасешь вспыхнувший в душе огонь, как изольешь печаль. За окном на ветку сирени с готовыми раскрыться почками сел воробей. Глянув на вставших в хоровод детей, тут же и улетел. Мадина, проследив за ним взглядом, заметила поднимающуюся на крышу клуба фигуру. Сказать, что кто-то лезет туда, чтобы водрузить флаг, так до майских праздников еще далековато. Обычно новый флаг там водружают перед большими торжествами. Этот символ крови, пролитой в борьбе за советскую власть, долго потом развивается на ветру, мокнет и выцветает, становится почти белым. Перед годовщиной октября его меняют на красный, но к майским праздникам он вновь теряет цвет. В прежние годы флаг с явным удовольствием менял легкотелый Мирхайдаров. В последнее десятилетие этим занимались другие. Однако сейчас, кажется, на крышу взбирается опять он. Да, он, Мирхайдаров. В его ли возрасте лазать по крышам? Вот он добрался до самого верха, встал, выпрямился. До Мадины донесся его голос. «Ямагат». «Это что еще за явление?» Мадина высунулась в окно. «Ямагат. В свое время я поспособствовал разрушению минарета этой мечети.
то есть помог повернуть народ на дорогу, ведущую к безверию. Я глубоко сожалею об этом. И решил сейчас, в святой месяц Рамазан, искупить свой грех, исправить ошибку. Тут старик покачнулся. Стараясь восстановить равновесие, схватился за древко флага, но сухая, должно быть, подгнившая палка сломалась, и Мир Хайдаров стремительно заскользил вниз по крутому скату у железной крыши. «Ах!» Мир Хайдарова вскрикнула Мадина и, захлопнув створки окна, чтобы не высунулись в него дети, выбежала на улицу. Пока добежала до клуба, там у неподвижного тела старика уже собралась небольшая толпа. Мужчины стояли, сняв головные уборы. Подходя поздним вечером к своему дому, Мадина удивилась, над трубой летней кухни клубился дым. Отец, что ли, затопил печку? Наверно, кипятит воду, чтобы облить кусты черной смородины, уничтожить вредителей. Он в апреле всегда делал это. Но в летней кухне Мадина застала не отца. «Папа?» Начало было она, открыв дверь, и опять ахнула. «Алесы, это ты?» Вернулась. Бурсенбика, засеяв, протянула к ней худые, узловатые руки. «Не возвращаются только мертвые, а я еще жива. В дом бабушка не пошла», — сказала. «Вздремнут тут и чуть свет тронусь в путь». «Куда?» «В сторону Куктау. Я должна найти корни кое-каких трав, надо поспешить, выкопать, пока они спят». Бурсенбика была задумчива, немногословна. За чаем коротко сообщила о своей договоренности с главврачом психбольницы. Узнав, что отпущена она пока ненадолго, Мадина огорчилась. «Ах, Алысы, и наговориться вдоволь не успеем, а у меня столько новостей накопилось, столько вопросов набралось». Человеку не дано выговорить все, что накопилось у него в душе, найти ответы на все свои вопросы, вздохнула Бурсенбика. «Придя в этот мир один раз, 2 жизни прожить мы не можем, а одной на все не хватает». Мадина, выяснив, что отец к ее приходу с работы истопил баню, повела бабушку мыться. В жаркой бане старуха совсем обессилила, и Мадина, несмотря на возражения, принесла ее, легонькую, обратно на руках, как ребенка, уложила на нары. «Ты сильно изменилась, Алысы, и как похудела», вновь огорчилась она. «Не на курорте ведь, детка, я была», усмехнулась Бурсенбика и попросила заварить плоды шиповника. «Давно хотелось мне такого чая, он сил прибавляет. А утром ягодного попью. Не хочешь, Алысы, зайти в дом, посмотреть рисунки вышивки девочек? Детка, разве не видишь, в каком я состоянии? Прости». Мадина, припав к ногам бабушки, заплакала. «Я подумала, что тебе станет легче, если посмотришь. Успокойся. Возьми себя в руки. Не трать силы зря, они тебе еще понадобятся. Должно быть, Алысы, ты отрешилась от мирских мыслей и желаний. А я...» Мадина запнулась. «Может, и я отрешилась бы, но дети...» «Послушай», вспомнилась мне притча. Один человек, которого ночь застала в лесу, забрался со страху на дерево. В это время под тем же деревом остановилась хромая лиса. А следом появился хозяин леса, лев. Он притащил в зубах оленя. Разодрал лев свою жертву, наелся досыта и ушел. Тем, что от оленя осталось, насытилась и лиса. Сидевший на дереве человек подумал: Бог пожалел покалеченного зверя, не оставил его голодным. А почему я должен трудиться денно и ночно, до изнемождения? Дал всемогущий пищу лисе, даст и мне. И вот ждет он пищи от Бога, день ждет, другой, третий. Не дождавшись, ослабел, свалился с дерева и слышит голос: «Эй, глупец, зачем ставишь себя на место больной лисы? Будь как лев, чтобы излишки твоей добычи доставались другим». Смысл притчи Бурсенбика не растолковала, заснула. Видно, сильно утомилась за день. А проснувшись, увидела рядом свою выстиранную и выглаженную одежду. «Не то ж ты и не поспала?» — удивленно спросила она у хлопотавшей у очага Мадины. «Не спалось? Отец пошел помочь в похоронах Мир Хайдарова. Я тебе одежду и еду приготовила. Долго пробудешь в лесу? Там видно будет».
После утреннего чая Мадина посадила бабушку в свою машину, помчала в сторону Куктау. «Останови, я останусь здесь», — сказала Барсынбика четверть часа спустя. «Когда приехать за тобой? Я сама вернусь, когда придет время». Они расстались. Осталась Барсынбика одна. Вокруг в затененных местах еще лежал недотаявший снег. Но уже пахло проклевывающимся из земли растительностью. Над головой бескрайнее небо. В лесу тишина, покой. Ах, как соскучилась Барсынбика по этим деревьям, по этим крутобоким горам со скальными выступами, по ручью, ведущему бесконечный разговор с замшелыми валунами. Если бы не дала обещание Роберту Эдуардовичу, никуда отсюда не ушла бы. Приготовила бы себе, как Муглифа, место упокоения и осталась навсегда. Но нельзя. Нельзя идти против совести, раз дала слово, должна сдержать его. Она поживет в пещере, в которой когда-то жили Ишмамат с Ихсанбаем. Узнав о ней со слов Ихсанбая, давно уж Барсынбика ее обнаружила, когда приходила сюда собирать травы. Вот и воспользуется ею, воспользуется выпавшим под конец жизни счастьем, возможностью не спеша посмаковать свободу, как смакует терпкий кумыс. Пройдя по знакомой поляне, перейдя через ручей, Барсынбика полезла вверх по склону горы. Как хорошо, дожив до такого возраста, она не чувствует тяжести своего тела. Лиственница, прикрывавшая корнями вход в пещеру, оказывается, засохла. Кора с нее рассыпалась, ствол и толстые ветки белели, как кости скелета. Некрасиво это, неспроста человека после смерти предают земле, но у деревьев своей судьбы, ничего с этим не поделаешь. Вернулась Барсынбика в Теряклы на 9-й день, после того, как внучка отвезла ее к Куктау. Мадина опять помыла бабушку в бане, уложила спать, покормив и напоив травяным чаем. Алексей. Да. От Абубакира пришло письмо. Барсынбика приподняла голову. Что пишет? Собрался жениться. Просит благословить. Что ж, знаешь, кто его невеста? Флорида, дочка Малединова. Флорида. Провалившиеся в беззубый рот губы Барсынбики шевельнулись беззвучно. Немного полежав в молчании, она сказала: «Мадина, завтра рано утром за мной приедет машина. А сейчас мне надо подумать. Иди, детка, ложись спать». Когда Мадина ушла, Барсынбика села в своей постели, обратила взгляд через окно летней кухни темневшим вдали горам. Флорида. Сколько переживаний было связано с этим именем. Барсынбика помогла вылечить девочку и сама тогда, как бы уцепившись за нее, всплыла из прошлого, вернула себе свое настоящее имя. Она много думала о прожитых и предстоящих годах, времени у нее для этого там, где находилась после суда, было предостаточно. Но не ожидала, что судьба подкинет ее семье еще одно испытание. Мадина, придя на заре в летнюю кухню с кипящим самоваром, застала бабушку сидящим в постели. Барсынбика этой ночью так и не заснула. «Рано ты поднялась, детка», — заметила она. «Я и бешбармак приготовила твой любимый». «Спасибо». Хотя и сказала Барсынбика спасибо, есть не стала, лишь чаю выпила с парой ложечек меда. «Почему не ешь?» — огорчилась Мадина, старавшаяся угодить бабушке. «Не расстраивайся. Прошло мое время есть бешбармак. Мадина, о том, что я побывала дома, никому не говори. Это только лишние разговоры вызовет. Что касается Флориды, я помню ее красивым ребенком. Наверное, и сейчас она красивая. Но вот что ты должна знать, ее деда и бабушку, родителей Камалединова, убил твой дедин Гесхан». «Что?» «Да, кровная месть встала между нашими семьями. Но столько лет прошло. Сменились поколения. Разве вы сами не развязали узелки, завязанные вашим временем?» Барсынбика вытянула перед собой руки, растопырив тонкие, узловатые пальцы. «Немало узелков пришлось мне развязать этими пальцами. Но не все, выходит, удалось развязать. Как бы ни достались они еще и твоим внукам и правнукам. Тогда решай сама, как ответить Абубакиру». Мадина присела перед бабушкой на корточки.
Пожалуйста, не оставляй это мне. Нет. Не та женщина-мать, что родила, а та, что воспитала. Абу-Бакир, твой сын. Ты его вырастила. Тебе и решать по праву матери. Я лечила Флориду, получила вознаграждение от Камалетдинова, от советской власти помилование. Я могу лишь пожелать счастья им обоим. Абу-Бакир спасла от смерти Башкирцева. Свое слово должна сказать и она, сестра Камалетдинова. Ты. Мадина удивленно уставилась на бабушку. Ты знала об этом? Да. С улицы, от ворот, донесся шум двигателя автомашины. Бурсенбика встала. Это за мной. Не провожай меня, дочка, так будет легче. Алексей. Мне пора, детка. Мадина ткнулась лицом в бабушкин подол. Дай мне еще чуточку ощутить твое тепло, твою защиту, Алексей. Ну, ладно, ладно. Бурсенбика поняла, что внучка подумала, может быть, последний раз, но не произнесла это вслух. Так уж устроен человек, боится слова «последний», и в страхе этом изо дня в день приближается к последнему вздоху. Стараясь отогнать тягостные мысли, долго смотрела Мадина вслед машине, увозящей ее бабушку. Эпилог. Почему я следовала за этими судьбами, что мне в них? Что мне в этой девочке с кристальным взглядом глубоких глаз, что мне в искалеченной судьбе ее матери, ведь сколько их, этих искалеченных судеб, дай, положа руку на сердце, вы знаете судьбы иные. Айна Рубина. На солнечной стороне улицы. Мадина вышла на балкон своего двухэтажного дома, из красного кирпича. В полнолуние ей не спится. Луна сияла так, что можно было разглядеть отдельные цветки на клумбе во дворе. В ночной тишине от расположенного невдалеке летника доносился слабый гул. Зимой, перед бураном слышится гул со стороны Куктау, но этот был мягче и не вызывал тревоги. Что за гул? Из любопытства, накинув на себя халат и стараясь не разбудить внучат, Мадина спустилась вниз, во двор, осторожно, чтобы не скрипнула, открыла узорчатую, казавшуюся при лунном свете волшебной, как в сказке, калитку и направилась туда, откуда доносился загадочный звук. Бог ты мой! Возле источавших запах меда лип сновало бесчисленное множество маленьких тружениц из потомства диких башкирских пчел. Мадину это обрадовало до слез. Пчелы работали и ночью. Словно понимали, что надо воспользоваться коротким промежутком времени, пока цветут липа и дождь не вымыл из цветов сладкий нектар. Их деловитое жужжание и разлившийся в сухом летнем воздухе аромат добавляли прелести этой лунной, божественно прекрасной ночи. Мадина долго стояла, завороженно следя за мельтешением сборщиц меда. Слух ее улавливал и другие, кроме жужжания пчел, звуки. Вдалеке на шее отпущенной пастись лошади позвякивала ботала. На келге всплескивала рыба. Обиженно ухал филин, будто жалуясь, что никак не может подстеречь добычу. Трещали сверчки, ничуть при этом не мешая глубокому ночному покою, а, напротив, подчеркивая его глубину и таинственность. Все это навеяло на Мадину желание запеть, но почему-то первой вспомнилась ей грустная мелодия Зульхизы. «Не олень ли бежит со степной стороны?» Починившись на строй этой песни, негромко напевая, Мадина пошагала по тропке, ведущей от лепника к берегу Акелги. Галиму, заснувшую пьяной, разбудили жажда и голоса, звучавшие за дощатой стенкой в зале. С трудом вспомнила, что там сидит Саев с приезжим дельцом из русских, приведенным им для каких-то переговоров. Сколько голов? Это голос дельца. 10. Мало. Овчинка выделки не стоит. А сколько тебе надо? По меньшей мере, 20. 20. Сложновато. Чего ломаешься, как девка? Первый раз, что ли? Сотни овец у тебя, ха-ха-ха, улетучились. И лошади. Их ведь, вдоль с районными шишками сбыл. Мне это без разницы. Надо, так найду крышу в милиции. Мы и сами с усами. Вот это мужской разговор. Вслушавшись в пьяные голоса, Галима сообразила, что Саев торгуется из-за колхозных коров. Совсем обнаглел. Дойный гурт там и так давно шел на убыль. Если сбудет еще 2 десятка коров,
что от знаменитой в свое время Тереклинской молочной фермы останется. Саев. Галима на силу шевельнула пересохшими губами. Те, за стенкой, ее не услышали. Звякнуло стекло, видно, чекнулись там стаканами. «Воды бы, запить», — сказал делец. «Сходи на кухню». «Это Саев, только смотри, бабу не разбуди, хозяйку». «Баба? А что, неплохая, между прочим, закуска. Надеюсь, не твоя собственная. Ничейная она, то есть общественная, как туалет». «Ха-ха-ха». Хор, хорошо сказано. «Как туалет». «Ха-ха-ха». Галима стиснула зубы. Тут дверь комнаты распахнулась, и при свете, падавшем из коридора, в дверном проеме обозначилась дородная мужская фигура. «Не подходи ко мне», — просипела Галима. «Ой, никак тут живая душа?» «Живая». Несмотря на предупреждение, мужчина, покачиваясь, подошел к кровати, на которой лежала Галима, положил чугунно-тяжелую руку на ее грудь, приблизил лицо к ее лицу. Пахнуло водкой и луком. «Спишь или меня ждешь?» «Саев». «Тсс». Мужчина прикрыл ладонью ее рот. Галима рывком отвернула лицо в сторону, крикнула, у нее прорезался голос. «Саев». В дверном проеме появился Саев. «Эй, товарищ, не там воду ищешь?» «Не там? Ошибся, матушка, извини». Оба ушли на кухню, и уже оттуда донеслось. «Ошибся. Бывает». Послышался шум воды, текущей из крана. «На, браток, пей». «Браток». Ярость придала Галиме сил, она поднялась и тоже пришла на кухню. «Родню, оказывается, ты нашел. Тебя не спросил. Впредь будешь спрашивать. А сейчас». Галима схватила за рукоятку стоявшую на столе сковородку. «Выметайтесь из моего дома». «Ты чего, делец?» Оторвавшись от кружки с водой, попятился к выходу. Очумела баба. Оба. Живо. Галима, страшная, с растрепанными волосами, босая, полуголая, замахнулась сковородкой. «Ну, кому сказано?» «Галима. Что за выходки?» Хриплый голос Аяфа потонул в грохоте опрокинутого стула и звоне сметенных Галимой со стола пустых бутылок. Мужчины сочли за лучшее не связываться с ней, быстренько похватали в прихожей свои куртки, кепки и смылись. Галима перешла из кухни в зал. Сколь быстро она разъярилась, столь же быстро остыла и обессилила. На столе в беспорядке лежали остатки недавнего пиршества, кусок колбасы с воткнутой в него вилкой, надкусанные ломти хлеба, огурцы, головки лука. Все это вызывало отвращение, подтянуло Галиму к себе, как магнит, лишь бутылка с недопитой водкой. Она дрожащей рукой схватила бутылку. Перелить водку в стакан терпения не хватило, сделала несколько крупных глотков прямо из горлышка. И минуту-другую спустя задышала свободней, готовая, казалось, остановиться сердцу вернулась энергия, оно снова забилось, перед глазами посветлело. Возвращение Саяфа, пришедшую в себя Галиму, не испугало. «Что?» — сорвала сделка, съязвила она. «Сука! Осторожней, Саев! Выбирай выражение. А то в Тереклы, к жене, отправишься с лицом, черным, как моя сковородка. Это тебе надо быть осторожной». Саев плюхнулся на диван. «Чье пьешь? Чье ешь? Не оттуда же». Он воздел руки к потолку, не с небес все падает. Или дедушка Аллах тебе не спосылает? И водка, и пища, не твои. А чьи? Колхозные. Колхозные. 11-й. Как же, приготовили тебе там. Колхозники уже 2 года зарплату не могут получить. Потому что ты воруешь. Свое, что ли, распродаешь? Ворую. Саев, прилегший опираясь на локоть, сел. «Пардон, мадам. Ты что-то путаешь». Галима села на пол, оперлась спиной о стену. Саев, ваш разговор слышала. Теперь ты, мой заложник. Понял? Вон как». Саев опять прилег на бок. «Грабить колхоз я тебе не позволю». «Ха-ха-ха. Что было, то уже сплыло, мадам. Как тебе не стыдно? Разорить колхоз?» «Стыдно?» Саев поднялся, налил себе в стакан водки. «Кого стыдиться-то? Тебя? Хочешь знать,
Так колхоз был создан за счет разорения народа, за счет отобранного у него скота и имущества. На том и держался. Откуда, как говорится, пришло, туда и ушло. Неправда. Галима попыталась тоже встать, но не смогла. Должно быть, выпитая в похмелье водка сильно ударила в голову и ноги ослабля. Тем не менее она продолжила спор с Аяфом, глядя на него через растрепанные, упавшие на лицо волосы. Мы приумножили то, что колхоз имел первоначально. Государство поддерживало нас, оплачивало наш труд, растило героев. Миллионы обездоленных, благодаря колхозам, стали людьми, избавились от нищеты. Хаять колхозы значит возводить поклеп на страну, на правительство. Плевать на совесть. Где оно, твое правительство? Саев вылил содержимое стакана в рот и, морщись, понюхал огурец. А, мадам? Как где? В Москве. Дура. Саев, зажав в зубах папиросу, попытался непослушными пальцами зажечь спичку. 19-й всесоюзной партконференции, зараза, что за спички пошли, фактически вынесла смертный приговор тому, что называлось КПСС, СССР, советское правительство. Все разваливается, а ты до сих пор толдычишь о том, что вбила в твою тряпичную голову партшкола. Ты – враг. Враг народа. Я тебя разоблачу. Партия будет жить вечно. В СССР будет построен коммунизм. Понял. Мы его. Наконец-то спичка загорелась, Саев прикурил и, выпустив изо рта колечки дыма, завершил свое высказывание. Уже почти построили, 11 в твоей постели. Галима вцепилась в штанину собравшегося уйти Саяфа. Как куда? Постой. Демократия, смерть империя. Грош цена твоей работе идеолога. Кинул напоследок Саев и, вырвав штанину из ее руки, ушел. Галима в бессильной злости нацелила в его спину кулак. Почему-то полнолуние всегда вызывало у Самиры Мингажевой подавленное настроение. Как только ночное светило округлялось, она теряла покой. Беспокойство перерастало в необъяснимую тоску. В такие вот дни она несколько раз съездила в Таулы, омочила слезами холодный металл, ограждающий могилку сына. К матери не заходила, не возвращалась к порогу, который переступила однажды под покровом ночи, чтобы броситься в объятия неведомой судьбы. Люди обычно со временем прощают близких, нанесших им душевные раны. Самира же не смогла простить свою мать. Она не винила Галиму в смерти сына, но мать была виновна в ее безрадостном, бестолковом детстве, когда Самира чувствовала себя никому не нужной. Конечно, мать заслуживала прощения хотя бы потому, что дала дочери жизнь, однако возвращение к ней было бы равносильно возвращению в прошлое, а Самира этого не хотела. Через открытое окно ординаторской Самира прислушалась к дыханию ночного города. Трамваи уже перестали ходить. Лишь изредка проезжали автомашины. Если не принимать этого внимания, можно было бы сказать, что в городе царит тишина. Похоже, нынешнее дежурство пройдет спокойно. Во всяком случае, ей, врачу, особых хлопот не доставит. Тем более, что дежурит с ней Асия, опытная медсестра. 19 лет уже работают они вместе, понимают друг дружку с полуслова. Бывает Самира и в семье Асия, общение с детьми медсестры привносит в ее одиночество толику радости. Хорошие дети, умницы, в особенности старший из них, 20-летний Байрс. Если бы сын Самиры не умер сразу после рождения, был бы теперь в таком же возрасте. Самира Идеаловна. Асияпи. Самира обернулась к вошедшей в ординаторскую медсестре. Как больные? В 12-й палате сделала инъекцию. Пока все спокойно, нет причин тревожиться. Вы можете хоть немножко поспать. Днем ведь оперировали, устали, наверное. Ничего. Самира взглянула на часы. 1:00 ночи. И снова подтянулась к открытому окну. Липы цветут, а сияпой. Так хорошо пахнет. Верно, нет ли, говорят, мед на липы не исходит с небес. Медсестра тоже высунулась в окно, набрала полную грудь ароматного воздуха. Люблю я эту пору, когда липы цветут.
Откуда в них берется мед, я не знаю. Но вот прочитала в газете удивительное сообщение. В Турции у одного человека пчелы заполнили соты медом таким образом, что получилось слово «Аллах». Случайность? Кто знает. А может, чудо? Много еще не разгаданных загадок в этом мире. В нашей работе, Асияпой, каждый день происходят чудеса. Мало, что ли, мы видели людей, уже умиравших, а потом вернувшихся к деятельной жизни? Это так. Бэй. Асия еще дальше высунулась в окно. Скорая. Вот тебе и спокойная ночь. Даже чай не успели попить. Может, Самира тоже подалась вперед? Нет, забегали. На носилках вносят. Зазвонил внутренний телефон. Алло, доктор. Слушаю. Парня молодого привезли. Лет 20. В аварию попал. Много крови потерял. Сейчас спущусь. В приемном покое Самира торопливо прочитала бланк, заполненный врачом скорой помощи, Кыдрасов Батыр Загирович. Кыдрасов. Сердце Самиры участило удары. Она перевела взгляд на окровавленного парня. Лицом, вылитый Загир Кыдрасов. Сын человека, который подарил Самире счастье материнства, вознесший ее в небеса, и преступным небрежением низверг ее оттуда. Господи, останься сын Самиры в живых, вырос бы похожим на этого парня. Ведь и ребенок, выношенный ею под сердцем, был сыном Кыдрасова. Борец, мастер спорта, значок у него на груди. Самира почувствовала осторожное прикосновение Асии. В записной книжке нашли номер телефона родителей. Оказывается, сын этого, директора завода. Да-да. Сделали экспресс-анализ, группа крови, первая. У нас в запасе этой группы нет. Подготовьте его к операции. Самира направилась к лестнице, ведущей на верхний этаж. Кровь. У меня первая группа. На несколько секунд Самира приостановилась. Мелькнула мысль, не лучше ли будет вызвать другого хирурга? Она разволновалась, сердцебиение участилось, если еще и свою кровь отдаст на переливание, может ослабить, руки задрожат. Но нельзя терять время, каждая минута сейчас дорога, надо спасать парня. Она врач, у нее нет права на волнение и сомнения. Чуточку успокоившись, Самира Идеаловна, твердо ступая, пошагала вверх по лестнице. Не думала Мадина, что переселение в новый дом потребует так много времени и душевных сил. Прежнее переселение, из избы бабушки Шихарбанов, построенный Абделяхатом и отцом дом, далось легко. Тогда имущество у них было раз-два, и обчелся, и сама Мадина была, что называется, быстрей, ветра живей, текучей воды. Но с тех пор столько всего у них накопилось. Некоторые вещи вроде бы давно уж надо было выбросить, но каждая из них окутана дымкой времени, связана с какими-нибудь переживаниями, обретениями и утратами, радостями и горестями. Вон и оставшиеся от ее братишек-близнейших вещи, фуражка и сандалик. Мадина хранила их всю жизнь, как теперь взять и выбросить? Или деревянную лошадку, совраску, привезенную дочкам отцом из Уфы. За что ни возьмись, оживает прошлое, за воспоминанием следует воспоминание. Дауд смеялся, так. Пожалуй, мы и за месяц не переберемся. Мадина понимала, что и Дауту, и невестке Нафисе не хочется брать старые вещи в новый дом. Но выбросить у нее рука не поднималась. Даже веретена и палку, которой бабушка Барсенбика привязывала шерсть, когда прила, сохранила. Сам старый дом, его стены и священный порог пробуждают воспоминания о самых дорогих для Мадины людях. Сколько раз переступали через этот порог Абделяхот, бабушка Барсенбика, отец. Тунхилу с Кукхилу впервые в жизни переступили именно этот порог. Отсюда Мадина проводила на воинскую службу Абу-Бакира и Даута, здесь дождалась их возвращения. К этому порогу кинула набитую легким гусиным пухом подушку, встречая невестушек, Флориду и Нафису. Через этот порог вошли в дом мужья ее дочерей и, протянув ей руку, сказали: «Здравствуй, мама». У этого порога она впервые взяла в руки 3 сыновей Даута и его младшенькую, Тандысу. Здесь качала в люльке дочку Кюнхилу Альбину.
дочку Кубхилу Динару, сына Абу-Бакира Руслана, желая им долгой жизни и светлых путей. Такой вот богатой бабушкой она стала. И сколько глубоких чувств, сколько мелодий впиталось в эти стены. Сейчас, когда дом опустел, все пережитое в нем предстает заново, волнуя не меньше, чем прежде. На стене, там, где висела картина Камалетдинова, остался отчетливый след, не выцветший четырехугольник. К слову, Флорида, когда впервые увидела картину, сказала, этому художнику что-то мешало, сдерживало рвущиеся из его сердца чувства. Какая жалость! А узнав, что картину написал ее отец, поплакала и пришла к заключению, он обладал большим талантом. Картину видела и приехавшая в гости Малика. Глаза точь-в-точь как у старухи-знахарки, которая помогла тебе, Флорида, заговорить, воскликнула она. Флорида ничего в ответ не сказала, лишь мягко обняла мать, и Мадина почувствовала, что некоторая напряженность в отношениях Флориды с матерью сошли на нет. Теперь картина висит в новом кирпичном доме, в куполообразной надстройке над вторым этажом. Туда же перенесли созданное отцом Хашимом панно Кунгарбуга. Хлопотным оказалось это дело. Но ничего, сильно не повредили. В более просторном светлом помещении панно словно уменьшилось. Руслан, сын Абу-Бакира и Флориды, твердит, я его увеличу. Может быть, со временем и добавит что-то. Очень энергичный, смышленый мальчик. И до чего же похож на Камалетдинова. Эх, не увидит его, не дожил до этих радостных дней Яюб Газизович. Спит в вечной обители уже второй десяток лет. Лидию Николаевну, Хатиру по ее завещанию похоронили рядом со старшим братом. Протосковав всю жизнь, как сак и сук, нашли они друг друга лишь после смерти. Да, множество воспоминаний вызывает старый дом. На его фундаменте выросло благосостояние семьи. Плодовитое потомство буренушки обеспечивало отличным молоком. Не ходила Мадина к соседям с миской, чтобы одолжить какие-нибудь продукты. Очень хороший доход приносили пчелы, он и позволил приступить к строительству нового дома. Отец сказал тогда, может быть, дети, я не доживу до новоселья. Поэтому заблаговременно выслушайте мой наказ, отдайте этот дом старикам, оставшимся без попечения. Выполнила Мадина наказ, передала дом со всеми дворовыми строениями, садом и огородом ведения сельсовета. В малой избе, в которой когда-то жили бабушка Барсанбика с дедом, поселился состарившийся Хусайн. Увешал стены избы рисунками с изображением Саврасова. День-деньской толкутся у него ребятишки, слушают были и небылицы о лошадях, учатся рисовать. Скоро и покинутый дом заполнит обитателя, решено устроить в нем приют для одиноких стариков. Бабушка художественной литературой не интересовалась, но знала стихи Акмулы, передававшиеся из уст в уста, живущие в народной памяти так же, как предания, сказки, пословицы и поговорки. От нее Мадина впервые услышала строки. Добавлю, пусть за мной не остается. Кто раздает, тому и воздается. Вода в колодце тем свежее и чище. Чем больше из него людей напьется. Вспомнив бабушку, Мадина глянула на матицу, в щель которой сунула последнее письмо Барсанбике. В доме не было стула или табуретки, чтобы дотянуться до письма, поэтому Мадине пришлось достать его из щели палочкой. Развернула уже пожелтевший листок, принялась читать текст, написанный арабской вязью, благо, бабушка в свое время научила Мадину этому. Мадина писала Барсанбика. «Пришел час моего вызволения из Зиндана. Иди, сказали мне, на все 400 ронны. Но сделать это одновременно невозможно. Человек выбирает одно из двух. И мне пришлось выбирать одну из двух дорог, в Терякло или в Мекку. Я выбрала вторую. Во-первых, мне не хочется, чтобы в Теряклах, вы, сгрудившись около меня, превратились в моих прислужников. Использование людей в своих личных интересах – грех. Если даже они любят тебя, испытывать их терпение, отнимать у них время и силы нехорошо. Во-вторых, я всю жизнь мечтала совершить хадж, попросить у Всевышнего помилования и защиты. Может быть, на пути в святые места я встречу сородичей,
превращенных волею всемогущего в камни. Мое прикосновение превратит их снова в людей, и откроются нам еще не раскрытые тайны бытия. Это мне во сне внушила бабушка Купфхылу. Но я долго была лишена солнечного света, мое здоровье подорвано. Намерения у меня благие, а дойду до цели, нет ли, неизвестно. Мадина. Вот еще что я должна сказать: пока ты жива-здорова и в силах, выбери место неподалеку от могилы Абделяхата, у родников, и построй новый дом, кирпичный, с куполообразной крышей. В раствор для скрепления кирпичей разбей, не жалея, куриные яйца, чтобы дом простоял долго, мог послужить и твоим внукам, и правнукам. У каждой семьи должно быть место, дающее возможность отдохнуть утомленной душе, набраться сил. Я думаю, таким местом, меккой нашей семьи станет построенный тобой дом. Ты родилась в Теряклах родилась твоя любовь. Благословенна земля, способная породить любовь. Прежде чем начнешь строить дом, посади вокруг, у родников и ручьев, деревья, липы, березы, рябины, дубы. Их устремленность к свету придаст ясность твоим мыслям, крепость телу. Тебе предстоит сделать много доброго для людей, ты проживешь долго. И до самой смерти сохранишь ясный ум и силу. Если я не смогу вернуться из этого путешествия, считай, что твоя бабушка ушла в другой мир. Бурсенбика. Мадина исполнила завет бабушки. Построила новый дом, а до этого, уже много лет назад, посадила названные ею деревья. Но остается пока неосуществленная ее мечта, зародившаяся в детстве, когда глоток молока и кусочек хлеба казались пределом мечтаний. Она представляла себя сидящей на вороном скакуне хозяйкой многочисленных пасущихся на горных склонах табунов. К этой мечте потом добавилось желание увидеть разлившееся морем посевы ржи и пшеницы выведенных Абделяхатом сортов. Это желание побудило ее размножить спасенные Раузой горсточки семян, накопить большой их запас. Слава Аллаху, Дауд пошел дорогой отца. Несмотря на то, что времена круто изменились и жизнь усложнилась, он вернулся в Теряклы и, засучив рукава, принялся за работу. Сама же Мадина занялась расширением пасеки. Доход от этого дела позволил жить обеспеченно, детям, получить образование, свить свои гнезда. Еще раз оглядев голые стены и опустевшие подоконники, прежде на них было много цветов, Мадина с последним узелком в руке вышла во двор. «Прощай, мой дом. Ты согревал мое тело и душу, я не забуду тебя. Дай Бог радостную жизнь тем, кого ты приютишь». Самира не разговаривала, однако, за это время в мыслях вторым планом, урывками промелькнула вся ее жизнь с тех пор, как помнит себя, до сегодняшнего дня. Вот она сидит дома одна. За окнами смеркается, а матери все нет и нет. Вдруг под нарами что-то громыхнуло, и оттуда появилась кошка с мышью в зубах. Когда кошка уходила во двор, эта мышь скрашивала одиночество Самиры, забиралась на сундук и забавно потирала лапкой мордочку. А сейчас Самире стало жаль ее. Она спрыгнула на пол, схватила у печи совок, ударила им кошку по голове. Кошка взвизгнула, покружилась на месте, затем уползла в угол и затихла. У выпавшей из ее зубов мыши было разодрано брюшко. Мышь не двигалась, но возле ее ребрышек что-то безостановочно дергалось, билось. Сердце, догадалась Самира. Что заставляет его биться? Ее раздумье прервал писк, донесшийся из-под нар. Самира полезла туда. Писк исходил из валенка, который она носила, когда была совсем еще маленькой. Взяла валенок, тряхнула. Из него побежали в разные стороны крохотные, величиной с наперсток, существа. Мышата. Так вот, оказывается, в чем дело, хоть мышь, их мама, и померла, материнское сердце все еще бьется из жалости к этим крошкам. У Самиры тоже есть мама. Но она, наверное, забыла, что дочка сидит голодная в холодной избе. Захотелось поскорее увидеть ее, прижаться к мягкой маминой груди. Самира выскочила, не одеваясь, на улицу и побежала по сеней, прихваченной морозцем дороги на ферму. Сначала она попала в помещение, где живут телята.
Под них была постелена солома, перед ними лежало душистое сено. В теплом воздухе пахло молоком. От этого Самире захотелось есть еще сильней. Она позавидовала теляткам, о них заботятся, их кормят. Немного согревшись, она пошла искать маму в другое помещение и очутилась в коровнике. Было время вечерней дойки, в подойниках под тугими струйками журчало, бурлило уже выдоенное молоко. Титеньки-дойрки то ласково уговаривали, то поругивали коров, чтобы стояли смирно. Среди доярок Самира увидела и маму. Успокоилась, решила подождать, пока она закончит работу. Присела возле лежавшей, пережевывая жвачку, должно быть, уже подойной коровы, прижалась спиной к ее теплому боку и уснула. Когда проснулась от того, что корова встала по своей нужде, в помещении было тихо. Слышалось лишь дыхание спящих коров. Ночь. Никого нет. Самира, испугавшись, решила было выбежать во двор, но не смогла открыть дверь, то ли заперли ее снаружи, то ли сил не хватило. В отчаянии упала, где стояла, и заплакала. Долго плакала. Озябнув, поднялась и зарылась в углу в ворох сена. Так и провела ночь. Утром пришедшая на дойку мать, увидев ее, удивилась. «Ты что тут делаешь? Подожди, вместе домой пойдем». В голосе ни жалости, ни озабоченности тем, что на всю ночь потеряла дочку. Прозвучала лишь угроза. Совсем от рук отбилась. «Вот задам я тебе за убитую кошку». Вспомнилась еще бабушка, мать матери. Тихая, смирная старуха. Она, кажется, жалела внучку, но надолго около себя не задерживала, боялась гнева дочери, в особенности, когда Самира подросла и ей можно было уже поручать какую-нибудь работу по дому, по хозяйству. «Иди домой, а то мать будет ругать», — говорила бабушка. У людей ребенок смягчает сердце, а у нее? Как-то Самира спросила у бабушки. «А лысы, где оно, счастье, где с ним можно повстречаться?» «Счастье людям встречается редко», — ответила старуха. «Есть, говорят, среди змей одна белая, их царица. Увидев ее, надо снять с головы платок и расстелить перед ней. Если сбросит она на платок свои рожки, придет к человеку счастье. Платок должен быть белый. А если не белый, тогда не сбросит. Нужен белый». С тех пор Самира стала носить на голове белый платок, мечтая встретить царицу змей. Может быть, поэтому она, повзрослев, выбрала профессию врача. Неспроста ведь змея изображена на символах медиков. Тогда же, в детстве, возникло у нее желание поскорее стать матерью. «Я буду доброй, буду любить своего ребенка», — думала она. Иными словами, мечтала стать матерью, не похожей на свою. Самира не помнит, чтобы для нее в детстве устроили какой-нибудь праздник. Единственной отрадой для нее, никому не нужной, было уйти на берег к Елге, погулять у реки. Иногда она находила там раненого птенца или встречала захромавшего ягненка и лечила их. Ее друзьями становились существа, нуждавшиеся в помощи. Однажды мать вспомнила. «А так, сегодня ведь день твоего рождения. Эх, судьба злодейка». Больше ничего не сказала и не предприняла. Самира задумалась. Другие девочки празднуют день своего рождения, надевают новую одежду, вплетают в волосы красивые ленты. А у нее нового платья нет. Но ведь и старое может выглядеть красиво, если его постирать и отутюжить. Так Самира и сделала. Постирала свое белое с цветочками ситцевое платье, разогрела утюг, выгладила. Только вот заплести волосы она не могла, мать недавно побрила ей голову, чтобы не завшивела и лишних хлопот не доставляла. Волосы немножко отросли, закурчавились, однако в косички их не заплетешь. Самира нашла выход, повязала на голову белый платок и пошла к Елге, села там под любимый осоколь. Хорошо сидеть под ним, глядя на заречные луга, на далекий Куктау. Если бы не боялась, что мать потом опять будет орать, чтоб ты сдохла, просидела бы весь день, мечтая о встрече с белой змеей. «Доченька?» Самира вздрогнула, увидев перед собой незнакомую старуху.
Старуха присела на корточки и достала из кармана камзола горсть конфет в красивых обертках. «На-ка, детка, покушай». Затем, ласково похлопав ее по спине, добавила: «И вот еще тебе подарок». Старуха сняла со своих ушей сережки с бирюзовыми глазками, вернее, клипсы. Самира тогда еще не знала, как они называются, и пристегнула к ее мочкам. «Ай! Больно, что ли? Потерпи чуточку. Они к тебе идут». «Ты кто?» — иной спросила Самира. «Может, белая змея?» «Ты, оказывается, слышала о ней», — улыбнулась старуха. «Если тебя спросит, где взяла сережки, скажешь, подарила белая змея». Уже потом Самира узнала, что старуха живет в другом конце аула и зовут ее Фаузия. После встречи с ней она почувствовала себя счастливой. «Счастливые люди не причиняют зла другим», — думала она и старалась совершать только добрые поступки, ждала того же от окружающих. В школе училась хорошо, а старуху вновь увидела случайно при странных обстоятельствах, ее сажали в милицейскую машину. Пронзительно черные глаза старухи на миг расширились. По ним и узнала ее Самира. Но зачем тут милицейская машина? Куда увозят добрую старую женщину? Для Самиры это осталось загадкой. Перед тем, как захлопнулась дверца машины, она крикнула: «До свидания, белая змея!» Старуха помахала рукой над погоном милиционера. Самира заметила озабоченность на лице медсестры, то и дело осушавшей тампоном пот на ее лбу. Почему потеет, неужели настолько устала? Видимо, дают знать о себе 4 часа, проведенные у операционного стола вчера днем и бессонная ночь. Да еще пришлось отдать для переливания свою кровь. Потеря для нее в общем-то небольшая, а все же. Самира взглянула на капельницу. Кровь в ней заканчивалась. Наверное, медсестру это и озаботило. Но и операция подходила к концу. Самира накладывала последние швы. У парня организм крепкий, выздоровеет. Долго еще будет жить. Будет любим и кому-то принесет счастье своей любовью. Надо думать, Кадрасов души в нем не чает. Интересно, как это Камила Харисовна в ее возрасте сумела подарить ему сына? И Самира ведь хотела осчастливить его. Но он отверг ее подарок. Может, поэтому умер выношенный ею ребенок? Лишь завершив операцию, Самира почувствовала, насколько устала. С трудом стянула с рук резиновые перчатки, пальцы не слушались. Еле доплелась до ординаторской и рухнула в кресло. Спустя какое-то время до нее донесся глухой, словно из погреба, голос медсестры. У оперированного снижается показатель гемоглобина. Нужна еще кровь. Сейчас. Чуточку отдохну и что-нибудь сообразим. Выпейте горячего чаю. Сейчас, сейчас. У Самиры мысли заметались. Неужели парень не пойдет на поправку? Она же так старалась, вкладывала душу в каждое свое движение, в каждый шов. Из-за двери послышалось: «Сюда нельзя. Доктор отдыхает. Мне надо. Пустите же». Голос Кадрасова. Нет в нем прежней силы, уверенности, но Самира отличила бы его и среди тысячи голосов. «Пусть войдет». Вид у стремительно вошедшего в комнату Кадрасова был ужасный, под глазами темные тени, волосы всклокочены, лицо изнуренное, будто он не спал несколько суток. «Самира Идеаловна». Самира нашла в себе силы улыбнуться. «Мне ведь уже не 16 лет. Простите». Кадрасов вдруг встал перед ней на колени. «Прости, Самира. Я сделала все, что в моих силах. Но ваш сын потерял много крови. Мы пробовали заказать донорскую, но сейчас ночь. Нужна еще кровь. У него редкая группа. У меня 3-я. А у матери? Не знаю. Камила Харисовна здесь?» «Здесь». Кадрасов опять же неожиданно поднялся, подошел к открытому окну, закурил, не попросив разрешения. «Здесь, но она, не мать Батыра». «Не мать?» Самира тоже встала. «А кто его мать?» Кадрасов повернул к ней ставшее пепельно-серым лицо. «Ты. Ты, Самира. Мальчик не умер. Твоя мать, подкупив медперсонал, сдала его в дом ребенка. А я,
Мы усыновили его. А вы украли моего ребенка?» Схватившись за голову, Самира опять рухнула в кресло. Все поплыло перед ее глазами. Самира. Самира. Вот она опять видит Кедрасова. Он целует ее руки. «Только ты можешь спасти его. Я его люблю больше жизни. Он мой сын. Мой. И твой, Самира». Успевшая взять себя в руки, Самира встала, надела халат и сказала, торопливо застегивая пуговицы: «Батыр должен жить. Если бы вчера кто-нибудь сказал, что Кедрасов сам раскроет тайну, связанную с рождением его сына, он, хоть убей, в это не поверил бы». Правду он скрывал даже от Камилы. То, что ребенок, подрастая, становился все более похожим на него, удивляло окружающих, в особенности тестя с тещей. Они смущали душу дочери, задаваясь вопросом, не любовница ли зятя родила мальчика. Слово, говорят, может исцелить, может и смертельно ранить. Хотя Камила старалась относиться к ребенку как к своему, сказывалась женская натура, взыгрывала в ней ревность. «Ну, не все ли тебе равно, кто его родил?» — говорил Кедрасов. «Ладно, считай, что он плоть от плоти твоего мужа. Значит, наш с тобой сын». «Нет, не все равно», — отвечала Камила. «Подозрения могут взять верх над моими материнскими чувствами». Знал это Кедрасов, поэтому почти все заботы о мальчике взял на себя. Сам отводил его в детсад и забирал оттуда, ходил потом на школьные собрания, приохотил сына с малых лет к занятиям спортом, и даже после того, как Батыр стал чемпионом России по классической борьбе среди юношей, продолжал опекать его. Если летом сын отдыхал в пионерском лагере, Кедрасов часто навещал его там. Когда Батыр с товарищами решили совершить путешествие по Гедели на плоту, Кедрасов взял отпуск и поплыл с ними. Камила даже о том, что сварить, какую еду приготовить, советовалась с мужем. Хотя мальчика баловали, что называется, не сажали на стул, не сдув пылинки, он не вырос эгоистом. Его, общительного, веселого, остроумного, уважали товарищи и тренеры. Отец представлял Батыра своим гостям с удовольствием, а это – молодой Кедрасов. Прежних знакомых, знавших о бесплодии Камилы, мало-помалу отводил от своей квартиры. Когда тесть и теща друг за другом покинули этот мир, Кедрасов вздохнул облегченно, не стало нежелательных свидетелей появления Батыра в его семье. К тому же возросло состояние семьи, отличная трехкомнатная квартира стариков, дача, легковой автомобиль, импортная мебель, кое-какие золотые и серебряные изделия, все досталось им. Положение будущего единственного наследника этого состояния не изменило Батыра. Он не заважничал, вел себя скромно. Видимо, от того, что все его время поглощал спорт, у него не было подружек. Если заходил разговор об этом, отшучивался, а девушки – потом. Но судя по тому, что на стенах его комнаты висели портреты знаменитых молодых артисток, отнюдь не был равнодушен к прекрасному полу. Как-то, указав отцу на портреты двух красивых девушек над изголовьем своей кровати, он спросил, нравятся они тебе. Одна из них – балерина, другая – певица. Между прочим, родом из района, где ты работал секретарем райкома. «Кого-то они мне напоминают», — сказал Кедрасов, подойдя к портретам поближе. «Но друг на друга не очень похожи». Батыр перешел на шутливый тон: «Если уж жениться, то на таких. Ну и женись на одной из них. Ты ведь тоже не из последних среди джигитов». «К сожалению, опоздал, папули», — вздохнул Батыр. «Во-первых, они старше меня. Во-вторых, уже замужем. В-третьих, большей частью живут за границей». Глядя на эти портреты, Кедрасов понял, каким девушкам лежит душа сына, и начал внимательнее присматриваться к ним. Если, дескать, встретится похожий на артисток двойнишек, познакомит его с ней. И вот авария. За какую-то долю секунды все в мире Кедрасова перевернулось. Неужто Бог решил отнять у него единственного сына? Бог? Кедрасов удивился, поймав себя на том, что вспомнил его. Почему в тяжелые моменты жизни всплывает в памяти именно он? Не Ленин и Сталин вспоминаются, а Бог?
Сколь бы ни отрицали существование Бога, предначертанная им судьба вдруг возникает на твоем пути, как столб с дорожным знаком. И ты оказываешься лицом к лицу с ней. На сей раз судьба предстала перед Кудрасовым в образе Самиры. И все его надежды сосредоточились на ней, женщине, брошенной им когда-то с неродившимся еще ребенком. Не поклонялся Кудрасов никогда ни Богу, ни черту, а перед Самирой непроизвольно встал на колени. Бессменный председатель колхоза Алга Саиф Шамсудинов тщательно готовился к общему колхозному собранию. Было ему над чем задуматься. Экономика хозяйства в сравнении с прежними годами сильно пошатнулась. В свое время колхоз был укрупнен. Видя, что дела идут все хуже и хуже, соседние стерекла селения вышли из его состава. Воспользовались Горбачевской перестройкой. Бригады-батрачки стали самостоятельными хозяйствами. Разумеется, поля, пастбища, техника, скот были поделены. Саиф, оставшийся у разбитого корыта, плюнул бы на все, покинул свой пост, но привык к власти. Продолжает руководить усеченным колхозом, не веря в его будущее. Трудности усугубляются тем, что не заладились у Саифа отношения с сыном Один и Даутом. Он приехал в Теряклы из степного совхоза, где работал после окончания института, по договоренности с районным руководством занял должность агронома. Саиф дал согласие на это, а теперь кается. Уж до чего поперечным был Абделяхот, а Дауд, оказалось, упрямец похлеще своего отца. Что не скажешь ему, язвит в ответ, каждый суслик, агроном. И смеется, не пора ли тебе, Саиф Агай, отправиться на печку? Но это, честность. Тяжелой складывается обстановка повсюду. Кто только не материт Горбачева с его Раисой Максимовной. В том, что жизнь в стране пошла наперекосяк, винятах. Раздрой, как выражался сам генсек, стал заметно усиливаться после его заявления на всесоюзной партконференции о приоритете общечеловеческих ценностей над классовыми интересами. Конечно, развалу в стране поспособствовали засидевшиеся в Кремле старцы. Ходили упорные слухи о переправляемых ими в иностранные банки деньгах, тайно построенных виллах и так далее. Дыма без огня не бывает. Не соответствуют слухи правде, зачем бы стоящие одной ногой в могиле люди напрягались у руля страны вместо того, чтобы жить без хлопот на заслуженном отдыхе. Да, под видом строительства коммунизма, обманывая народ, они накапливали богатство. Не только для себя, но и для детей своих, внуков и правнуков. А что имеет Саиф, тащивший в черном поту колхоз? Ладно, есть у него дом, построил 2 дома для сыновей, имеет автомашину времен, можно сказать, Ноэ, 2 коровы. И все. Нет, рановато ему отдавать власть кому-то другому. В мутной воде рыбка хорошо ловится. Саиф Шамсудинов должен еще поймать самую большую, по возможности, тему Тереклов, рыбину. Отец, Сайфулла партизан, перед смертью сказал ему: «Не гонись за богатством, и тебе в конце жизни надо о душе думать». Но Саиф умирать еще не собирается. У Ленина и Сталина личного богатства не было, и все при них работали за харчи до почетной грамоты. Саиф же, проработав много лет в руководящей должности, почувствовал силу и вкус денег. Для осуществления его замыслов нужно удобное прикрытие. Поэтому, да здравствует колхоз! Где еще, не накосив своими руками и навельника сена, не собрав самолично и горсточки зерна, можно жить припеваючи. В колхозе. Саиф тщательно готовится к общему собранию с тем, чтобы сказать веское слово в пользу колхоза. А затем, у него завязались связи с предприимчивыми горожанами. С их помощью он сколотит приличное состояние. Личное. На исходе дня Дауд подъехал к самым дальним полям колхоза. Земля здесь не из лучших, засорена камнями. Хлеба порадовали было дружными всходами, но затем развитие растений замедлилось и почти прекратилось. Во второй половине мая и в первой декаде июня дождей на этой окраине не было, ударила по посевам засуха. К тому же много уже лет сюда не вывозили навоз, почва не удобрялась, истощилась. Лошадь не накормить, так а навоз не подтянет, но почему-то считается,
что землю можно держать на голодном пайке. Дауд соскочил с седла у лесополосы, посаженных в середине 50-х годов для защиты полей от суховеев. Народ называет ее Мирхайдаровской. Дауд этого старика толком не помнит, но глядя на посаженные под его руководством тенистые теперь деревья, испытывает чувство благодарности к нему и его помощникам. Люди, чтобы проложить борозды для этих посадок, запрягали коров, трудились, туго затянув пояса на тощих животах, жили с надеждой на будущее и умирали с чистой совестью. Ломает голову Дауд над тем, как укрепить экономику колхоза. Можно было бы превратить его в семеноводческое хозяйство, продавать семена пшеницы и ржи новых сортов, это увеличило бы доходы. Но бьют под коленки независящие от него, Дауда, обстоятельства. Штаты в колхозе после разукрупнения остались прежние, непомерно раздутые. Большинство колхозников относятся к работе в коллективном хозяйстве без интереса, им хоть палкой по пню колотить, лишь бы день прожить. Цены на технику взлетели, покупка лишь одного комбайна Дон может разорить колхоз, а закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию низкие, вложенный в нее труд не окупается. Новый животноводческий комплекс так и не сумели довести до ума, прибыли он не дает, поголовье скота из года в год уменьшается. Мать считает, что у колхоза нет будущего. Размышляя об этом, Дауд привязал коня к дереву и пошел по кромке поля, чтобы осмотреть его повнимательней. Неожиданно из лесополосы послышались щелканье кнута и крик. «Куда, окаянные? Хайд, хайд! Это еще что?» Похоже, гонят скот, но здесь его не должно быть, поблизости гурта нет. Дауд торопливо пересек лесополосу и увидел, что трое верховых прямо по посевам гонят десятка-два коров в сторону дороги, уходящей в соседнюю область. Коровы, подхлестываемые кнутами, неслись вскачь. «Эй, постойте-ка! Стойте!» Не остановились. Что-то тут нечисто. Надо выяснить, что это за люди, куда гонит скот. Дауд кинулся к своему коню, вскочил в седло и, выехав за лесополосу, помчался вслед за верховыми. «Эй вы! Остановитесь! Кому говорят?» Дауд нещадно бил каблуками в бока своего коня, торопя его. «Стойте! Все равно не уйдете!» Один из верховых немного отстал от своих товарищей, вскинул ружье. Прозвучал выстрел. Дауд не успел что-либо сообразить, его конь грохнулся на землю. Мадина в течение всего дня была занята уборкой в доме. Внуки и внучки, собравшиеся на время летних каникул под бабушкиной крышей, усердно помогали ей. Все семейные реликвии подняли в помещение под куполом дома. К панно Кунгарбутта и картине Камалетдинова добавились детские рисунки, дипломы, фотокарточки Тунхилу и Купхилу, присланные из Ленинграда, Москвы, Киева, Лондона, Парижа, Праги. Их телеграммы маме, все это развесили по стенам в застекленных рамках. Пусть этот музей расскажет об истории нашей семьи правнукам с правнучками, думала Мадина. Традиции ведь не зола прошлого, а постоянно поддерживаемый в очаге огонь. Надо все устроить так, чтобы младшее поколение брало пример со старшего и было достойно светлой памяти предков. «Алысы, а это ты?» — спросила Дилара, дочка Кюнхилу, разглядывая женскую фигуру на панно Кунгарбуга. «Нет, не я. Моя мама. Твой прадедушка Хашим придал этой фигуре ее черты. А вообще это, героиня легенды Тандыса. В образе Тандыса ваш прадед славит башкирских женщин, попечительниц скота, главного в прежние времена богатства нашего народа, от которого зависели его благополучие и счастье. Значит, это гимн женщине. Можно сказать и так». Мадина помолчала, ласково глядя на внимательно слушавших ее внучей горожанок. «Да, гимн. Мама мне рассказывала об Урал-Батыре Шульгане». Дочка Купхилу, очень похожая на нее синие глаза Альбина, подошла к бабушке поближе. «Они тоже жили на этой земле, верно, Алесы?» «Верно. Мы, очень древний народ», — вмешался в разговор старший сын Дауда, Урал. Ростом он был уже почти с бабушку, у него ломался голос. «Урал-Батыр, наш далекий-далекий предок.
А это что за лошадь? Почему у нее крылья? Эх вы, ничего не знаете. Урал бросил на братишек укоризненный взгляд. Это же Саврасий, потомок крылатых тулпаров. Дед Хусайн говорит, что Саврасий, когда людям грозит какая-нибудь беда, пролетает над аулом, оставляя огненный след. Да знаем мы, в один голос возразили старшему брату Заки Салаватом. На его потомке ездила тетя Тинхилу. Да, был у нас славный конек, тоже Савраской звали. Мадина погладила мальчиков по головкам, вздохнул. Но когда Тинхилу уехала, он никому не позволял сесть на себя. Пришлось отдать его в колхозный косяк. Теперь уже подросли его отпрыски. Если спросить у деда Хусаина, он пальцем покажет, вот этот и этот, потомки крылатых тулпаров. Чего только от него не услышишь, усмехнулся Урал. Он говорит еще, что в саду нашего прежнего дома по ночам в полнолуние летают два мальчика. Играют в догонялки. Два мальчика. На глаза Мадины навернулись слезы. Вот уже и ее братишки породили легенду. Очень хотелось ей, чтобы они весело играли, только не до игр было голодным мальцам. Альбина, остановившись перед картиной Камалетдинова, переглянулась с Диларой и задала неожиданный вопрос. «Алексей, мы все время думаем, ты была такая красивая, а почему, когда дедушка умер, не вышла снова замуж?» Все примолкли, только Руслан подтвердил. «И я об этом думал, Алексей. Почему не вышла снова?» Мадина опустилась на стул перед картиной. «Во-первых, женщина на картине, и я, и не я. Художник, это был твой дедушка, Руслан, начал писать портрет моей бабушки Барсанбики. А я похожа на нее, и получилось, что два лица соединились в одном. Что касается вашего вопроса». Мадина улыбнулась, показав ровные, белые, как у молодых, зубы. Дети, наверное, из породы Хумы, жены Урал-Батыра. Она превратилась в птицу и, чтобы снова стать женщиной, к ней обязательно должен был прикоснуться Урал-Батыр. Но он умер, не имел такой возможности. И я после смерти вашего дедушки, Абделяхата, снова стать молодой уже не могла. Нет, ты все еще молодая, Алексей. Альбина прильнула к ней, обвела руками шею. И красивая. Дилара тоже ревниво обняла колени бабушки. Ты так здорово ездишь верхом. Научишь и меня, ладно? Мне очень хочется. Наш Алэс и машину водит лучше всех, добавил баском Урал. Никакой девушке не уступит. Мадина засмеялась. Ну хватит хвалить меня. А то еще сглазите. Нужна кровь. Много крови. Только она может вырвать парня из когтей смерти. А парень – сын Самиры. Ее дитя, которого вынашивала под сердцем 9 месяцев. Плод ее первой и единственной любви. Самира сегодня счастлива как никогда, ее сын жив. Сколько лет она клала цветы на пустую могилу. Сколько слез пролила на бездушную металлическую оградку. Почему мать лишила ее возможности ласкать ребенка? Из любви к ней? Или, приревновав к Эдрасову? Самира нажала кнопку вызова. Вошла Асия. «Асияпой, приготовь 10-граммовые шприцы». «Зачем?» «Надо». Впрочем, медсестра и без ответа поняла, зачем надо. На ее лице выступили красные пятна. «Позовите другую медсестру. Я не смогу». А если бы на месте Батыра оказался Байрос и ему потребовалась кровь? Вы отдали свою кровь на переливание 2 дня назад и сегодня. И снова собираетесь отдать. А сердце у вас больное. Риск слишком велик. Ты не ответила на мой вопрос, Асияпай. Самира обняла медсестру за плечи. Если бы это был Байрос, как бы ты сама поступила? Так ведь он мой ребенок, мой сын. А Батыр, мой сын. Господи, Батыр твой сын. Но почему должна я? Никто не знает меня лучше, чем ты. И ты должна понять меня, ведь мы обе матери. У меня рука не поднимется. Не хочу брать на душу грех. Грех падает на того, кто принимает решение. В данном случае решаю я. Считай, что я приказываю тебе. Мой сын должен жить, что бы со мной ни случилось. Даже дерево, падая, оставляет в земле семена.
Галиме приснился страшный сон: под зданием райкома, на котором было крупно выведено КПСС, разверзла земля и поглотила его. Партия была для Галимы ближе отца с матерью. Опираясь на партию, она возвысилась, пожила в полное свое удовольствие. Поэтому ей сразу не понравился замелькавший на телеэкране генсек с сатанинской печатью на темени. И слишком активная жена его не понравилась. Горбачевы начали по кирпичику разбирать здания, возведенные такими, как Галима, людьми их предшественниками. Сама Галима давно лишилась власти и соответствующих благ, но если сон сбудется, останется она и без всякой защиты. Галиме стало зябко. Она достала толстое одеяло, закуталась в него, но не согрелась. Встала, выпила горячего чаю, но и это не помогло. Ах, большую ошибку допустил меченый вождь. Если КПСС окончательно рухнет, народ, привыкший к тому, что за него думали партийные вожди, растеряется, станет рабом шустрых соседей, будет горбатиться на них или окончательно сопьется. Есть, правда, находчивые, предприимчивые люди в своей стране. Взять, к примеру, Мадину. Вот такие в любых условиях не пропадут. Не хватило у Галимы сил на Мадину. Не смогла выбить ей зубы, наступить на хвост. Абделяхата отправила к праотцам, Бурсенбику заперла в психушке, а с этой не справилась. Справилась бы, да наступили иные времена. Уехал Кадрасов, оставив Галиму, что называется, с носом. А Мадина пошла в гору. Построила себе двухэтажный особняк, да еще с вызывающим куполом. По слухам, у нее на пасеке более 100 ульев, на этом и разбогатела. Девчонки ее ездят на гастроли за границу. Дауд – агроном. Даже приемный ее сын, Абубакир, в котором течет кровь мерзавца Ихсанбая, стал известным певцом, заодно будто бы преподает в консерватории. Эх, жизнь! Тосковавшая когда-то по ломтику хлеба Мадина разъезжает в Мерседесе, а Галима. Впрочем, и у нее есть дочь. Только вот, говорят, приезжала не раз на могилу сына. А к матери не заходила, не интересовалась ее житием-бытием. Какое высокомерие! Это в ней от Барсенбики. Волчья порода. Ненавижу. Привычным движением Галима взяла в руку стакан, подтянулась к бутылке с водкой, но пить не стала. Не хотелось. Баста, душа не принимает. Даже возможности хотя бы ненадолго забыться Галима лишилась. Она встала, начала неторопливо одеваться. Посмотрела на себя в зеркале. Зрелище не из приятных. Волосы разлохматились, как помело. Лицо изрезано морщинами, под глазами темные мешки, дряблые щеки тоже свисля. Если в таком виде заявиться к дочери, узнает ли ее Самира? А она, наверное, красивая. Небось, встречается с Кадрасовым, раз в одном городе живут. Может быть, родила от него еще сына или дочь? Расспрашивала Галима людей, сказали, что есть у Кадрасова очень похожий на него сын. Вот к чьим порогам судьба толкает ее на старости лет. Решила Галима поехать к дочери, поклониться ей. Примет ли? А главное, простит ли? Мадина остановилась у окруженных молодыми деревьями могил Абделяхата и Хашима. Села на скамеечку между ними. Отсюда ее дом был виден как на ладони. Окна дома одно за другим гасли, внуки и внучки ложились спать. Вскоре свет остался только на кухне под куполом. Наверху бодрствует Руслан. Он продолжает дедово дело, расширяет панно, готов не спать сутками. На кухне невестка Нафиса ждет Даута. Тоже не ляжет, пока не придет муж. Сегодня он почему-то запозднился. Из-за этого и на душе Мадины было неспокойно, томило недоброе предчувствие. Но вот на горе, у березы, возле которой погиб Абделяхат, на фоне светлой еще полоски в небе появилась одинокая мужская фигура. Он, Дауд. Но почему он пеший? Обычно ведь ездит верхом. Когда он спустился с горы и повернул в сторону дома, Мадина окликнула его. «Сынок! Мама! Ты почему здесь? Тебя ждала. С тобой что-нибудь случилось? Я-то, как видишь, жив-здоров. Коня моего подстрелили». «Как? Кто?» «Какие-то люди, 3 верховых,
угнали десятка-два колхозных коров. Видимо, в Челябинскую область. Колхозных коров? Да. Гнали, сломя голову по низине, прямо по посевам. Надо думать, кто-то, хорошо знающий местность, указал на кратчайший путь. Ну, я поскакал за ними, хотел выяснить, кто такие, и нарвался на выстрел. Господи! Ладно, хоть сам цел невредим. Зачем же ты кинулся, видя, что их трое да еще вооружены? Дауд присел рядом с матерью. Чем старше, тем больше становится он похожим на отца, скоро сравняется с ним и в возрасте. Как быстро летит время. Не могу же я допустить, чтобы на моих глазах разоряли колхоз. Ты один уже не спасешь его, сынок. Мадина прикоснулась ладонью к его спине. Ну, иди домой. Нафиса тебя ждет. А ты? Я еще немного посижу. В моем возрасте люди общаются не только живыми. Натянув накинутую на плечи пуховую шаль у груди, Мадина задумчиво последила за удалявшимся сыном. Последний убежденный коммунист из распавшейся колхозной парторганизации. Старается спасти тонущий корабль. Трудно ему будет, но Мадина не станет вмешиваться в его дела. Каждый должен найти свою дорогу сам. Самира дошла до комнаты отдыха на ватных ногах. Обессиленно растянулась на топчине, смежила веки. Тихонечко скрипнула дверь. По шагам Самира догадалась, вошла Асия-апай. Как батыр. То ли прозвучало это из уст Самиры, то ли она только подумала, но Асия поняла ее. Его состояние улучшилось. Он открыл глаза. На кожаную поверхность топчина что-то закапало. Слезы. Чьи? Самой Самиры или Асии? Почему плачешь? Ответа не последовало. Движением подбородка в сторону двери Самира дала знак, чтобы медсестра вышла. Ей надо отдохнуть. Поспать. Теперь она знает, что сын жив, и больше ничего ей не нужно. Медсестра вышла. Вместо нее перед Самирой возникла старуха, когда-то подарившая ей серьги с бирюзовыми камешками, и обернулась. Белой змеей. Самира постелила перед ней белый платок. На платок упали сияющие рожки. Хотя нет, то, что бабушка назвала рожками, оказалось сверкающей самоцветами короной. Самира подняла ее, надела на свою голову и последовала за царицей змей. Больницу, в которой работала дочь, Галима нашла довольно быстро. Обратилась в приемном покое к усатому мужчине в белом халате. «Мне надо повидаться с Амирой Мингажевой». У мужчины округлились глаза. «А вы, кем Самире Идеаловне приходитесь?» «Я ее мать». «Мать?» Усатый схватил телефонную трубку, позвонил куда-то. «Слушай, подгони быстренько машину к подъезду». Тут пришла женщина, говорит, мать Самиры Идеаловны. «Да-да». Он положил трубку. «Апай, сейчас подойдет машина. Может быть, успеете?» Галима не спросила, куда должны успеть. Эти люди, наверное, знают, где ее дочь. Возможно, она собралась куда-нибудь уехать. Водитель санитарной машины тоже ничего ей не объяснил. Машина остановилась у ворот мусульманского кладбища. Водитель, подождав, пока Галима выйдет из салона, коротко бросил «до свидания» и уехал. Должно быть, полагал, что она знает, зачем приехали сюда. Галима, в свою очередь, предположила, что дочь участвует в чьих-то похоронах. Может быть, умер кто-то из ее коллег. В это время из ворот кладбища потекла толпа. Сколько народу пришло проститься с покойным. Обычно так бывает, когда хоронят большого начальника. Но у многих женщин глаза были красные от слез. Значит, не начальника хоронили. По начальникам не плачут, а лишь исполняют положенный ритуал. Потому что их не любят. Кытрасов, помнится, сетовал: 9 раз выполнишь просьбу человека, а на 10-й не сможешь, и он уже смотрит на тебя как на врага. Галима стала высматривать среди расходившихся с похорон людей свою дочь, единственного в мире близкого ей человека. Узнает ли ее Галима? Ведь столько лет не виделись. Должна узнать. У Самиры синие глаза, пошла в отца, недоброй памяти Ахсанбая. Волосы у нее были курчавые, щеки, как налитые яблочки. Поток участников похорон иссяк.
Люди разъехались, кто в автобусах, кто на легковых машинах. Самиры среди них не оказалось. Галима решила, что парень-водитель, должно быть, привез ее сюда по ошибке, и направилась к остановке общественного транспорта. Как же теперь быть? Пойти на квартиру Самиры, раз здесь не нашла? Хватит ли духу постучаться к ней? Какая-то неведомая сила вдруг повернула Галиму назад. Пошла на кладбище. Походила по нему и нашла среди сотен могил только что засыпанную. На влажном еще холмике множество живых цветов. К металлической ограде прислонены венки. На высокой мраморной плите в изголовье могилы выбита надпись «Мингажева Самира Идеаловна». Выше – ее портрет. Волосы растреплены ветром, на лице – счастливая улыбка. Услышав слово «Терекла», Галима остановилась у торгового ряда, где две молодые женщины продавали молоко и сметану. С транспортом сейчас особых проблем нет, приезжают в Таулы на рынок из дальних аулов, в том числе из Тереклы для тех, кто обзавелся машиной полсотни километров не, расстояние всего час пути. Иста, это не наша Лига Лимайной. Кажется, она как состарилась. Галима повернула голову к женщинам, смотревшим на нее, не стала скрывать, что слышит их разговор. Время не только человека, камни точит, скалы рушит. Вы из Тереклов, что ли, молодушки? Да, ответила одна из торговок, покраснев. Давно не видела, так сразу и не узнать тебя, апай. Галима подошла к ним поближе. Она уже не смущалась того, что вид у нее неухоженный, одежда истрепанная, пышные когда-то волосы повылезли, губы провалились в обеззубивший рот. Меня тут все знают. А вы, наверное, редко приезжаете на рынок. Другие тереклинские женщины то молока мне оставят, то корота, то масла. В порядке милостыни. Галима, опершись на клюку, смотрела на торговок выжидающе. Как говорится, пока ребенок не заплачет, ему титьку не дадут. Что уж ты, апай, так, живешь. Рослая сухощавая молодежка поправила марлю, которой были прикрыты масло в комках и банки со сметаной. Лучше бы попросилась в пансионат Мадины. Пансионат Мадины? Не слышала, что ли, о нем? Уже лет 10, как Мадина его содержит. Ну да, подтвердила другая молодушка. Там неплохо пожилым людям живется. Сад такой хороший, огород. Зелень всякую растят, картошку сажают и пчел держат. Батрачат, значит, на Мадину. Галима сморщила нос. Нет, апай, они же в охотку, для себя стараются. Мадина для них стрепуху и уборщицу наняла. Коммуны живут. Вечерами песни поют. Весело становится на душе, когда мимо их дома проходишь. Молодушка, что пониже ростом, достала из своей сумки комок сушеного корота, сунула в авоську Галимы. Айда, апай, вернись в Тереклы. Мадина добросердечная женщина, примет и тебя. Хы. Галима пошла было прочь, но любопытство ее остановило. Задала вертевшийся на кончике языка вопрос. Мадина, как выглядит? Сильно сдала? Тоже ведь состарилась. Она еще. Сухощавая посмотрела на низкорослую соседку. 50 ей исполнилось, нет ли? Какие 50, возмутилась Галима. Она разве что на год моложе меня. Вернувшись домой, Галима дрожащими руками заперла ворота. А то повадилась всякая шантропа выпивать у нее во дворе. Правда, и запертые ворота не спасают. Ломают запор. Случалось, и в дом вломывались, пугали. Галиму до полусмерти. Каждый, у кого хватает сил, готов ее обидеть. Дом требует ремонта, а на ее пенсию особо не разгонишься. Еще прошлым летом ветер сорвал с крыши лист шифера. Теперь там протекает потолок. Вода, стекая по стене, разъела кирпичную кладку, в одном месте образовалась дыра, через нее улицу стало видно. Летом дыру затянуло мхом, а как зимой в таком доме жить? Денег на ремонт нет, Исаев обманул. Обещал прислать людей, чтоб залатали крышу и дыру в стене. Не прислал. Сколько он пьянствовал в этом доме с партнерами по воровским делам, а пользы от него ни на грош.
Тяжело, но раз отпущенный Всевышним срок не истек, приходится жить. Теперь уж Галима не только другим, самой себе не нужна. Старость, подкравшись незаметно, крепко ее скрутила. Суставы утратили подвижность, тело стало тяжелым как бревно. Только глаза и уши напоминают, что когда-то и Галима была человеком. И никому ей прислониться. Поехала бы к Мадине, поклонилась, достатки гордости не позволяют. А Мадина разбогатела, даже с иностранцами деловые связи установила. Вроде бы из Германии к ней приезжали, мед у нее, экологически чистый продукт, закупают. На ее средства в Теряклах улицу заасфальтировали, мечеть построили, собираются дом культуры возводить. Доходят до Галимы слухи об этом. Бесят ее успехи Мадины. И не только Мадины, ее детей тоже. Галима не была совершенно одинокой, пока в доме звучало радио. Но однажды, когда передавали по радио песню в исполнении Купхылу, дочки Мадины, да еще объявив ее выдающейся певицей, лауреатом всесоюзных и международных конкурсов, пришла Галима в ярость. Швырнула репродуктор на пол и добила его скалкой. А по телевизору показывали, как танцевала Кюнфхылу. Вся из себя такая, что и слов для описания не подберешь. Порхала по сцене, касаясь пола лишь кончиками ног, выставив тощую заднюшку. И тут не выдержала Галима, шарахнула по экрану сковородкой. Осколки стекла брызнули ей в лицо, ладно еще в глаза не угодили, поранили грудь, месяц пролежала в больнице. И вот после всего этого пойти на поклон к Мадине. Да разве же выдержит это почти уже обуглившаяся душа Галимы? Но и жить так, как она сейчас живет, невозможно. Может быть, все же отправиться к Мадине? Сказать, что было, то сплыло, подружка, прими под свое крыло. Ведь подлости против нее не столько сама Галима совершала, сколько Саев. Это он убил Абделяхата, и Абделихатову лабораторию он поджег. Правда, держала Галима камень за пазухой и была бы только рада, если бы Саев убрал и Мадину. Но не справился он с этим, проявил слабодушие. А теперь, говорят, его сын, Сайер, у Мадины в управляющий ходит. Какой срам! Мужчины не умеют быть мужчинами. Галима на их месте сквозь землю бы со стыда провалилась. Обругав мысленно Саяфа, Галима собрала выпить чаю. Подняла электрический чайник, глядь, под ним в разосланной на столе газете, портрет Ельцина. Не заметила, когда стелила, а то бы другую газету взяла, чтобы этот урод не мозолил ей глаза. Оторвала портрет, кинула, скомкав, в очаг, чиркнула спичкой, подожгла. Пусть сгорит окаянный. Она и портреты Горбачева все время сжигала. Из-за них сгорели накопления Галимы. Людей, разоривших свой народ, и жечь мало. Когда клок газеты с портретом превратился в кучку пепла, ярость Галимы немного спала. Чай пить она раздумала. Размочила часть принесенного с рынка корота в холодной воде, выпила кисленькую жижу. В ожидании сына Саев смолил папиросы за папиросой. Делал он и прежде попытки найти общий язык с Саяром. Со старшим сыном, Нагимом, разговаривать проще, он помягче, в мать пошел, гораст поплясать. У Саяра характер твердый. Хотя и нет у него привычки ломать через колено, по присловию, там куда он ступит, искры сыплются. Институт окончил хорошо. В студенческие годы хлопот отцу не доставлял, сам себя обеспечивал. После окончания учебы поставил его Саев экономистом в своем колхозе. Но не прошло и года, хлопнул Саев дверью колхозного правления и нанялся на работу к Мадине. Можно сказать, добровольно стал ее рабом. Не к лицу это сыну человека, всю жизнь занимавшего руководящую должность. Так-то в материальном отношении Саев живет неплохо. Чей еще сын в ауле ездит на Тойоте. Хотя и не обзавелся семьей, всегда, опрятно одет, выглядит ухоженным. В этом плане, слава Аллаху, все обстоит благополучно. Но ведь есть еще понятие честь. Саев состарился. Пора передать руководство колхозом одному из сыновей. Нагим, откровенно говоря, растяпа. Эстафету должен принять Саер. Он подтянет колхоз.
И хватка у него есть, и кругозор достаточно широкий. Мадина уже не раз брала его с собой в заграничные поездки и одного посылала, он неплохо владеет английским. Если на предстоящем собрании выдвинуть его кандидатуру на пост председателя, колхозники, несомненно, ее одобрят. Сайер теперь обкатан, как камень в текучей воде, показал свои деловые качества. Люди в таких верят, пойдут за ним. Нужно только его согласие. Услышав, что у ворот остановилась машина, Саев выглянул в открытое окно. Он, Сайер, приехал. Саев засуетился. «Жена, самовар поставь». «Ах, я уже чайник вскипятила. Чтоб тебя. Трудно, что ли, тебе сына моего важить? Ах, была бы ему родной матерью». Господи, началось. Разговор переходил уже на высокие тона. Тут вошел Сайер. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Здравствуй. Да так, по-стариковски живем». Саев, только что переживший напряженный момент, напустил на покрасневшее лицо улыбку. «Айда, проходи к столу». Сайер ополоснул под рукомойником руки, вытер поданным мачехой полотенцем, сел за стол. «Зачем позвал, отец?» «Да вот, позвал». Саев передвинул поближе к сыну хлеб, вареные яйца, сметану. «Поешь-ка, время ведь обеденное». «Я уже поел. Разве что чаю выпью. К колхозному собранию готовлюсь я, сынок. Вот и подумал, надо посоветоваться с тобой, силы наши объединить. Дед твой покойный был одним из основателей колхоза. И бригадиром был, и в председателях походил. Я, сам знаешь, с малолетства на колхозной работе, в черном теле скот пас, свиней обихаживал. Годы, когда председательствовал, сами по себе, целая жизнь. Какое сердце мне надо иметь, чтобы наш колхоз, все, что по кирпичику складывал, в чужие руки отдать. Так? Ты все сказал?» «Почти». Саев обернулся к жене, присевшей за стол, чтобы налить мужчинам чаю. «Ты, женушка, поди-ка, займись чем-нибудь по хозяйству во дворе». «Ладно. Тогда чай сам наливай». Сравнительно молодая еще, кругленькая женушка укатила к выходу. «Так вот, отец, я понял, ты хочешь сосватать меня в председатели колхоза?» «Да. Я об этом давно. Каковы сейчас доходы колхоза? Сколько на счету денег?» «Да какие сейчас могут быть доходы? Смеешься, что ли? Кругом долги». «Сколько долгов? В рублях?» Саев, разволновавшись, вскочил с места, прошелся туда-сюда по комнате. «Речь не об этом. Долгов, по горло. За горючее, за электроэнергию. Люди уже забыли, что такое зарплата. Сколько земли остается невспаханной, незасеянной. Минеральных удобрений давно в помине нет. Но колхоз – фундамент нашей жизни. Вот его надо уберечь. Саму идею «будет фундамент и стены возвести» не столь уж сложно. У тебя ведь есть голова на плечах. Главное, не подпускать близко капитализм, разделяющий народ на богатых и бедных. Иначе наши отцы из могил поднимутся. Саев проговорил все это с некоторым пафосом, полагая, что так скорее убедит сына, воспитывавшегося на социалистических идеях. «Понятно», — сказал Сайер, глядя на отца смиренно. «Значит, доходов у колхоза нет. А доходы фирмы Мадина исчисляются в шестизначных цифрах. Моя месячная зарплата – $1000. $1000. Саев снова сел за стол. «Не многовато? Так я же управляющий. Правая рука Мадины Хашимовны. Правая рука. Вот попользуется она тобой, пока подрастут щенки Даута, и вышвырнет на улицу. Таковы законы капитализма. Может быть. Но до этого я порядком разбогатею и открою свое дело. Ведь накопленный опыт, знания останутся при мне. Мадина Хашимовна советует уже сейчас построить цех для копчения рыбы. Обещает помочь в получении кредита для покупки оборудования. Но мне нравится теперешняя моя работа. А честь? Какая честь? Не понимаешь? Не знаешь, что не может ее быть у прислужника? Нет у тебя чести». В сердцах Саев так ударил кулаком по столу, что чашки подпрыгнули.
Я, отец, не ворую. Зарабатываю свой хлеб. Лучше уж воруй, чем в халуе ходить. Весь мир, отец, живет по одному и тому же закону: кто-то дает работу, кто-то на эту работу нанимается. За работу платит, одни больше, другие меньше. Человек идет к тому работодателю, который платит больше. Это так, однако. Уважающий себя человек работает на государство, а не на богатея. Отец. Сайр взглянул на часы. Неправильно рассуждаешь. Скажи-ка, почему, например, старик Хусаин не стал председателем колхоза? Он что, ленив был, работу не любил? Хусаин. Сайф скривил губы. Он не способен сосчитать даже попавшие в его карман деньги. Вот. Сам подтверждаешь, что способности ума у людей разные. Предположим, собрали все богатство мира и разделили поровну между 5 миллиардами его населения. Что будет дальше? Через год люди снова разделятся на богатых и бедных. Уравнять всех невозможно, да и надобности в этом нет. Сайф вытер полотенцем выступивший на лице пот. Хоть и говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, ты, парень. Да, отец, я далеко от тебя откатился. Иначе в твоей тени загнил бы, не смог стать новым деревом, дать плоды. После ухода Саяры в доме установилась тишина. Лишь часы, дребежа по причине старости, пробили дважды, 2 часа дня. Часы эти, купленные в складчину, подарили Саяфу и Нагиме в день их свадьбы молодые друзья. Да, время старит не только человека, но и металл. Полвека с тех пор пролетело. Каждый раз, когда рождался сын, Сайф радовался. 2, хорошо, будут подпирать друг друга. Родился 3, еще лучше, треножник стоит крепко. Затем последовали 4, 5. Сайф от радости, что называется, макушкой небо задевал. Впятером в такой кнут совьются, что попробуй распустить его. А что же теперь? Старший дорогу клубу топчет. Сайр, как сын Тараса Бульбы, переметнулся на вражескую сторону. Средний пропал в Афганистане, жив ли, нет ли, Сайф не знает. 4 погиб в Москве во время путча. Последний смылся в город. Остался под рукой один Нагим, да ведь было уже сказано о нем, растяпа. Да чего же коварна эта Мадина. Переманила к себе самого способного из Саяфовых сыновей. Превратила в своего надсмотрщика. Лишила Саяфа опоры. Ведьма. Бедняжка Сайр угодил в ее ловушку из-за любви к Нхилу. Ради того, чтобы хоть увидеть ее, ходит за Мадиной как на привязи. Дочки ее чуть ли не постоянно гастролируют за границей, потому-то Сайр увязывается за хозяйкой, когда она ездит туда. Уже мог бы и бороду до пояса отрастить, а все не женится, не может забыть Тунфхилу. А она, говорят, давно уж замужем за каким-то преуспевающим бизнесменом. Вернее сказать, капиталистом. Их ведь стали называть бизнесменами ради благозвучия. Проклятая семья. Кто теперь скажет, что это, потомство Барсенбекиси богатый или как его там, прибредших в Теряклы с маленьким сыном, везя все свое имущество в ручной тележке. И что эта самая Мадина ходила, харкая кровью, после того, как первотелка саданула ее копытом в грудь. Ну и времена настали. Голодранцы, которых в дом дальше порога не пускали, без приглашения проходят в красный угол, а те, кто вертел на кончике пальца тысячи судеб, низвергнуты с небес на землю, ползут на карачках к могильным нишам. «Жизнь обманчива», — говорила когда-то бабушка Саяфа. «Если сам не обманешься, как она тебя обманет», — удивлялся Саев. Сегодня он видит, сколь не стараешься не обмануться, все равно попадаешь в просак. И, по присловию, сидишь гадаешь, то ли курица заболела, то ли счастье отвернулось. Да, нарушился порядок в мире. Процесс пошел с подачи Горбачева. Ельцин, оказалось, слеплен из того же теста. Воспользовалась Мадина их правлением. Вот уж побегала в эти годы. Слюной брызгала, демократия, суверенитет. Разъезжала по району с концертами, якобы помогала республике обрести самостоятельность. И опять же видит Саев,
ради себя старалась. Какие только двери не стучалась, ратуя за возрождение народных промыслов, а на деле сама обогатела. Богатство, прокладывая дорогу к власти. Стала Мадина народным депутатом. Завоевала авторитет во властных структурах. Смерть мужа и беда, постигшая бабушку, почему-то не сломили ее, а, напротив, укрепили. Много сил отдал Саев в борьбе с этой женщиной. Неужели напрасно? Нет, он раскроет ее подлинное лицо на общеколхозном собрании. Ладно, если не удастся переубедить Сайра, в председателе выдвинет Нагима. Научиться? Поясница, говорят, не окрепнет, пока не выйдешь на Майдан, в борцовский круг. Возможно, найдутся желающие избрать председателем Даута. Но, во-первых, он подался в фермеры. Во-вторых, Саев пламенной речи разоблачит Мадину как хищницу, высасывающую народную кровь. Вряд ли после этого кто-нибудь решится назвать имя ее сына. Однако надо еще до собрания подготовить к нему своих людей, сплотить их вокруг себя. Конечно, людей, готовых пойти за Саяфа в огонь и воду, теперь трудно найти. Зато завидующие Мадине, даже ненавидящие ее, найдутся. Есть такие люди. Галима, например. Вот кого можно использовать. Номер домашнего телефона Галимы Саев вспомнить не смог. Начал перелистывать блокнот, где-то в нем номер записан. Ночь прошла, Венера всходит. Чтобы зорьку разбудить и, напомнив о минувшем, душу мне разбередить. Мадина проснулась, услышав сквозь сон мелодию любимой песни. Откуда донесся божественно прекрасный голос? И почему он вдруг смолк? Если звучал по радио, кто его выключил? Мадина, приподнявшись, отодвинула занавеску окна, обращенного на восток. Там олела полоска зари. Верно замечено, зарю будет тут тренье, самая яркая на небосклоне звезда Сулпан. После смерти Абдиляхта, Мадина встречала зори этой песней, вобравшей в себя не только ее тоску. Изливается в ней копившаяся веками грусть народа. А в только что услышанном исполнении звучали счастливые нотки. Кто же пел? Мадина надела халат, вышла из своей комнаты. В доме тихо, все спят. По лестнице, покрытой ковровой дорожкой, бесшумно поднялась на второй этаж. Остановилась у спальни внучки Тандысы, прислушалась. Ни оттуда, ни из других комнат второго этажа не доносилось ни звука. Оставалось подняться в помещение под куполом, где Руслан иногда работает до самого утра. Да, он здесь. Спит на диване, накрывшись пиджаком. Видимо, недавно заснул, чайник стоит на столе еще горячий. От холстов, натянутых на подрамники, от изображенных на них фигур веяло энергии молодости. А вот недавно законченная картина «Полевые цветы». Какая прелесть! Среди пригнутой росой зелени пестреют раскрывшиеся на утреннее солнце цветы. Как чутко Руслан уловил их свежесть и глубину окружающего, чуть затуманенного пространства. Портрет Мадины внук уже повесил в красивой раме на стену. «Я приготовил подарок к твоему 70-летию», — сказал Руслан, когда закончил работу над портретом. Внук немного слукавил, если не принимать во внимание блестки в волосах. 70, глядя на изображение Мадины, ей не дашь. Руслану, надо полагать, хотелось, чтобы бабушка выглядела молодой. Только по глазам видно, что это, прошедшие тяжелые испытания, но не сломленная ими женщина. Взгляд у нее пронизывающий, словно рентгеновские лучи. Чувствуется в нем решительность и самоотверженность, осознанное мужество, идущее из глубины веков отвага. И наряду с этим, нежность, порожденная умением любить и быть любимой. Руслан повесил портрет рядом с картиной своего деда Аюпа. Все познается в сравнении, если бы не это соседство, наверное, невозможно было бы определить возраст женщины на новом портрете. Когда волнение, вызванное подарком внука, немного улеглось, Мадина перевела взгляд на холст, над которым Руслан, видимо, работал в последнее время. Пишет теперь портрет ее внучки Тандысы. Откуда в ее глазах такой свет, такая нежность? Она только-только простилась с отрочеством,
Ей всего 17 лет. А Руслан создает образ зрелой, влюбленной девушки. Это неправильно. Зачем закладывать в подсознание юной Тандысы образ взрослой девушки? Пусть еще продлится ее обеспеченное детство. Руслан умный парень. Надо будет поговорить с ним об этом, поймет. Мадина спустилась вниз, вышла на свежий воздух. Наперебой пели соловьи. Каждый день в эту раннюю пору Мадина обливается родниковой водой. Извергающаяся из земной глубины вода сначала обдает таким холодом, что сердце на миг замирает, затем тело словно охватывает пламя. Ежедневная процедура, не прекращающаяся зимой, наделяет бодростью, усиливает желание жить, работать. Когда Мадина, облившись, повесила ведро на сук дерева у родника, в липовой аллее мелькнула женская фигура. Кажется, Тандыса. Куда это она побежала в такую рань? Мадина встревожилась. Немного погодя послышался цокот конских копыт. Семья сходится к чаю в 10 часов утра. К этому времени все успевают управиться со своими утренними делами. За чаем обсуждаются злободневные хозяйственные вопросы. Мадина пришла к общему столу первой. Вернее, возле него уже хлопотала невестка. «Доброе утро, Нафиса. Как настроение? Вчера ты жаловалась, что голова побаливает». «Да ничего настроения». Мадине показалось, что Нафиса что-то скрывает. «Ты чем-то обеспокоена?» «Все хорошо. Только...» Сайр Саяфович, кажется, собрался уйти от нас. «Сайр, как говорится, о том, что происходит в твоем доме, узнаешь от соседей». «Да нет. Если бы возникло у него такое намерение, сказал бы сначала мне». «Килин, ты не замечала за Тандысой, ее не мучает бессонница?» «Не то чтобы бессонница. Но что-то с ней творится непонятное. Может, влюбилась? Меня сегодня и разбудила песня. Вроде ее голос был. А потом я услышала цокот копыт, заглянула в конюшню, бурыла нет. На нем ведь Тандыса ездит». Нафиса не успела ответить. Дверь распахнулась, в столовую вошли трое сыновей Даута, вслед за ними Руслан и, немного погодя, Даут. Пока они садились за стол, ворвалась и Тандыса с охапкой полевых цветов, сама как маков цвет. Голос серебром звенит. Я не заставила себя ждать. «Алысый, я сочинила песню. Вот послушай слова. Цветы полевые, узоры живые, земли моей праздничной рки наряд. Как будто монеты в нагруднике лета сияют под солнцем и радость дарят». Безмятежно счастливое лицо внучки успокоило Мадину. Искоса глянула на Руслана. Он, прихлебывая чай, разговаривал о чем-то с Уралом. После неожиданного визита Саяфа Галима погрузилась в мрачные размышления. Привык рябой загребать все чужими руками. «Давай, — говорит, — выступи по старой памяти на колхозном собрании, начни разговор ты». Положим, Галима выступит. Дальше что? Протолкнется в председателе своего никудышного Нагима, останется хозяином богатства, которое еще не успел до конца разворовать. А что от этого поимеет Галима? В лучшем случае пришлет Саев мешок картошки и мешок муки. Как ей потом жить? Вряд ли ей и Саяфу скажут спасибо за камень, брошенный в Мадину. Она ведь обеспечила работой чуть ли не половину населения Теряклов. Зарплату платит хорошую. Улицу заасфальтировала, мечеть построила, содержит дом престарелых, помогает пенсионерам. Люди все видят. Неужели Саев полагает, что о его махинациях и сомнительных связях никто не знает? Галима не круглая дура, чтобы, выступив в защиту Саяфа, раскрыть причастность к его темным делам. Хотя Саев не делился левыми доходами с Галимой, сомнительными личностями встречался и проворачивал незаконные операции в ее доме. После смерти Нагимы Галима ждала от него предложения, так сказать, руки и сердца, он выбрал другую. Когда нужен был Галиме, глаз не казал. Появлялся, когда сам в ней нуждался. И вот опять явился. Но на сей раз его умная головушка не доработала. Галима не топор без рукояти, чтобы каждый, кто пожелает, совал ее в свою сумму. Теперь, воспользовавшись сложившимися обстоятельствами,
Она выведет Саяфа на чистую воду. Он за все поплатится. Галима когда-то подобрала у березы, сваленной на пути Абделяхата, окурки папирос Казбек. Их курил тогда только Саяф. Галима достала из шкатулки эти окурки, положила, завернув платочек, в карман. Покажет их на собрание. Люди больше верят тому, что видит, чем тому, что слышит. Вещественные доказательства взбесит Мадину. Аул раскалется на два лагеря. Мадина с Саяфом вцепятся друг другу в горло. Любовь пришла к Саяру неожиданно. Как внезапная весна. Вечером еще стоит зима, земля скована морозом, а утром вдруг нахлынет тепло, солнце слепит глаза, капель стучит, к полудню уже ручей журчит. Так вот и любовь к нему пришла. Ему от радости хотелось взбежать на высокую гору, взлететь в небо или просто полежать, забывшись, на усеянном горецветом склоне горы. Повторялось то, что он пережил еще подростком. Тогда он испугался обуявшего его чувства. Но оно же, это чувство, возносило его в небеса. Он долго не мог забыть Кюнфхилу. Желание хоть изредка видеть ее привело Саяра, уже взрослого, к Мадине. Нанялся к ней на работу. Во время поездок в Петербург и за рубеж он встречался с Кюнфхилу под предлогом передачи ей привета и гостинцев от матери. Он вынужден был глубоко прятать свое чувство к ней, боялся лишиться даже этих коротких встреч. Со временем примирился со своей судьбой. Муж и дочь Кюнфхилу относились к нему по-свойски. Сайр был рад и тому, что вхож в эту семью. Когда муж Кюнфхилу оказывался в отъезде, Сайр встречал ее после поздних вечерних спектаклей, дарил цветы. В этом не было ничего особенного, подарить цветы артистке может каждый. Пожимая при встрече руку Кюнфхилу, пахнувшей сценой, гримом и еще чем-то неведомым, чувствуя пьянящее тепло тонких, гибких пальцев, Сайр испытывал желание обнять ее, но не переступал черту дозволенного. Всего лишь раз он решился спросить: «Ты счастлива?» «От добра добра не ищут», — ответила она. После этого они в разговорах редко касались личной жизни. У полностью погруженной в мир искусства Кармен, это был ее псевдоним, не оставалось, кажется, сил для переживаний, связанных с чем-либо иным. Все же однажды, когда прогуливались по набережной Вене, Сайр заговорил о ее будущем: «Сейчас ты, Кюнфхилу, кружишься в вихре славы, у тебя много контрактов, приглашений. Но творческий век балерин короток, как весна, быстро отбурлит и пройдет. Чем ты тогда заполнишь пустоту?» «А у меня не будет пустоты», — улыбнулась Кюнфхилу. «У меня есть ребенок. Кроме того, я буду давать уроки танцев. Кармен, сошедшая со сцены, должна воспитать новую Кармен», — сказала она это задумчиво, как бы сама себе, не глядя на Саяра, устремив взгляд на реку. Сайр понял, что нет у него никаких шансов на ответное чувство ни сейчас, ни в будущем, и, хотя мучился сам, дал себе слово не мучить Кюнфхилу такими вопросами. Она не запятнает женскую честь изменой мужу, и ему остается довольствоваться только дружескими отношениями. Так он прожил до нынешней весны. О том, что до ныне не женился, что дома его никто не ждет и нет у него ребенка, чтобы поласкать, посадив на колени, не сожалел. Но вот нынешней весной, когда понадобилось съездить в Санкт-Петербург, Мадина Хашимовна попросила его занести гостинцы Тандысе, живущей, пока учится, у Кюнфхилу. В это время Кюнфхилу, оказалось, была на гастролях, дверь открыла Тандыса. Впрочем, тогда ему показалось, что это сама хозяйка квартиры. Те же волнами спадающие на плечи кудри, те же угольно-черные глаза, Кюнфхилу, будто нисколько не изменившаяся за минувшие 20 лет. Она повисла на шее Саяра. «Ой, как я соскучилась по тебе, Сайрагой!» «Кюнфхилу! Я... Тандыса!» Сайр осторожно отстранил ее от себя. «Прости. Ты очень похожа на свою тетю». «Да, я выросла и стала похожей на нее». Тандыса, смеясь, повела его за руку в гостиную. «Теперь уж ты не сможешь сажать меня на плечи, Сайр». Тандыса запнулась. «Агай. Агай. Раньше я был для тебя просто Саяром. Я ведь уже не ребенок,
Называть просто Саяром стесняюсь, добавлять Ага тоже неловко, вы, не такой уж старый». Оба они смущенно замолчали. Тандыса, когда провожала его, заметно погрустнела, притала глаза. Больше, собственно, ничего не произошло. Но в сердце Саяра, увидевшего в Тандысе юную Кюнхилу, вновь вспыхнуло чувство, которому он не смог воспротивиться. Тандыса приехала на каникулы, однако не врывалась теперь в контору к Саяру с криком «Привет царю Медового царства!» и посостязаться в верховой езде не звала. При случайной встрече у родника густо покраснела. Раньше она его не стеснялась. Совсем еще маленькой он баюкивал ее на своих руках. Потом вместе бегали по лугу, собирали цветы. Вместе купались в Акьелге. Поссорившись с братьями, Тандыса грозила: «Вот скажу Саяру, предлагай поиграть», — говорила ему, «ты будешь будто бы мой жених». А он готов был стать для похожей на Кюнхилу девочки кем угодно. А теперь не знает, что делать, как быть. Он в положении человека, мучимого жаждой и в то же время делающего вид, будто не замечает, что рядом журчит родник. Даже попытка Саяра объясниться с Тандысой в любви может быть воспринята как черная неблагодарность по отношению к Мадине Хашимовне и ее семье, сделавшей для него так много хорошего. Разницу в возрасте он и сам никогда не сможет перешагнуть. Остается ему одно – бежать. Бежать, куда глаза глядят. Долго сидел Дауд, глядя на раскинувшееся зеленым ковром ржаное поле. С вершины холма оно казалось ровным, гладким. Во второй половине июня прошли грозовые дожди. Все посевы повеселели, и рожь, и пшеница, и ячмень, и овес. Не прошло даром и то, что всю зиму на поля вывозили навоз. 3 года назад ушел Дауд из колхоза. Произошло это из-за того, что Саев постоянно давил на него, дескать, колхозная земля – не полигон для экспериментов. Москва в это время настойчиво добивалась поворота на селе к фермерским формам хозяйствования. Руководство республики вело более осторожную политику. Опасаясь, что крутой поворот может привести к разрухе, голоду, старалась сохранить колхозы, лишь переименовала их АКХ – Ассоциации крестьянских хозяйств. Но и созданию фермерских хозяйств не препятствовала. Пусть они, прежде чем ломать все через колено, покажут, на что способны, тогда станет виднее, как жить дальше. Дауд, воспользовавшись этим, отдал предпочтение фермерству. Многие охотно передали в его ведение свои земельные паи, согласились работать в основанном им фермерском хозяйстве. Дауд прежде всего размножил семена созданных его отцом сортов ржи и пшеницы. Мать помогла купить для начала трактор «Беларус», импортный комбайн, грузовую машину. Теперь он может продавать хорошие семена всему району. Со своими компаньонами, убрав первый урожай, расплатился зерном. Но для покупки горючего, оплаты электроэнергии и труда наемных работников нужны живые деньги. Поэтому Дауд приобрел коров, дойных кобылиц, создал цеха для производства кумысного порошка и картофельных чипсов. Мелит зерно в своем хозяйстве, печет хлеб на продажу. Перед тем, как расстаться с колхозом и затеять все это, он посоветовался с матерью: «Съезди за границу, посмотри, как поставлено дело у фермеров там», — сказала тогда мать. Дауд принял совет. Побывал в Германии, в Голландии. Наибольшее впечатление произвели на него хозяйства, оснащенные компьютерами. В компьютерах были сосредоточены сведения о каждом поле, даже о каждой корове. Из командировки, оплаченной матерью, вернулся со светлыми мечтами, уверенностью в своих силах и надеждой на будущее. Сколько времени он потерял в бесплодных спорах с Аяфом, доказывая свою правоту в том или ином начинании. Теперь руки у него развязаны. 10-дневная поездка открыла ему глаза на многое. Он убедился, например, в том, что созданные его отцом сорты злаковых культур уникальны. Не только позволяют использовать технику эффективнее, убирать урожай без больших потерь, но и обладают отличными хлебопекарными качествами. Как хорошо, что в эти непростые годы Дауд не отдалился от земли, от хлеборобства, остался верным древнему святому делу.
Спасибо бабушке Борсенбике, это она заложила в его душу первые семена уважения к хлебу. Бывало, когда он и Абубакир ходили с ней по ягоды или собирать вишню, садились отдохнуть у кромки поля, бабушка развязывала белый узелок, давала им по ломтику хлеба и наставляла: «Ешьте, не роняя ни крошки». А почему, Алесы? Что будет, если уроним? Даже самая маленькая крошка хлеба старше вас, неуважение к ней – грех, отвечала Барсанбика. И старше тебя, допытывался Дауд. Да, хлеб старше всех живых существ, и нет на свете ничего более важного. Аллах сначала ниспослал на землю злаки, чтобы людям было чем питаться, а потом уж породил пахари и сеятели. А мама говорила, что сначала возникли мелодии, что даже у каждой планеты есть своя песня, не то чтобы возражал, а напоминал Абу-Бакр. «Я не говорю, что не было мелодий», — отвечала бабушка. «Но для того, чтобы их слышать, надо быть сытым. Одной половине человеческой души нужен хлеб, другой — песня. Если подумать, ничто в жизни человека не проходит бесследно». Пробудившаяся в деде Хашиме тяга к творчеству тоже повлияла на Дауда. Собирая с дедом для его панно разноцветные камешки у речки, он стал смотреть на бесполезные, на первый взгляд, предметы, задаваясь вопросом, для чего это может пригодиться. Хашим не баловал Дауда с Абубакиром покупными игрушками. Помогая деду, они научились делать игрушки из подручных материалов. И сколько ракет запустили, сколько самолетиков подняли в небо. Конструирование вырабатывало в них настойчивость, привычку к упорному труду. Может быть, поэтому и служба в армии давалась Дауду потом легко. Правда, там тяжелое ранение поставило его на стык жизни и смерти. Он и себе испытал, что переход из одного состояния в другое может произойти очень быстро, и не так уж это страшно. Умереть нетрудно, гораздо труднее жить так, чтобы быть довольным своей жизнью, работой, семьей, детьми. Для этого нужно прилагать немалые усилия. Причем, успех приходит тогда, когда тратишь силы не столько ради самого себя, сколько ради других. Убедился в этом Дауд на 5-м десятке лет. Он встал, неторопливо направился к своему коню. Надо сегодня вернуться домой пораньше. Тандыса приехала на каникулы, а он еще ни разу не посидел с ней, не поговорил под душем. Выросла уже и его младшенькая. Скоро, глядишь, замуж выйдет. Как быстро течет жизнь. Запятая Алесой, почему меня назвали Тандыса, спросила однажды Тандыса. Прадед твой предложил дать тебе это имя, ответила Мадина. Наверное, хотел, чтобы ты была здоровой и сильной духом, как героиня легенды. Тандыса любила прадеда. Теперь уж он сам для нее легенда. Прожил всю жизнь, поклоняясь одной женщине, даже не ей самой, а памяти о ней. Когда похоронили прадеда, Тандысе не исполнилось еще и 5 лет. В то время только и было разговоров, что о стройке, о каких-то переменах в жизни. У братьев свои интересы, мать постоянно занята на кухне, бабушка появляется дома редко, да и то из ее уст сыплются непонятные слова: рынок, конкуренции, инвестиции, кредит, инфляции. Тандыса чувствовала себя выпавшим из гнезда воробушком, летать еще не умеет, а должна научиться, а то кошка сожрет. Словом, сама о себе должна была заботиться. Появление в их семье Сайяры спасло ее от одиночества. Тандыса вскоре привыкла к этому долговязому человеку, привязалась к нему. «Сайр!» — кричала она. «Давай поиграем!» «Давай!» — отвечал Сайр. «А во что?» «В волка и козлят. Ты будешь будто бы волк, а я коза». Он никогда не говорил ей «нет». Она могла ездить на нем верхом или запрячь его в тележку, все ее выдумки и шалости Сайр принимал смиренно. Если, случалось, Тандыса заболеет, сидел у ее постели. Он любил смотреть ей в глаза, любил ее кудряшки, прикасался к ним осторожно, с какой-то особой нежностью. Возвращаясь из поездок, обязательно привозил ей гостинцы и подарки. Тандыса делилась с ним своими тайнами, в которые больше никого не посвящала. Да, она росла рука к руке с Сайяром. Он и школьные уроки помогал ей готовить.
Поскольку ездил много, рассказывал о дальних странах, о жизни и обычаях других народов. Но однажды сквозь сон Тандыса услышала разговор матери и бабушки, касавшийся ее дружбы с Аяром. Просто удивительно, Кайном, до чего человек может привязаться к чужому ребенку. О Саяре Саяфовиче говорю. Вернулся из командировки, несмотря на поздний час, занес гостинцы Тандысе. Да. Послышался вздох бабушки. Видно, нашел утешение в ней. Он, оказывается, очень любил Кюнхылу, а Тандыса на нее похожа. Я, Килин, все думаю, не отправить ли внучку учиться в Петербург. Там есть кому за ней присмотреть, а ей пора выходить на широкий простор. Но она же еще совсем ребенок. 17 лет девочке, уже не дитя. Вспомни-ка, во сколько лет ты сама замуж за Даута вышла. 18. Когда твоего покойного свекра встретила, и мне было примерно столько же. А моей матери, когда я родилась, 16. Ах, в самом деле. А что Даут скажет? Думаю, не станет возражать. Тандыса будет жить у Кюнхылу. Девочке пора приобретать профессию. Поступит в экономический колледж, она же в математике сильна. А может, ей у Флориды пожить? Кюнхыл часто уезжает на гастроли. Что ж, может и у нее. Абубакир сам заводил разговор об этом. Кайном, в голосе матери Тандыса уловила смущение, она ведь вот-вот взрослой станет, возраст невесты вступит. И слава Аллаху. Всему приходит свое время. Тандыса, запомнив этот разговор, не успела еще прийти к каким-либо определенным выводам. Как оказалось, в Санкт-Петербурге стала студенткой экономического колледжа. Можно сказать, перемена в ее жизни произошла молниеносно. Она уехала с бабушкой в Питер, не простившись с Аяром, тот был в отъезде. Потом, при встрече с ним в тетиной квартире, поняла, как сильно по нему соскучилась. Кинулась ему на шею и, если бы Сайр не отстранил ее, так бы и осталась навсегда в его объятия, растаяла в нем. А сейчас в Теряклах не смеет поднять на него глаза, хотя все время ищет его взглядом. Что это? К ней пришла любовь? Не может быть. Он же, намного старше ее. Но почему, проснувшись ночью, она шепчет его имя? Запятая Алесой, можно к тебе войти? Входи. Входи. Бэй, Руслан, я сама собиралась подняться к тебе. Мадина встала с дивана, шагнула навстречу внуку. Ты все работаешь и работаешь. Не устаешь? Нет. Я и на отдых нахожу время. Сегодня сходили на озеро, купались, рыбу ловили. Тандыса ходила с вами? Ходила. Она, оказывается, здорово плавает. Алысы, вот какое дело, я пишу портрет Тандысы, хочу представить ее в национальном наряде. Так бы и назвал картину «Девушка в национальной одежде». Тандыса такая колоритная. Потрясающий получится портрет. Я уже видела этот холст. Национальный наряд, найду. Но почему ты изображаешь ее влюбленной девушкой? Так ведь? Во взгляде Руслана отразилось удивление. Она на самом деле влюблена. Мне хотелось уловить именно этот момент в ее жизни. Значит, удалось. Но она еще дитя. Понимаешь? Дитя. Ей скоро будет 17, Алексей. Ну ладно. Над чем еще ты собираешься работать? Приготовил большой подрамник. Мадина, ласково смотревшая на Руслана, снова про себя отметила, что он похож на мать. И подумала, хорошо, что я благословила этот брак, прекрасного внука мне Абубакир с Флоридой подарили. Руслана не тянет в город, старается быть поближе к земле, к природе, это Мадине тоже по душе. Он вдумчивый парень, мыслящий. Я, Алесый, задумал картину под условным названием «Батыры моей земли». Типа Васнецовских трех богатырей. Неплохая задумка. Кого имеешь в виду под батырами? Кого? В центре – Салават. Кстати, как ты думаешь, Алесый, почему наш народ, восстававший много раз, более всех батыров возвеличил Салавата? Я думаю, Салавата народ выделил как ярчайшую личность. Он – сын старшины, человека известного и богатого,
переступил личные интересы ради общего счастья. Это во-первых. Во-вторых, был не только воином и вождем восставших, но и поэтом, песнетворцем. Воевал не против русских, а плечом к плечу с русскими против общих угнетателей. И, наконец, он обрел славу мученика, пожертвовавшего собой в борьбе за счастье народа. После подавления восстания Салавата возили по Башкортостану и публично истязали в назидание непокорным. Было запрещено называть его именем детей, даже упоминать это имя. Но каратели добились лишь обратного эффекта, народ назвал Салавата своим великим сыном. А чьи еще фигуры будут на картине? Чьи? Выбрать их так же трудно, как выбрать самый красивый цветок из этого букета. Руслан кивнул на цветы, стоявшие в вазе на столе Мадины. В это время дверь приоткрылась, в комнату просунула голову Нафиса. «Кайнам, пришла какая-то старуха, просит тебя. Срочное, — говорит, — дело. Сейчас выйду». Мадина ободряюще поворошила кудри внука. «Я нисколько не сомневаюсь, что картина у тебя получится». Мадина, выйдя во двор, не сразу узнала пришедшую к ней старую женщину. Она стояла, опершись на клюку. Лицо опухшее, изборожденное морщинами. «А вы, ко мне? Ко тебе?» Посетительница изобразила улыбку. «В самом деле, что ли, не узнаешь, подружка?» Галима. Мадина растерялась. Хотела протянуть руку, чтобы поздороваться, но видя, что Галима не шелохнулась, отказалась от своего намерения. «Здравствуй, Галима, здравствуй. Какими ветрами? Идем, присядем в тенек». Мадина кивнула в сторону скамеечки под деревом. «Просторный дом ты построила», — сказала Галима, умастившись на конце скамейки, не глядя на Мадину. «Сейчас многие такие дома строят. А тот свой дом старикам, оказывается, отдала. Да, старики там живут. Выполнила наказ отца. Да. Какие времена настали. Все вверх дном перевернулось, Мадина? Или я ошибаюсь?» Мадина промолчала. Давно уж она ни с кем не спорит. Много ярых коммунистов ради Галимы перевидела. Одни первыми кинули свои партбилеты на стол и, как Саев, принялись ловить рыбку в мутной воде. Другие, провозглашая верность идеям Ленина, отделись поплоше и в образе невинных жертв истории встали в оппозицию по отношению к новым властям. Галима, видимо, принадлежала ко второй группе, весь ее блик говорил об этом. Мадина взглянула на свои часики. «Извини, через 5 минут ко мне должны подъехать подрядчики. Начало строить асфальтовую дорогу на Таулы. Есть ко мне просьбы? Асфальтовую дорогу? Это тебе по силам? Почему бы нет? Не на Луну ведь. Вон как. А тебя Саев намеревается скинуть». «Скинуть? Откуда?» «Не знаю. Собирается выступить против тебя на колхозном собрании. Пожалуйста, пусть выступит. А с чего это ты решила предупредить меня? Я, Мадина, никогда врагом тебе не была. Вот». Галима вытащила из кармана грязный носовой платок. «Смотри. Окурки. От папирос Казбек. Я подобрала их после гибели твоего мужа у свалена березы. Казбек в Теряклых курил тогда только Саев. Он подпилил один ствол дерева, убил Абделяхата». Мадину сообщение не очень удивило, она догадывалась, что к аварии причастен Саев. Но окурками, да еще спустя столько времени, ничего не докажешь. Саев мог остановиться у сдвоенной березы, покурить и до, и после гибели Абделяхата. Да и не настолько он глуп, чтобы оставить явные улики преступления. Тем не менее Мадина заволновалась, поднялась со скамейки и снова села. Чего хочет от нее Галима, сама изжеванная временем, как окурок? Задала ей этот вопрос. «Чего тебе от меня нужно, Галима?» Галима придвинулась поближе к ней. «Возьми меня под свое крыло, подружка. Одинока я. Санира моя умерла. Мне некуда податься. Я побывала в твоем пансионате. Хорошо там. Тепло. Кругом цветы. Розы цветут». Мадина непроизвольно отодвинулась от готовой почти в ноги подружки. Многое вспомнилось ей в эти мгновения. Бабушка Бурсенбика, посаженная в психушку.
Буренушка, раненая ударом вил под рог. Коровы со вздутыми животами, отравленные аммиаком. Слова, сказанные Галимой у могилы Камалетдинова. Мадина никому никогда не строила козня, не мстила, вспоминая прошлое. Но видеть эту старуху с грязной душой в доме, хранящим светлую память, ей не хотелось. Человек, которому доставляет удовольствие аромат роз, не сеет чья-то полох. Галима. Постой. Давай поговорим, объяснимся. Извини, вон ко мне приехали. У колхоза денег нет, подготовку к предстоящему сабантую взяли на себя Мадина с Даутом. Распределили обязанности. Его там готовит коней к скачкам, тут вспенивается кумыс в катках, поставлены над корм бараны, зашипело масло в сковородках и казанах, хозяйки запасают чакчик и баурхак для коллективного чаепития. Установлены призы, победителю в скачках, то есть молодой конек, сильнейшему борцу, холодильник, лучшему певцу и кураисту, путевка на отдых в Анталию. Праздник продлится не один день, как прежде, а 3 дня. А то, наблюдая за борьбой, не успеваешь последить за скачками, предпочтешь скачки, не послушаешь певцов. Каждое из этих состязаний станет главным событием очередного дня. А наряду с ними сельсовет, по нынешнему, администрация аула, подведет итоги конкурсов на самый красивый двор, на самую дружную семью, на самого благовоспитанного ребенка. Ну и своим чередом неспешно пройдут прочие затеи и игры. По распоряжению Мадины закупили много небольших подарков. Пусть каждый, кто может передвигаться, на людей посмотрит и себя покажет. Никто не уйдет с праздника с пустыми руками. Готовятся к сабантую и внуки Мадины. Заки с Салаватом выступят на скачках. Около них крутится старик Хусайн. Наставляет молодых наездников. Любит покомандовать. Неспроста в доме престарелых дали ему прозвище Курбаша. Самолично выбрал в косяке коней для ребят. По этой части он дока, не ошибается, только не знает, кому отдать предпочтение, кто победит, Салават или Заки. Оба молодцы. Если обращается за советом кто-либо еще, старик важничает. Всем нужен Хусайн. Урал собирается выйти на борцовский крут. Накачивает мышцы двухпудовой гирей, выжимает штангу. Только Тандысов помалкивает, не выдает своих намерений. Помогает матери высаживать цветы вокруг дома. То загадочно улыбается, то грустит. Да, заневестилась внучка Мадины. Мадина послала телеграммы дочерям и Абубакеру, пригласила семьями на сабантуй. Может быть, приедут. Нет уверенности лишь насчет Купфхылу. Она давно живет в Италии. Ее Альбина пошла маминой дорогой, учится на певицу. Муж – музыкант. Малика живет в Петербурге у Флориды с Абубакером. Наверно, приедет, по Руслану скучает, первый ведь ее внук. Если приедет, не наговорятся они с Мадиной, много у них общих воспоминаний, немало было связанных друг с другом переживаний. Праздник, рассчитанный на 3 дня, дело не шуточное. Хотя приходится заниматься и строительством дороги, и за работой цехов следить, в мыслях Мадины сейчас прежде всего с сабантуй. Решила она еще устроить в завершение праздника фейерверк в честь победителей. В течение 15 минут ночное небо будет озаряться разноцветными огнями. Это нужно прежде всего для воодушевления молодежи, если вселиться в молодые сердца дух победы, то уж не покинет их, будет все время звать вперед к высоким целям. Внезапно появившись в Тереклах, Галима, к удивлению Саяфа, также внезапно исчезла. Впрочем, чего еще можно ждать от подобных женщин? Ненадежны они. Потому и не уважает Саев Галиму. Если бы уважал, после смерти жены сделал бы предложение ей, но он предпочел другую, решив, что молодую жену можно гнуть, как ивовый прут, в любую сторону, куда захочешь. Так-то оно так, новая избранница его что велишь, то и делает, но дельного совета от нее не получишь. Попытаешься посоветоваться, слышишь один и тот же ответ: сам лучше меня знаешь. Асаев больше не знает, чем знает. За советом к соседям то и дело бегать не будешь, нужна советчица рядом. А ее нет.
Скоро Саяфу надо идти на собрание, а чувствует он себя генералом без армии. Или, если хотите, королем без свиты. Одинок Саев. Галима, приехав в Терякло, даже не заглянула к нему. Крысы, говорят, первыми бегут с тонущего корабля. Стало быть, тонет его корабль, именуемый колхозом Алга. В ту пору, когда хлопнул партбилетом об стол, Саев еще верил в будущее колхоза. Но, по всей видимости, колхозы и совхозы, с которыми были связаны надежды не тысяч даже, а миллионов людей, обречены, уйдут в небытие. Исаев, поскольку ему ни на кого опереться на собрание, не сможет высказать и половину того, что приготовил для разоблачения Мадина с Даутом. Вдобавок ко всему завтра, с Сабантой. Подготовку к нему возглавила Мадина, взяла расходы на себя. Мадина тут, Мадина там. Взялась строить асфальтированную дорогу в Таулы. Колхоз маялся из-за плохих дорог, построить хорошую было ему не по силам. А Мадина взялась. Вряд ли ее фирме удастся довести дело до успешного завершения без финансовой поддержки со стороны районного и даже республиканского руководства. Но колхозники явно настроены в ее пользу. Придется похвалить ее начинание. Иначе народ отвернется не только от него, Саяфа, но и от Нагима. Да, крепким орешком оказалась Мадина для Саяфа. Сколько ни старался, разгрызть не смог. Может быть, в самом деле сработали в ней гены Тарханов, доставшиеся от деда и бабки Барсанбики. Наследственность – не пустое слово. Возвращались в родные края дети сосланных в Сибирь во время коллективизации крепких крестьян, и все они, люди цепкие, жили отнюдь не бедно. Становой хребет страны Истры был крепок благодаря крестьянам-середнякам, они составляли самую умную и работящую часть крестьянства. Их деловая хватка передавалась от поколения к поколению. То же самое можно сказать и о потомстве Тарханов. Не раз думал об этом Саев. Их Санбай, хоть и мерзавец, сильным был человеком. Коров заставлял запрягать, но не оставалось на территории его сельсовета ни клочка ни вспаханной и не засеянной земли. Из голода утери клинцы во время войны не перемерля. Приходит к Саяфу понимание причин своего поражения, да поздновато. Если б в свое время не влюбился он в Мадину без ума и не был выставлен из ее дома с позором, поменьше ошибался бы и не дал чувству униженности взять верх над остальными чувствами. Анализировал. Тем не менее колхозники слушали доклад, застыв как статуи. Порядок прежний, сидят в позах не хозяев, а рабов, подумала Мадина. А Саев в это время, делая вид, будто не может сдержать волнение, продолжал. Товарищи, ни для кого не секрет, наше коллективное хозяйство не в состоянии сейчас добиться прежних показателей, утонуло в долгах перед государством. Ударили по нему резкие перемены в жизни страны. В границах колхоза были созданы фирмы Мадина и фермерское хозяйство. Часть колхозников перешла туда, силы распределились. От нас отделились не просто люди сами по себе, они передали в другие руки свои земельные паи. Таким образом на колхозной земле возникли своего рода удельные княжества. Высокой для видимости зарплаты они стараются переманить на свою сторону лучшую, самую работящую часть колхозников. Подрывается фундамент, на котором строилось и держалось наше общее благополучие, вера в колхоз и человеческая совесть. В этом деле особо отличились Мадина Ирназарова и ее сын Дауд. Ирназарова не постыдилась даже у меня, человека, отдавшего этому колхозу более полувека жизни, отнять сына, Саяра, заманила его к себе большой зарплатой и превратила в своего холопа. Товарищи, не теряйте бдительности. Прежде чем сделать какой-либо шаг, думайте о последствиях. Нас вырастил, поставил на ноги колхоз, не плюйте в колодец, из которого пили воду. Да, сегодня нам трудно. Это испытание мы можем пройти лишь при условии, что будем сплочены и едины. Сколь бы сильны ни были наши недоброжелатели, есть у нас здравомыслящие люди. Есть у меня смена, мой старший сын Нагим. Я вижу в нем человека, способного повести колхоз дальше. По присловию, глядя на отца, и сын выстругивает стрелы. Нагим не запятнает ни мою честь,
не светлую память о своем деде, красном партизане Сайфуля. Не предавайте колхоз, не изменяйте своей совести, подтянувшись, как несмышленные дети, к сладкой кашке, к красивым игрушкам. Вот мое пожелание и завет вам. Сегодня перед всеми вами я отрекаюсь от Саяра, отныне он мне не сын. Саев закончил свое выступление в полной тишине, не последовало обычных в конце доклада аплодисментов. Слушатели как сидели застыв, так и остались сидеть. Праздничное настроение пропало. Не было в этом вины народа, его в течение 70 лет, нет, столетий, приучали к рабской покорности. Этих людей заставляли работать без зарплаты, за палочки, начисляя так называемые трудодни, а они молчали. Но нельзя же вечно молчать. Мадина встала. Не попросив слова, прошла вперед, поднялась на сцену. Саев раскрыл был рот, чтобы сказать что-то, но сидевший рядом представитель районной администрации остановил его. «Пусть выступит. Пожалуйста, Мадина Хашимовна». «Уважаемые односельчане», начала она. «Когда-то, в далекие времена, все люди на земле были свободны и сильны, как боги, ибо Аллах создал их по своему образу и подобию. За истекшие тысячелетия люди по разным причинам деградировали, лишь немногим Всевышний открыл свое лицо, продиктовал свои заповеди, мы называем их пророками. Однако время все меняет. Сейчас мы подходим к пониманию того, что каждый может стать и свободным, и сильным, и богатым. В пору, когда мир стремительно преображается, достигнув огромных успехов в экономике, образовании, культуре, мы не вправе оставаться в сторонке, сунув головы, как страус, в песок. Да, я сейчас руковожу 2 десятками небольших пока производств и цехов. Но изготовленные на них изделия народных художественных промыслов уже украшают изысканные интерьеры офисов во многих странах. Мы работаем и одновременно учимся жить по-новому. Давно ли мы продавали лес в Финляндию и в 17 раз дороже покупали его же после обработки? Теперь научились с большей выгодой использовать свое богатство у себя. Фирма Мадина только из продукции пчеловодства производит и продает более 50 видов косметических и лекарственных средств, биологических добавок. На моих производствах работают прекрасно подготовленные специалисты. Они успешные люди, в их числе немало и тереклинцев. Вы слышали от них жалобы на свою жизнь? Сотканные в теряклах ковры, сваленные здесь валенки, выделанные шкуры пользуются широким спросом, обрели славу товаров высокого качества. Наш кумысный порошок используют за рубежом для ингаляции при лечении больных. Пора нам знать себе цену, товарищи. Если я принимаю людей в штат разборчиво, не раздувая его, значит следую закону, одинаково выгодному как для социалистического, так и капиталистического устройства экономики. Когда признанный лучшим менеджером США глава корпорации General Electric Джек Уилч оставил при себе из 16 управленцев лишь 2 и разогнал в корпорации более 200 бюрократов, вся Америка ахнула. Но после этого General Electric, вздохнув свободно, круто пошел в гору. На мой взгляд, Саев Сайфулович готовился к докладу тщательно, однако он не сумел раскрыть все причины возникших в колхозе трудностей. Подумайте сами, работу, с которой в свое время мы, 60 специалистов и должностных лиц колхоза, едва справлялись, да вот сейчас выполняет с 8 помощниками. Большая часть функций экономиста, агронома, зоотехника, бухгалтера, учетчика переложена на компьютер. А в колхозе ничего в этом отношении не изменилось. Как были непомерно раздутые штаты, так и остались. Вторая причина неурядиц – воровство. Скоро в колхозе и воровато будет нечего. Если вы попросите Саяфа Сайфуловича представить отчет за каждую голову пропавшего в последние годы скота, отчета не получите. Да никто и не попросит, все запачкано родной грязью. Что касается меня. Я сегодня строю планы на будущее, мечтаю о многом. Хочу сделать для родного аула больше того, что сделала. Начало строить асфальтированную дорогу на Таулы. Надо быть идиотом, чтобы тратить 4 часа на поездку вместо получаса по хорошей дороге.
Я заасфальтировала улицы аула, меньше стало пыли, солнце светит в наши окна через чистые, незапыленные стекла. Построила мечеть. Внесла свой вклад в газификацию Тереклов, в строительство водопровода. Утвердила проекты спорткомплекса и дома культуры. Я не против существования колхоза. Каждый выбирает сам, какому богу поклоняться, каким путем идти. Лишь бы этот путь вел к обеспеченной жизни, красоте и счастью. Дорогие односельчане, приглашаю всех вас на Сабантуй. Он начнется завтра и продлится 3 дня. Давайте попразднуем все вместе, откроем друг другу сердце, повеселимся, поговорим, посоветуемся. Люди жили до нас, будут жить и после нас. Наша задача – красиво используя и прожить отпущенный нам срок. Спасибо вам всем за то, что внимательно выслушали меня. Теперь разрешите мне с Даутом покинуть собрание. Вот-вот начнут прибывать гости, мы должны их встречать. Да, извините, чуть не забыла сказать. Мадина обернулась к столу президиума. А вы, Сайф Сайфулович, отреклись от Саяра? Я принимаю его в свою семью, выдаю за него замуж внучку Тандысу, он станет моим зятем. Участники собрания, сидевшие до этого тихо, зааплодировали. Даут поспешил навстречу матери, спускавшейся со сцены, подал ей руку, чтобы помочь. Затем взял ее под руку. Так, рядышком, они вышли из клуба. Лысый, склонившаяся над сундуком Мадина, услышав прерывающийся от счастья голос, выпрямилась. Тандыса кинулась ей на шею, принялась осыпать ее лицо поцелуями. «Хай, девочка моя», — сказала Мадина, слабо сопротивляясь порыву внучки. Из-за того, что помалкивала, чуть ведь не потеряла ты хорошего Игета, Сайр уже собрался бросить тут все и уйти, куда глаза глядят. «Спасибо тебе, Алексей. Сегодня Сайр сам подошел ко мне. Сказал, что согласен отправиться со мной хоть на край света. Я думала, папа на меня рассердится, скажет, молода еще. Папа твой Сайр уважает. И потом, когда ты уехала в Питер, он очень за тебя беспокоился. А Сайяра мы хорошо знаем. У нас с твоим дедушкой разница в возрасте была 20 лет. Но мы жили хорошо, в любви. Видно, нашему роду выпало такое счастье. Говорят, первую дверь в семейную жизнь открывают ангелы. Будь счастлива, детка. А лысый, я решила спеть на Сабантуе. Ты? Спеть? Да. Может, путевка в Анталию достанется мне? Если получу я, отпустишь Саяра со мной? Отпущу. Пусть бы это стало вашим свадебным путешествием. Но, чтобы идти в ЗАГС, тебе еще 1 года не хватает. Зато чувств у меня, до небес. Ах, детка. Мадина вытерла навернувшиеся на глаза слезы. Я вот как раз собиралась показать тебе свадебный наряд. Платье, камзол, красные сапожки, нагрудник, накосники. Какая красивая одежда. Ну-ка, оденься в нее. Это наша семейная реликвия. Она досталась от твоей прапрабабушки Барсенбике моей маме, твоей прабабушке Купхалгульбуну. Мама однажды сходила в этом наряде на Сабантуи, но не суждено ей было попасть в нем в объятия жениха. Такие были времена, заблудилось их счастье. Потом надела его я. Дедушка твой, Абделяхат, впервые увидел меня в этом наряде. И на свадьбе в нем я сидела. Дедушка твой говорил, что на каждой монетке наряда написал взглядом слово «люблю». С тех пор все это лежало в сундуке. Платье шито из чистого китайского шелка, монеты, серебряные. А сапожки какие! Где только я не побывала, но обувь, сшитую из кожи такого качества, не видела. Ай, Алексей. Сайр, наверное, меня в этом наряде не узнает. Он зашел ко мне, долго мы с ним разговаривали. Я, Мадина Хашимовна, наверное, недостоин такого подарка, сказал он, имея в виду тебя. Тандыса, звезда, а я всего лишь камешек на земле. А ты что сказала? Я сказала, и на земле есть камешки, которые сияют не хуже звезд, когда их освещает солнце. А любовь – это солнце. А лысый, ты, умница. А ты?
«Господи!» — воскликнула Мадина, глядя на переодевшуюся внучку. «Ты просто райская гурия, Тандыса! И тебе, Алысы, эта одежда была как раз...» Мадина опять прослезилась. «А время? Как ты быстротечна! Не догнать тебя, не остановить невозможно. Только здесь и сейчас может быть счастлив человек. А прошлое и будущее ему не подвластно». Хотя Купхылу и Кюнхылу семьями не смогли приехать, гостей на Сабантуе прибыло много. Приехали Абубакир с Флоридой и Малика. Мадина распорядилась поставить у праздничного Майдана 2 юрты для них. Несколько юрт поставили окрестные фермеры и одну, сменивший отца на посту председателя колхоза Нагим. Мадина же устроила под открытым небом выставку картин Руслана. До начала Сабантуя народ кишел возле них. Знакомые пейзажи, перенесенные на холст, портреты людей, с которыми живешь бок о бок, производили неизгладимое впечатление. Люди смотрели на свою землю и на себя как бы со стороны, сквозь призму искусства и поражались, их обыденная жизнь под кистью художника обрела потрясающую красоту и величавость. Толпа пестрела яркими нарядами, все постарались одеться как можно лучше. Мадина заранее через газеты обратилась к борцам, певцам, кураистам с приглашением на праздник. Откликнулись на приглашение даже некоторые жители соседних с республикой областей. Мадина поискала глазами Тандысу. Ага, вон она стоит с Саяром. Держатся за руки. Лицо Саяра сияет, будто 100 солнц светит изнутри. Как же велика ты, божественная сила любви! Даже беднягу превращаешь в батыра, а батыра возвышаешь до уровня богов. И Тандыса сегодня не простая смертная, она – звезда, утренняя звезда, которой люди дали имя богини Венеры. Сабантуй начнется через несколько минут. Об этом по договоренности с музыкантами возвестят фанфары. Затем Мадина запоет величественную песню «Урал». Она стоит у микрофона в белом шелковом платье, накинутом поверх него, расшитом золотом и ляне. Рядом с ней выстроились 20 кураистов. Ветерок треплет ее посеребренные волосы, словно спрашивает о чем-то. Мадина изредка размыкает губы, как бы отвечает ему. Можно вообразить, что между ними идет такой разговор. «Где росла ты, красавица?» «На Урале». «Урал огромен. Как называется твой родной край?» «Башкортостан». «Для чего ты пришла в этот мир?» «Чтобы славить». «Кого, что славить?» «Мою землю, мое небо, мой народ». «Откуда черпаешь силы?» «Из любви». Но вот прозвенели фанфары. Гудевший, как пчелиный рой, народ притих. Полилась мелодия курая, и Мадина запела донесшуюся из глубины веков и ставшую гимном ее народа песню. Москва, Учелны, Сибай, Уфа с 1992 до 2004 года. Гарипова Тансулпан Хизбулловна Буренушка. Роман-эпопея. Конец книги.